Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. А сегодня я поделюсь с вами опытом покупки девайсов на Алиэкспрессе, потому что все, что представлено у меня на канале, где-то на 95% состоит из того, что я покупал. Притом покупал во время сейлов, разумеется, потому что если бы я все покупал эти товары из разряда побыстрее, поновее, это бы вышло мне более чем в серьезные финансы. И я бы, наверное, не потянул столько для обзоров. А в первую очередь я бы хотел отметить, к чему мы все собрались. К тому, чтобы я очередной раз рассказал, что OnePlus 9 Pro, пусть и китайская версия, но из России будет стоить 11.11 37 тысяч рублей. Какой-нибудь там браслет из разряда Huawei Band 6, точнее Honor Band 6 или тот же Mi Band 6, стоить будет в районе 1900 рублей. И сегодня я не буду вам ничего пичить, я буду вам просто советовать из того, что я выбрал. Я специально вчера посмотрел, я протестировал за практически полгода 82 телефона, не считая тех, которые я в принципе, о которых не рассказывал. Помимо этого банкета, помимо телефонов, я тестировал чертову тучу наушников, наверное, несколько сотен, суммарно около 5 сотен. Это не самореклама, в описании к видео вы найдете самое интересное, это топ наушников, вот сейчас свежий. Топ смартфонов свежие, опять же, там 10 смартов, там даже больше, с ценами, кстати, если вы кликнете. И третий момент, есть самый последний, это 52 топа. То есть там 52 топа товаров, по 10 товаров, которые я выбрал из категории лучшие и сделал на них топы после обзоров, соответственно, после того, как я их поюзал. Надеюсь, звук слышно. Слышно меня? Пишем. Пожалуйста, уточните, как картинка, как звук, как все остальное. Потому что я у себя подвис, надеюсь, у вас я не вишу. Ау, где стрим? Так, сейчас меняю сообщение. Напоминаю, что на канале ежемесячно разыгрывается 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео это делай раз. Делай два. Завтра в 9 часов начнется стрим. Когда я буду разыгрывать, я не знаю. Я буду разыгрывать 20 Mi Band 6 серии. Разыгрываться они будут через ролик топ-10 смартфонов. Его смотрите, стараетесь посмотреть. Если вы сможете его посмотреть, вы сможете участвовать. Если сможете участвовать, все круто. Но в 4 из 5 розыгрышей, которые сейчас идут, участвует телеграм-канал со скидками. То есть вы подписываетесь на телеграм-канал со скидками, оставляете в комментарии название своего канала в телеге и все, и банкет. Вот, к чему это все? К тому, что сегодня я покажу вам, как покупать на Алишке, на примере, куда заставлять промокоды, куда использовать купоны. Я не буду рассказывать, опять же, что вам нужно бежать, играть, выигрывать и бедные, постоянно не выползая из телефона, либо пытаться заработать что-то, кликая в 12 часов дня. У меня пару купонов есть, я не знаю, сейчас покажу, по-моему, но они мне их просто давали, мне кажется, за покупку чего-то. Пишем, как слышно. Еще раз, это самая, наверное, одна из самых важных информаций, потому что стрим все-таки в первую очередь про информацию, а информация это в первую очередь звук. И давненько не было. Отлично, спасибо большое всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк. И Honor Band 6. Нет, я советую Mi Band 6, потому что все плюшки, которые есть в Honor, по большому счету в Mi Band появились, а он дешевле. То есть Mi Band 6, если вы посмотрите мою телегу, реально купить за 1900 рублей. То есть там у меня ссылки есть и по 200, правда, но там все зависит от вашей ушлости. Мне кажется, что уж Mi Band за 1900 рублей-20, наверное, 3 доллара реально купить будет. Прямо как очень просто, я бы сказал. Надеюсь, картинка всех устраивает. Надеюсь, что сейчас мы начнем полезный диалог. Полезный диалог заключается в первую очередь в том, что в описании к ролику есть у меня подборки. Подборки в первую очередь ноутбуков. Опять же, вполне возможно, это дело уже раскупили. Допустим, один реселлер, я думаю, вы знаете какой, вчера начал распродажу. Я хотел купить видеокарту. Все видеокарты, которые хотел я купить, раскупили до распродажи за 40 минут. Но это к вопросу того, что Али обманывает. По сравнению с нашим ритейлом, там всякими Яндексами, на которых можно что-то урвать, но иногда нет. Так вот, то, что было вчера в 10-го, в 12 часов, я не знаю, зачем я 12 часов ждал, потому что не было ничего. В 35 минут, 23:35 скупили уже все, типа. Ну, как бы логично. То есть никаких распродаж крупных в нашем ритейле нет. Максим Таибов, большое спасибо за то, что стали спонсором. Стрим завтра начнется, Дмитрий, да, в 9 утра, и будем продолжать банкет. По поводу пылесосов, все
топовые пылики, по моему мнению, у меня были. То есть, по большому счету, что там из пылесосов? Есть у меня вот этот перечень проекторов, которые я бы взял, телевизоров, и в телеграм-канале скидок есть у меня много пылесосов. Допустим, S5 Max, то есть любой роборок я могу советовать. Сегодня, кстати, я выгружу обзор еще на один интересный смарт, уже, кстати, его выгрузил, он сейчас рендерится. И в первую очередь это такой интересный подход из разряда, я, получается, не особо радовался от Xiaomi 11T, как вы помните, но особо радовался от какого смарта? От Xiaomi 11T Pro, и это забавно. Если брать планшеты, вот, допустим, у меня Olda Cube есть, планшет Olda Cube, классный, топовый, все отлично с ним. Исключая серьезнейший, я бы сказал, момент, основной серьезнейший момент с Olda Cube, это китаец. То есть, намного проще купить какой-нибудь планшет из разряда на iOS-системе, любой, и он у вас будет жить чуть ли не вечно. Если же вы будете покупать что-то из разряда китайца, не факт, что он у вас вообще долго проживет, ни год и ни два. Есть, правильно, очень много отзывов. Допустим, я специально разложил товары, которые у меня в наличии, а их прямо море. Море, как это говорится, печально, но факт. Так вот, в этом море товаров есть один, можно сказать, самый важный и самый странный в плане покупки. То есть, вот лежит у меня 11 Pro, яблоко, на 11 дюймов прошечка, на M1. И я сейчас еще использую, я не стал класть ноутбук на M1 2020 года, получается 16 гектар оперативки, 1 терабайт. И к чему это все? К тому, что если у вас есть деньги, то стримы такие подобные смотреть можно только из разряда того, что, допустим, тот же ноут на M1, который я вчера постил, получился, что на лишке выходит на Тмоле с российской гарантией СРСТ, он вышел в 161 тысячу. Я, покупая его в США, потратил 190. То есть, такой особо не гениальный лайфхак, если честно. Вы поняли. То есть, если есть вещи такие, как, допустим, пиксели, их нигде не продают. То есть вам придется у перекупов покупать. Если это яблоко, Samsung или еще, вот Samsung в США есть смысл покупать. Яблоко тоже есть смысл, но опять же его нужно с мозгами покупать, не как я. То есть я там бежал, да, наконец-то у меня получилось с ноутбуком, а зря. По поводу клавиатур и планшетов, когда вы сейчас будете рассуждать, что может быть купить планшет Xiaomi и к нему оригинальную клаву за 6 тысяч. Я не знаю, что за одно китайское продается не за 6 тысяч, но даже за 6 штук вот эта вот клавиатура после яблочной, а яблочная, правда, 27, выглядит полным хламом. Давайте я буду отвечать на ваши вопросы, наверное, но поступательно еще раз повторюсь, что завтра у нас будет стрим с розыгрышем, и основа там, по большому счету, будет просто просмотр одного из, получается, роликов топ-10 телефонов. На Али накалывает постоянно, я тоже влетаю, что у нас цены были же ниже, чем там. По поводу цен на Али, давайте откровенно, все у них в долларах. То есть крупные магазины не химичат. То есть как был вот этот 11T Pro, обзор сегодня будет на него на канале, он уже выгружен после стрима, может быть во время стрима выгружу. Напишите, кому скучно станет на стриме, типа Саня, давай что-нибудь свежее, я его открою. Притом он у меня был такой из разряда, прямо на опыте, из разряда того, что я вспомнил Mi 11A, я понимаю, зачем нужно покупать много телефонов. И сейчас достаточное количество людей, чтобы объяснить, как я отношусь к девайсам. Допустим, есть крупный канал, от которого все там считают, что человек разбирается в железе очень сильно. До того, как я тестировать начал телефоны, я тоже так думал. Но, допустим, у него 11T Pro заряжался 2 часа. То есть я делаю вывод, как человек, который использует этот телефон, не то что тестировал, даже когда ты его тестируешь, первое, что ты проверяешь, за сколько он разряжается в PC-марке, второе, за сколько он заряжается. Он у него заряжался 2 часа. И в этот счастливый момент времени, когда я, по идее, должен сказать, окей, я сам допускаю какие-то косяки в спеках. Но есть определенные моменты, допустим, с которыми я раньше не сталкивался. У меня был Huawei. Сейчас Арсению отвечу обязательно. У меня был Huawei P20 Pro, Huawei P40 Pro и Huawei P50 Pro. И пока я не стал плотно делать обзоры на телефоны, я не знал прикола Kirin. С 20 Pro хочу отметить. То есть он умный процессор с умной оболочкой. И тротлинг
нужно кликать по экрану, чтобы тротлинга не было. То есть, чтобы он определял, что телефон не бездействует. И люди, которые делают обзоры на телефоны годами, не могут об этом не знать. И здесь мораль простая. Ну, я думаю, вы догадываетесь какая-то. Из разряда того, что взял, окунул куда надо и выкинул. Это не к тому, что я советую покупать Huawei P50 Pro. У меня есть обзор на него, я его ни в коем случае не советую. Я ни в коем случае не буду говорить, что у OnePlus 9 Pro кончились косяки, он не перегревается. Но правильно многие блогеры замечают, блогеры ходят с этим смартом. Он классный. То есть у него классный экран. По поводу экранов то же самое. Вам показывают кельвины, вам показывают теплые и холодные. Вы понимаете, что это все калибруется из настроек? То есть нужно быть совсем деревянным, чтобы это под себя не откалибровать. Восприятие света, восприятие цвета, она у всех разная. Понятно, что яркость пиковая, она важна. Но если вы видите 1000 нет, 1300 нет, это уже не важно. Это лирика про телефоны. Обязательно сейчас отвечать буду на смартфоны, что купить, потому что вот такие вещи из разряда Huawei P50 Pro, Mi Mix 4, которые в принципе классные, они у меня в топах, покупать, разумеется, не стоит. Разумеется, вполне возможно, всякие Explorer Edition, допустим, Master Explorer Edition, если их не скупят, это не глобалка, от которого тащусь и говорю, супер телефон, но реально крутой, хотя он китайский. Его я тоже не могу советовать покупать, потому что вполне возможно, во время киберраспродажи, если какие-то модели, ну, допустим, я не думаю, что это прям супер распиаренное, не скупят во время киберраспродажи, если ваша валюта не просядет, если промики не кончатся, если Али увидит, что 11.11 у них прошло не зря, возможно, цены будут лучше. И такое бывает. И такое, к сожалению, часто бывает. Если брать всякие смартфоны, давайте со смартфонами закончу. И про айфоны вам тоже расскажу. Насчет айфона, я не знаю, как вам показать. У меня 13 Pro прям так поцарапан люто. Я прям просто ношу его. Я не знаю, наверное, вам не видно. Скорее всего, не видно. Вот так получится. Видите? Это раз, это два. То есть все царапины максимально глубокие. Для примера, ну вот, OnePlus, который я ношу в 2 раза дольше, у него нет фактически ничего по экрану. То есть он тоже без чехла, и у него нет ничего, он вообще не поцарапан. То есть магия? Нет, к сожалению. Это из разряда того, я буду ходить с яблоком, чтобы его хейтить, окей. Но опять же хейтить. Снимает он лучше, чем любой другой смарт, который у меня был в руках, кроме Huawei P50 Pro. Они каким-то образом делают объем, как будто ты на профкамеру снимаешь. Вот когда ты берешь любой Huawei-овский аппарат, P20 Pro, P40 Pro, P30 Pro, возможно, Honor-овские тоже, я тестирую только Huawei. У тебя ощущение от картинки, от фото и от видео, как будто она объемная. Я не знаю, это только люди, которые постоянно снимают какую-то штуку, типа вот меня, обзоры на телефоны, там или еще на что-то. Я на сами телефоны я снимаю обзоры при помощи телефонов. И вот это дело я вижу. Но это лирика. Давайте я все-таки отвечу на вопросы, которые мне Алексей Ермаков. Какие ТВС-наушники до 10 тысяч посоветуешь с басом, с сочным звуком Poco X3 Pro? Вы понимаете, что Poco X3 Pro на распродаже стоит 14 400 рублей. Зачем вам тратить 10 тысяч? Oppo NK-Free идут только для инструментальной и фризи от хорошего стрима. Окей, если вы готовы потратить десятку и выглядеть странно, это, опять же, посмотрите топы, это по звуку. Попробуйте Соньки 3 купить. Если не получится, купите Анкера 2 Pro. И в телеграм-канал взаимопомощи напишите, потому что там у многих есть Poco X3 Pro. Возможно, и скорее всего так оно и есть, проблема именно в вашем телефоне. Вот. Дальше. Здравствуйте, посоветуйте телефон с хорошей камерой. Возможно, кстати, локация просто в телефоне. Если вы на Сингапур поменяете, все поменяется даже с ТВС-ками. Посоветуйте телефон с хорошей камерой для фото на все случаи жизни. Видео и фронталки мало. Сейчас P20 Pro. А на iPhone у тебя хватит? Ну, то есть на все случаи жизни это iPhone. Все. Да, там мововские файлы, но там можно установить программки. И опять же, я так понимаю, что у тебя финансов много. Если не особо много финансов, и вам нужна съемка. Еще раз, это великий и ужасный Xiaomi, который по оболочке мне не заходит вообще никак. Xiaomi 11i, который я с Nord 2 сравнивал, это просто космос по разнице картинки. Сегодня очередной раз я об этом напомню в обзоре. И 11T Pro.
11T Pro 36 тысяч рублей. Если он тебе не зайдет, то за 40-ник его скинешь вот 99%, ладно, за 39. Опять же, они доставляют из России. Если успеешь урвать, вот так буду хлопать, и по съемке будет топ. Лично для меня. Опять же, у вас может быть другой какой-то подход, другое отношение. Не забываем прожать лайк, не забываем спрашивать то, что вам интересно. Всякие извращения, а я считаю, все равно это извращениями. И Pixel 6 я купил, и 6 Pro, и они у меня в пути. И я прям их поюзаю хорошенько. Но 5А, который я, кстати, разыгрываю, ну, это так себе. То есть, ну, да, это круто, что ты готов потратить такие деньги за аппарат, который... Типа для гиков. Типа почему? Потому что, ну, по большому счету, я реально понимаю, ну, а что с ним могу сделать такого, чего не могу с аппаратом за 14 тысяч Poco X3 Pro, допустим. 14400. Вот что я не могу сделать с пикселем, точнее, могу сделать с пикселем, а с ним не могу. Снимать могу, играть могу, видео смотреть могу. Ну, то есть... Такое сомнительное. Да, по осознанию того, что у тебя он фоткает лучше значительно, чем Xiaomi-шные штуки. Видео снимает лучше. Но настолько ли тебе это нужно, что ты готов 4 раза переплачивать? Это вопрос. Дальше, как насчет Vivo X70 Pro Plus? Это великолепный девайс, просто супер. Я его себе покупать не буду, потому что слишком дорого. И если все телефоны, которые я вам сейчас показываю, они overprice, и Huawei P50 Pro, и Mi Mix 4, Explorer Edition, и там OnePlus 9 Pro, и мне они не зайдут, я их на Авито продам. То есть, ну, я продаю периодически телефоны. Если я куплю Oppo, Vivo, опповские или вивовские смарты, это все. Realme, да, Realme уйдет. Oppo, Vivo так и останутся Oppo и Vivo. Вот. Примерно поэтому я и Samsung не особо хочу покупать, потому что их очумеешь потом перепродавать. Потому что все нормальные люди покупают их в 2 раза дешевле. Не забываем прожать лайк и спрашиваем, в чем вопросы у кого. Какой смартфон за $100? Раньше смарта не было вообще. У вас 7000 рублей. Redmi 9A. 6990 будет на распродаже. Сейчас постараюсь телегу скинуть. Redmi 9A. Сейчас. Помогают мне и хорошо. Скажи топ Android телефон до 40 тысяч, стоит ли брать OnePlus 9 Pro? Откровенно, по поводу OnePlus 9 Pro, это не разогрев из разряда того беги и покупай. То есть, допустим, я сейчас мог бы вспоминать великолепный телефон, который у меня сейчас здесь сзади лежит. И на стримах, в принципе, я его и буду вспоминать не раз. Видите, сколько у меня еще мобил здесь под рукой. Это только под рукой. По факту-то их больше. Так вот, из веселого и хорошего, что вы можете успеть купить. Это Realme GT Neo 2, это вот он, и выйдет еще 2T, то есть я буду покупать 2T, потому что я его не тестировал. У двойки появилась глобалка. Телефон бомба, за 21 тысячу, если успеете купить, круто. Если вы успеете купить даже китайской версии OnePlus 9 Pro за 37, бомба, то же самое, лучше предложений нет, это если по поводу финансов. Опять же, что еще интересного? Всякие пиксели третьи, которые я тоже покупал, для того, чтобы сравнить с Huawei P50, с iPhone 13 Pro, но это такое себе. Если у вас 14-15 тысяч, то это однозначно Poco X3 Pro и даже думать нечего. По поводу Poco M4 Pro, который вышел, у меня он будет на руках завтра, и завтра приходите на прожарку, пишите плюс. Нет, не пришел он сейчас в пути, завтра он после стрима у меня появится, и вечером я смогу сделать прожарку. Если вам это интересно, то есть завтра Саня стрим сделает на прожарку, напишите, потому что мне нужно понимать, как планировать свое время. Не забываем прожать лайк, завтра еще будет топ умных часов, и там не будут новые часы. Я говорю, вот эти все GTR 3 Pro и все остальное я считаю оверпрайсом. Да, я делаю на них обзоры, да, я благополучным образом их разыгрываю, там, и т.д. и т.п., но я не считаю, что есть смысл их покупать. И какие-нибудь стратосы, вторые или третьи, они и выглядят неплохо, и для спорта, и не только для спорта. В принципе, они зайдут более чем. Опять же, вам решать. Только что я показывал вам Amazfit GTR 3 Pro, а еще TicWatch Pro 3 Ultra, который я ни в коем случае не советую покупать, я тоже разыгрываю, кстати. И да, это бенефис розыгрышей. Кстати, вот эти вот ушки OnePlus прошлые, их допилили
Их допилили, их прям допилили. И по поводу Watch'ей, OnePlus'овских, то же самое. Я хочу сказать, что они стали лучше, и их можно уже рекомендовать. Нихао, ищу защищенный телефон. У меня был, можете посмотреть, они все плюс-минус одинаковые. Один я раздолбал, один не раздолбал на канале. И один разыграл, кстати, его уже UMDG кто-то получил. Уже отписывались в Телеграме. Вопросы, кто, кстати, выигрывает? Мне только один человек из 5 мебендов отписался. Второму я написал, что он ленивец и мне не пишет, он не обиделся и не отвечает. Universe, по-моему. Universe, ты зайдешь, я тебе все скажу, что о тебе думаю. Почему Samsung Watch 4 Classic убрал из телеги? Я не убирал. Просто Amazfit Watch Classic, они куда-то, не знаю. Я буду их покупать. Amazfit Watch... Какие? Samsung Watch. Я буду покупать Samsung Watch. Насчет промокодов и всего остального. Смотрите, промики будут. Давайте наберем, не знаю, 500 лайков. И кому интересно показать, как покупать на Али все-таки. Или не надо. То есть основные принципы. Друзья, какой планшет с симкой за 35-30 тысяч взять? А вы понимаете, что это либо Huawei, либо Samsung, либо iOS-система. То есть у вас выбора либо Harmony OS без гуглов и мучиться, либо Samsung и переплачивать, либо Яблоко и очень сильно переплачивать. То есть я ответил вам на все. Можете All the Cube взять, но я его разыгрывать буду. У меня, кстати, есть с симкой планшет, он там 15 тысяч стоит. Но это после сейла уже. Стоит ли покупать XR до 30-ки? Если хочется, то почему нет? Что за киберраспродажа? Короче, кратко, распродажа идет 3 в ноябре. Первая это 11.11, то есть это день холостяка. Завтра будет у меня стрим, сейчас мы с вами общаемся, что купить. Вы смотрите описание, пишите мне, Саня, это там оверпрайс, это норм, это нет. Я вам советую, скидываю, может быть скидываю что-то еще в телегу. Вот. После этого мы благополучным образом, кто захочет, встречаемся завтра в 9 утра, и я черт знает сколько делаю, пока сейл идет, сам покупаю и делюсь тем, что купил. А вечером завтра я прожариваю Poco M4. Если кто захочет, приходите, как раз решите, покупать их или нет, я уверен, что их хватит прямо на всех. Прожарка это значит, что я при вас буду его тестировать, к этому времени я его уже погоняю, пофотографирую, поделаю видео, поиграю, даже, возможно, успею проверить автономность. Может, сегодня даже за ним схожу. Пришел. Вот. И следующая распродажа будет 24-26 ноября. Это будет Черная пятница, Black Friday. И после нее будет Киберпонедельник. То есть он может быть там 28-го, может быть 1 декабря. Черт знает, когда будет Киберпонедельник, но он точно будет. Это если совсем кратко. Насчет того, насколько все будет вкусно. Я уверен, что, допустим, те же Poco F3, они сейчас в новом цвете продаются. За 20-ник, кстати. Poco F3 отличный телефон за 20-ку, несмотря на датчик приближения. Возможно, в новом цвете там поменяют датчик приближения, это будет просто бомба, а не телефон. Вот, если брать из лоукоста, кстати, чтобы я взял, это не Realme 8i. По поводу наушников, топ наушников я только что выгрузил вчера. Топ наушников для покупки 11.11. Поэтому перед тем, как что-то спросить, не забывайте посмотреть эти топы, хорошо? Посоветуйте что-нибудь лучше Realme 8 Pro за 20 тысяч. Оно все плюс-минус такое же будет. Это Poco F3 или, если добавить пару тысяч, это однозначно Realme GT Neo 2. За него прям топлю. Realme GT Neo 2 фаворит вообще. Realme Explorer Edition это бомба. OnePlus 9 Pro за 37 это просто адское дело. Для фанатов Xiaomi, по большому счету, это либо 11T Pro, даже в упаковке опять 11T Pro, сегодня обзор будет на канале за 36. Для фанатов Xiaomi это Poco M4 Pro, уже есть, завтра опять же будет прожарка. Я бы на вашем месте прожарку бы подождал, не думаю, что там все разберут в этой ценовой категории. И Poco F3 за 20-ник, все. Если вы стеснены в средствах и вы зомбированы опять же Xiaomi-тами, это Poco X3 Pro за 14,5. То есть это примерно $180, наверное, так. Lenovo P1, Lenovo вообще не стоит своих денег однозначно, потому что, говорю, покупая смарт, вы можете разгонять производителя. Это как у меня спрашивают Motorola. Ну вы серьезно? А что они могут с ПО сделать? Meizu, они трупы в плане ПО. А еще полное днище, что меня вообще убивает, и я даже с другими блогерами по поводу этого стал переписываться. Друзья, до какой степени нужно иметь интерес вот такого вот размера, не знаю, ну вы примерно видите в экране максимум, чтобы пиарить TCL. То есть люди, которые хотя бы минимально разбираются в телефонах,
Они никогда не будут говорить, идите покупайте Infix, там хорошие цифры, идите покупайте TCL, там хорошие цифры, идите покупайте какой-нибудь там All the Cube даже, но у них телефонов нет, черт с ним, с планшетами, китайские планшеты плюс-минус одинаковые. Потому что в этом-то и прикол, что если у тебя есть деньги и идет распродажа, только топы, тебе не зайдет, ты продашь, купишь другой топ. Зачем тебе разгонять левого производителя, у которого нет никакой поддержки, у него нет опыта, и ты такой, ну они же пытаются. Да какого черта, мне плевать, что они пытаются. У меня есть лично моя аудитория, я за нее ответственен. У меня язык не повернется советовать TCL. Я говорю, я пересмотрел, мне 2 раза его предлагали, притом на таких условиях, что фейерверки только не запускать. Не знаю, там еще и танцовщиц бы прислали, а я не особо топовый. Так что я примерно понимаю, как это... Короче, если вы видите рекламу вот этих штук, не смотрите в ту сторону. Опять же, я верю, что есть фанаты Infix, TCL и всего подобного. Друзья, извините, если вы в руки нормальные аппараты получите из разряда Realme, даже MIUI, Xiaomi, даже, не знаю, вот что угодно, только не вот эти бренды А. Точнее, они не А совсем, они Б, С, Д или 2, 3, 4, 5 эшелона. Они красивые, но послезавтра они у вас будут просто кирпичом. Так вот, к чему это все? К тому, что не размываемся, не распыляемся, а что решили смотреть, вот в этих рамках и смотрите, и самое главное, примерно прикидывайте. Вы купили, у вас получилось, пришло, не зашло, продали на Авито. Получится этот девайс продать или нет? Выхлоп будет какой-то за нервы или нет? Вот. Но это моя политика, вы можете ее не разделять. Есть много очень богатых людей, которые могут, в принципе, покупать смарты каждый день. И я не думаю, что они на такие стримы приходят. Не забываем прожать лайк, не забываем подписаться на канал промокодов и телеграм-канал скидок. Почему телеграм-канал скидок? Для меня такая радость, я про него напоминаю. Там есть, допустим, такая тема интересная, я ее постю с удовольствием, мои именные промокоды. Пусть даже самый жирный, он не особо крутой, 800 рублей от 7000. Но согласитесь, если брать купоны, если брать кэшбэк как по карте, если брать обычный кэшбэк, ну норм цена получается. То есть, проще говоря, от 7000 ты берешь, получается 6200, даже без, распродажная цена, 8000 рублей товар. 7200 промокодом, получается какой-нибудь купон от Алины 500 рублей, уже 6700. Кэшбэк по карте, обычный кэшбэк, уже 6. И у тебя получается вместо 8, распродажных 8, товар, который обычно 10, ты покупаешь за 6. И это норм. Огромное спасибо, Дмитрий Гордиенко. Подскажи, пожалуйста, подойдет ли зарядка OnePlus на Realme? Я хочу взять доп. Зарядку на 65 Вт для Realme. Для какого Realme? Смотри, там смысл в том, что там еще вшиты чипы в кабеля. Я сейчас тебе объясню. То есть, допустим, у меня была такая тема Super Zoom X3. Realme X3 Super Zoom. Под него вообще кабеля от других Realme не подходили. От других Realme. То есть у меня вот 2 OnePlus-овские зарядки. Скажи, какой Realme проверить, я тебе скажу, будет ли работать быстрая зарядка. Потому что так странно, не работает, наверное, ничего. Вроде бы тот же BBK. Ну давай вот. Есть. Звук появился, извините, пожалуйста. Да, хорошо, что я чат пишу. Чат читаю, точнее. У меня вопрос дня, кстати. Выгрузить сейчас 11T Pro или не надо? Или подождать конца стрима, друзья? Как вам удобно будет? Лера, вы сегодня... Лера, привет особо. Особо привет, Лера, наш администратор в телеграм-канале взаимопомощи. Великолепный программист из Украины. И подсказала мне, что звук пропал. Надеюсь, звук появился. Основной вопрос, друзья, выгрузить ли сейчас 11T Pro или подождать и выгрузить потом? Напишите, кому интересно, может быть, кто-то туда параллельно включит фоном и скажет: Саня,
Ты зачем топил за этот смарт? Либо наоборот, Саня, почему-то не хейтишь его. После, не флудите, норм все. У меня G5. Я не знаю, что такое Realme G5. Я не знаю такой модели. Где Poco F3 за 20 тысяч? Туз сейчас, если, мне не лень, в принципе, я тебе репостну скидку сюда, в телеграм-канал, окей? То есть я, в принципе, в чат я сейчас посмотрю. Во-первых, у меня спрашивали по поводу телефона до $100. Вот, за 6160, сейчас 5 секунд, кому лень в телегу зайти? Копи, пост, линк, нет, не пост, линк. Сейчас 5 секунд, Ctrl-C, надеюсь, кабель не поврежу, и вы будете меня слышать. Вот, пожалуйста, это 6160, это Redmi 9A. То есть за эти деньги я тестирую данный аппарат, мне он вообще зашел. Вот, это раз. По поводу пыликов, кстати, спрашивали. Я бы взял, если у вас много денег, опять же, Robocore S5, S7. Robocore S7, опять же, за 28. Вот сейчас ссылку скинул. Промик то же самое, в принципе, скинул. И еще из того, что у меня спрашивали, сейчас был Poco F3. Да? Я сейчас репостну еще раз его в телеграм-канал скидок. Давайте еще раз OnePlus 9R, кстати. Его, в принципе, можно на Алишке за 32 купить. Не на Алишке, на Авито. Но, опять же, там все вилами по воде, и 32 это все-таки на 5000 дороже, чем вот сейчас я вам скинул за 27. Чувствуете, как я за вас просто все скидываю? Вот, те, кто собирался планшет купить дешево. Кстати, я забыл о мипадах, но там симки нет. Я сейчас скину вам мипад. Вот, пожалуйста. 22 тысячи он там будет стоить. Если успеете, то огонь. Если не успеете, промик отдельно скидываю. Все. Так, дальше. GT2 Neo, жаль, из-за звука прослушал про зарядку. GT2 Neo, сейчас посмотрим. Я сейчас его поставлю на зарядку, и мы посмотрим. По-моему, там должна гореть. Давай сейчас он подзарядится. Он сейчас пустой. Пока вот к OnePlus зарядка подключилась. И вроде бы, по-моему, это может даже быстро. Но посмотрим. Там она по-другому выглядит. Так вот, сейчас еще Poco F3 найду вам. Хорошо? Потому что это, по сути, животрепещущий вопрос. Кстати, 13 Pro GT2 Neo сейчас репостну. Очень хочу купить это дело. Очень хочу купить Realme GT2 Neo за 19 тысяч. Прямо горю желанием. У меня был обзор не на 2 Neo, у меня был обзор на двойку. Ну, уже видите, пользователи есть. И он просто топовый смарт. Вот. И Poco F3. Все, нашел Poco F3 наконец-то. Мы закроем вопрос по нему и все, и двинемся дальше. Правильно? Последнее. Poco F3 за 20 тысяч рублей. F3. Все, закидал F3. Ну, смотрите сами, я бы серый взял. Может быть, там датчик приближения поменяют. Потому что такая бесячая тема, как мне многие пишут, ты что, много лежишь? Нет, ну, знаете, люди лежат, да. И датчик приближения прям бесит. У меня сейчас, кстати, датчик приближения стал глючить на Samsung S21. Это прям просто. Прожал лайк, скилл прожарил. Артем, привет. Жене Mi 11 Lite 5G NE. Есть вариант Mi 11 взять за 45. Я бы не стал брать Mi 11. Возьми Mi 11i. Вообще топовый смарт. Леонид Юков, огромное спасибо. Прямо от души. Не забываем прожать лайк, 500 лайков, и я начинаю упорно показывать вам, как все-таки покупать на Алишке. И, наверное, даже ссылку дам. Максим Тульский, спасибо. Спасибо за обзор. Вопрос Huawei по 50 Pro. Цена на Али завтра 94. Что скажете про которую... Я скажу, что, во-первых, Озон Joy Buy доставляет очень долго. Очень долго и мучительно. По поводу всех остальных, кто покупает с Авито, Joy Buy мне доставляет в среднем, ну, когда я с Озону что-то пытаюсь купить, в районе 3 месяцев. То есть я заказал в мае вентилятор Xiaomi, он мне пришел в середине сентября. Стаб я заказал в августе, вот сейчас в ноябре он пришел.
И отслеживание там из разряда, вы почитайте их политику, они вообще ни за что не отвечают. То есть Озон, когда ты покупаешь у продавца где-то там, вот, кстати, про него я и рассказывал. Я от них ждал видеокарты завтра на скидках. Скупили все за 35 минут до распродажи. Ну, понятно, как скупили. То есть, ну, вот это русское днище, по-другому не сказать. У меня вот реально к этому ритейлу, потому что меня столько людей убеждали, даже кто работает примерно там, такие: Саня, завтра сможешь собрать себе что хочешь. Я: окей, дождался. Нет ничего. Обманщики. Круче, чем китайцы. Вот, по поводу всего на Авито, ну, это такая штука. Ну, рискни, расскажешь. Это не сарказм. Ну, как бы я понимаю, как возвращать деньги в других местах. Здесь тонкая красная линия. Как все там будет, не скажу, я там не покупаю. А опять пропал звук. Стоп. Нет, не пропал. Давайте довольно лояльно с вами. Довольно лояльно что сделаем? Я сейчас в рамках какого-то, не знаю, в рамках для тех, кому прям совсем лень, скину личные промики. Там есть еще много других промокодов, но вот это завтра будет работать в чат, чтобы вы примерно хотя бы по маленьким промокодам смогли пройтись. Ага, не получается скопировать все. Ну, давайте частично. Частично промокоды, которые будут работать завтра. Угу, не хочет он все пропускать. Давайте до 2000 рублей. Остальные в телеге. Дальше телефон с хорошей камерой за 50 тысяч рублей. За 50 тысяч рублей вы можете купить топовую камеру. Это OnePlus 9 Pro. Это любой Samsung в районе 50. То есть Samsung S21 меня тоже полностью устраивает. Если брать что-то для инсты, то я бы брал любой iPhone. Любой. То есть за полтинник, ну берите старый, допустим, 12, не знаю, там на сейле какой-нибудь. Но они хорошо снимают. То есть, если для инсты или тиктока. Если не для инсты, не для тиктока, то за 50 тысяч можете Honor'овский. Honor Pro я не тестировал их. У меня был только Huawei P20 Pro, 30 Pro и P40. И P50 Pro. Вот, и вам не стоит много тратить. Я говорю, покупаете Xiaomi 11T Pro, сейчас я обзор выгружу, вы увидите, как он снимает. Так как я большинство обзоров снимаю на вход на именно смартфон, то есть это реально сразу прям вообще очень дико видно. Если вы начинаете смотреть ролик и видите, как хорошо, во-первых, понимание должно быть, что это все дело благополучным образом ютубом сжимается. Но это с одной стороны. С другой стороны, черт с ним, что она сжимается, потому что качество-то не скроешь. То есть если качество клевое и реально смарт хорошо выглядит, хорошо снимает, то он хорошо снимает. И сейчас все-таки так хочу 11 Pro выгрузить. Давайте через 15 минут, как раз когда буду Али показывать. Не забываем прожать лайк, 500 лайков, и я быстренько покажу вам, как что работает, почему и с чем. Вот. Я думаю, вам будет это дело полезно. Надеюсь. Надеюсь, вам будет это дело полезно. Следующее. Интересный салют из Питера. Так, еще один вопрос. Привет, спасибо за обзоры, хорошо делаешь. Подскажи, пожалуйста, Huawei FreeBuds Pro или Anker Soundcore Liberty 2? Я бы взял Huawei FreeBuds Pro. Однозначно за 7000 все-таки лучше его. Но это опять же мое субъективное мнение. Вот. Возможно, где-то я не так размышляю. Опять же, у нас в чате много людей, в телеграм-канале взаимопомощи тоже много людей. Напишите, там есть люди, у которых просто море, как у меня, наушников уже было или есть. Следующее, что лучше взять, OnePlus Buds Pro или Huawei FreeBuds Pro при использовании OnePlus 9R? У меня нет OnePlus 9R, но к нему я бы взял однозначно OnePlus Buds Pro, потому что одна система, это, конечно, всегда круто. IQ OOZ5 купи, а потом что с ним делать, извини за грубость. Rain Deep, я не знаю, что с ним потом, куда девать. Куда девать китайский смарт, зачем он нужен? Oppo Reno 6 у меня валяется за 23 тысячи на Авито. Когда покупал я его за 34, и там 67 человек в добавленных, но никто не покупает. Какие взять часы для бега? Завтра будет топ-10 часов, а вообще топ-2 топа на канале. Недавно был топ-10 часов MS Fit.
OnePlus 9R или Samsung? Что угодно, не Samsung. Вы видите, сразу ответили. Хотя 9R я опять же не тестировал. Сам на селе возьму Z5. Молодец. Ну как бы молодец. Окей. Значит, вы уверены, что он вам зайдет. Зачем мне делать обзор? Explorer или OnePlus 9? Explorer. Если 9 Pro, то 9 Pro лучше. Как там зарядка? Ну вот сейчас проверим, кстати. Угу. Да ладно. Одни нули. Так, нет. Просто зарядка показывает. Это одна OnePlus-овская, сейчас второй OnePlus-овская. Хотя зеленый, маленький зеленый. Маленький зеленый, я не помню. Значок маленький зеленый, это быстрая зарядка. Там, по-моему, два значка должно быть. А нет, смотри. Да, наверное, это все-таки быстрая зарядка. Сейчас 5 секунд проверю. Да, Dart Charge работает быстрая. Или нет? Да, Super Dart Charge. К OnePlus подходит. Сейчас я покажу. Человек спрашивал, зачем стрим, правильно? То есть вот у нас от любой OnePlus-овской, у меня их две получается. Dart. А там почему-то была не Dart, а написано была Dart Charge. Это просто Dart. А там была Dart Charge надпись. Вот. А дальше, сейчас 5 секунд, зеленый вопросик. Уже ответил. Дальше Oppo NK-Air. Есть смысл. Не забываем прожать лайк. Всем спасибо, что пришли. В описании есть перечень товаров того, что я советую. Что туда не поместилось, в телеграм-канале со скидками по ссылке в описании. Не обязательно ни на что подписываться. Вы просто смотрите телеграм-канал, смотрите, выгодно для вас это или нет. Если какие-то девайсы выгодны, напоминаю, что завтра... Бадрей, спасибо за подгон. Завтра будет сейл, и все, кто первые успеют, все что-то купят. Кто не успеет, тот не купит. Свои корзины я покажу. Я буду покупать с 2 аккаунтов, с 2 смартфонов. И корзины у меня не полные еще сегодня буду добивать, потому что перед сейлом где-то неделю назад я все выкинул, и сейчас накидываю заново, осознавая, что мне нужно и что нет. И, в принципе, меня интересует только, получится все это дело или не особо. Привет, Саня, у меня Nord 2, стоит ли поменять его на Nord 9 Pro ради камеры? Если тебе камера нужна, однозначно да. Камера Nord 2 и 9 Pro это небо и земля. Это факт. Я говорю, сравнение посмотри, второй Nord и Mi 11i, и поймешь, что даже Xiaomi в определенном ценовом сегменте его рвут. 11, опять же, все вопросы, какой лучше из телефонов. В описании топ-10 наушников, и следующий идет, третья строчка, вы все ее видите, топ-10 телефонов к 11.11. Там я выбрал самые жирные предложения, там больше 10 телефонов, там их, по-моему, 14. И все их можно купить, за эти деньги их можно любой покупать, потому что, если что, вы потом ее перепродадите, при том еще что-то выиграете, если успеете по этим ценам купить. Но опять же, сейчас я показывать буду, каким образом использовать промокоды и купоны, потому что сейчас все стало намного проще. У вас есть купон от Али, допустим, у вас есть спецкупон, что очень редко, у вас есть купон от продавца, и дальше вы используете промокоды. И вот на эти все купоны забивать себе голову не стоит. Почему? Потому что вы сейчас в корзине увидите, как я делаю, как и я, накликаете, наберете себе промиков. Иногда корзина не работает через стационар, она работает только с телефона. И следующий важный момент, вы накидаете себе, допустим, промокодов, после того, как вы его, точнее купонов, самое главное, что вы успели промокод использовать, потому что все эти купоны, ну, какие-то не будут работать. Вы, допустим, 2T, Realme GT Neo, вот это вторая, а 2T я собираюсь покупать. У меня, по-моему, 4 продавца разных, от 23 до 21 тысячи. Вживую увидел тебя, здорово. Алексей Пешков, это очень странно, я 7 месяцев уже на канале вживую. Надеюсь, что вы будете смотреть и видеться мы будем чаще. Вот. Еще раз напоминаю, вы на канале Пользы.нет, все я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии ежемесячно, 20 Mi Band 11.11 и 30 ноября, разумеется, 5 Mi Band разыграю умные часы Amazfit GTR 3 Pro, TicWatch 3 Ultra, Pixel 5a, возможно, если народ все-таки наклепает там лайков. Следующее, что я разыграю, это Buds A. Buds A это счастливые наушники от Гугла. И, разумеется, Narza 50A, но там пока тоже все очень
печально в плане лайков. То есть точно мы разыграем часы, точно Mi Band разыграем, а остальное все зависит от вас. Все в ваших руках, точнее пальцах. Следующий момент, топ-10 часов будет когда? Раскупят все. Не раскупят, топ будет к 10 часам, я думаю, до сейла я их как раз выгружу, хотя в 9 будет стрим, может 8 выгружу. Как вам удобно будет, когда я выгружу? Пишем. Сейчас я отвечу, стоит ли менять Realme X3 Pro на Realme GT2 Neo? Нет, X2 Pro, ну а зачем? Но если хочется новенького, то да, если знаешь, куда деть X2 Pro. Realme потом фиг продаж в РФ, интересует Explorer. Еще раз, с продажей Realme у меня не было никогда никаких проблем на Авито. Можете посмотреть, примерно оценить цены сейчас на Авито. Может, что-то поменялось, но я постоянно продаю. Опа, фонд X3, обзора не будет. В корзинке он лежит. 50 тысяч рублей на подоконнике. На подоконнике у меня этих 50 телефонов. И опа там точно будет лежать. Опа не продать. Опа это опа для продажи. То есть это круто. Я бы тоже хотел посмотреть обзор у себя же. Но не 50 тысяч за девайс, который никому не нужен. Но нужен из разряда, что там интересного они придумали? Дураки китайские. Или круто придумали. Ну вот когда они войдут на наш рынок, тогда да. Тогда я об этом подумаю. Ну, примерно так. Лучшая камера в смартфоне до 25 тысяч у Xiaomi за 26. Mi 11i. Или сколько он там? Кстати, недавно был. Я не помню, сколько он стоил. Сколько стоил Mi 11i? Можно погуглить, сколько он сейчас стоит, кстати. Но я не помню. Mi 11. Давайте я в поиске. Кстати, опять же, можно искать в поиске в телеграм-канале без проблем. Смартфон Mi 11i. Нет. Они как-то жестко его за 32 тысячи продают. Не знаю, 25 тысяч примерно все плюс-минус одинаково. Я не скажу, что там где-то супер какие-то фавориты есть. Потому что у Realme камеры не очень, у Xiaomi за 25 тысяч супер камер нет. Ну, я таких не знаю, можете подсказать сейчас. То есть все в районе 28-30. 27 тысяч OnePlus 9R. Вот, 27 и OnePlus 9, если раскошелитесь, так вот за тридцатник. Просто бомба. Дальше, привет, Саня, удачного стримчага. Все зависит от вас, насколько он будет удачный. Не забываем прожать лайк, не забываем написать, что интересно. И да, мы 500 лайков, кстати, набрали. Да, я извиняюсь, мы забыли про то, что 501 лайк набрали. Пишем, интересно ли вам, если я вам сейчас покажу, как в принципе оформлять покупки, какие есть лайфхаки у Али и насколько, по моему мнению, это все корректно. Вот. Пишем, если интересно, то сейчас врублю без проблем. Почему вы упоминаете в роликах о подсказке, ее нет? Честно, я иногда забываю ее поставить. Но она есть всегда, просто она там где-то. Вот. Я обязательно исправлюсь. Сань, по обзорам ты лучший, по делу очень душевно, успеха тебе. P24, еще раз огромное спасибо. Еще раз, это не самопиар, и я вам повторяю, это знаете, как с наушниками. По поводу ушей, все мои обзоры. Очень много троллинга, понятно, у блогеров друг на друга. У меня специально картинка всегда, как будто я маленький. Но у меня рост 182 сантиметра, то есть я максимально средний. 182 сантиметра, 76-78 килограммов. И ухо у меня анатомически, как в ушах пластиковых, вы у меня в роликах видите. Оно идеально такое же, как в ушах, на которых тестируют не наушники, а слуховые аппараты. То есть максимально все среднее. И когда я тестирую наушники, они у меня идеально вот для среднего человека. Если брать часы, запястье у меня узкое. То есть у меня оно 17 сантиметров, считайте, как у подростка. Вот в этом смысле да. Шея нет. Шея, как у чувака с соточкой. Просто съемка такая. Это чтобы вы понимали по размерам, по шмоткам или гаджетам. То же самое рука. Рука у меня небольшая, у меня М-ка. Она такая же средняя. Вот Poco F3 в руке, вот, допустим, Samsung S21 в моей руке. И вот у меня Pixel маленький такой, вот он маленький и есть. И опять же ориентироваться, когда вы смотрите блогеров, обычно они огромные, и они все говорят, они средние. По-настоящему у них большие веса, понятно, мужские, там, окей, 100 килограммов и т.д. и т.п. Но если ты живешь динамичной жизнью, как говорят, волка ноги кормят. Так вот, если тебя не кормят, к сожалению, приходится жить на суете, и особо ты не наберешь. Но когда у тебя уже мульт подписчиков, может быть, можно уже отъедать авторитет, но всегда помнить, что это не средний рост, средний вес. Средний рост 180 сантиметров, вес 80-ник плюс-минус 5. Вот. А уши везде одинаковые. Берешь линеечку, сравниваешь с той пластиковой штукой, которая продается в Китае. А таких штук у меня, кстати, много. Дальше. Кто в курсе про марку чего?
Кстати, включаем, наверное, да, показываю я. Сейчас я 100 рублей смотреть можно. Если смотреть только на камеры фотовозможностям, что, на ваш взгляд, лучше взять, кроме яблока, не интересен личное? Личное по камере и фото это либо пиксель раз. По камере фото это Xiaomi-шные девайсы от 30-ки. Я не знаю, как они это делают. Мне не нравится оболочка, мне нравится, как они снимают. Это OnePlus. Уважение. Ну вот, хорошо все. Это супер-мега-топ в правильных руках, не кривых, как многие пишут, DxOMark, купи. Ну вы реально думаете, что у Huawei больше денег, чем у Яблока, допустим? Это Huawei смарты, ну особенно вот этот P40, P20, P30, P50 Pro. Нереальный объем. Это как будто настоящая фотокамера. И следующее по съемке, наверное... Ну, OnePlus я уже вспомнил. И все. Но вот из моего экспириенса ничего прям супер божественного больше я не видел. Из лоу-коста, то есть, допустим, что-то дешевое из разряда вам посоветовать, это Huawei P40 Lite какой-нибудь для фото. Но там все плюс-минус одинаково. Для фото, окей, вы можете рискнуть и на eBay или на Али купить Pixel 3 и фоткать до упора, потому что, ну, хорошо он фоткает, хорошо. Не божественно там, как круто, но хорошо. Купил Realme 8 за 14 тысяч, камера отличная. Все познается в сравнении, к сожалению. Я не говорю, что вы не совсем понимаете по поводу камер. То есть, когда я говорю, она не хорошая, я же сравниваю с топами. Я не могу сказать, что камера за 20 тысяч... Ну, вот у Poco F3 нормальная камера. У Poco X3 Pro хуже, чем у Poco X3. Но, опять же, это вижу я. Это, знаете, как был у меня период в жизни, наверное, лет 5 назад, когда я не понимал, чего там они пиксели, эти люди разглядывают в экране. Когда OnePlus 5 пошли, у меня окружали люди, которые тряслись от девайсов, от таких. Я трясся вот от часов, от чего-то. А телефоны, они плюс-минус для меня все были одинаковые тогда. Сейчас они плюс-минус не одинаковые уже, и это хорошо. Nord 2 или GT2 Neo? Подло, я бы ее не взял. Вот. Подло, но эффективно. Хотя оболочка мне больше у Нарда нравится. Так, пора мне не мучить вас, а показать все-таки, что я имею в виду, когда я рассказываю про Али. Напоминаю, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше 2 часов за 17-25 тысяч, телефона за 40, Mi Band 20 штук завтра, 5-6 версии, Mi Band 6. И еще что я разыгрываю? Samsung Pixel Buds A и последний момент Narza 50. Так вот, все условия в описании к роликам. То есть смотрим описание к данному стриму и дальше уже кому не лень, смотрим. Realme GT Master Edition или в Poco F3. Если плевать на датчик приближения, Poco F3 однозначно. Ну и ты не юзал Realme UI и понимаешь, что MIUI тебя устроит. То есть очень много людей, которым по прошивке Xiaomi не заходит. Что-нибудь о Redmi Buds 3 Pro за $33. Скажу, что послезавтра у меня будет обзор на связку Xiaomi 11T через 3 недели использования и Redmi Buds 3 Pro. Вот. Посмотрим, что там еще, кстати, посмотрите, что там поменялось в наушниках и в телефоне. Poco X3 GT или лучше подождать 11 Note Pro? А когда это ждать новинок можно вечно. Это не к тому, чтобы вы не ждали, ждите. Просто когда выйдет эта штука, выйдет какая-то новая штука, однозначно. Это жизнь. Привет, как можно получить красные купоны? В играх, опять же, в телеграм-канале, первая ссылка в описании, сможете посмотреть. Не забываем прожать лайк, может быть наберем 1000, будет круто. И не забываем, что сейчас я вам покажу, как в принципе Али устроен. Давайте вот один раз покажу на своем экспириенсе. Понятно, что на телефоне это чуть-чуть другое. На телефоне, когда вы заходите в программу, иногда вам предлагают купоны, иногда вы можете там растить что-то, еще т.д. и т.п. Я говорю про десктопную версию, там все будет максимально топорно, и я думаю, что это будет для кого-то полезным делом. Очень надеюсь, поэтому сейчас мы с вами переключаемся на десктопную версию. И так, все видят все? Или нет? Да, надеюсь, что все видят все. Сейчас я расширю, проверю. Проверю сейчас по ссылке, видите ли вы меня. Надеюсь, видите. Так, 5 секунд. Потому что я не уверен, что вы видите. Захват экрана, устройство захвата. Деактивировать, активировать. Есть, себя я вижу. Прум-пум-пум-пум-пум. Сейчас вопрос...
Так, напишите в чат, пожалуйста, видит меня кто-нибудь или нет? Видите ли экран? Да, видите экран. Отлично. Смотрите, в чем дело. Вот сейчас мы видим стандартную страницу. Я сейчас буду обучать из разряда азов, прям азов, без оскорблений. Почему? Потому что вот вы открыли Али, вы уже не первый раз, допустим, покупали. Если не распродажа, вас интересовать должна вот эта вкладка «Горячие товары». Он под вас. То есть вам кажется, что они все разные, по факту он подбирает эти товары под вас. Вы смотрите, бах, какая-нибудь там браслет, вот этот убогий за 1600 рублей, там можно его купить. Тут реально более-менее адекватные цены, то есть, допустим, Мейдонг я бы не стал брать. Очень много шлака, к сожалению, но всякие чехлы там по 80 рублей, кабеля, допустим, Базеус, не мракобесные кабеля, либо там шнурки за 800 рублей. Все это здесь можно найти, это удобно. Можно посмотреть скоро, то есть, допустим, 10 Pro будет за 22 тысячи рублей. Допустим, нас интересует этот бедный 10 Pro. 11-12 числа он будет 22 тысячи. Это висит, давайте не будем пугать людей, потому что это дорого. Давайте с другого чего-нибудь начнем. Допустим, нас интересует Poco. Вернемся. Сейчас в горячих товарах хлам. В доставку по России я даже не захожу, в рейтинге то же самое. Но есть такой лайфхак. Если вы что-то ищете долго и упорно, допустим, я, получается, через VPN сижу, и он не знает, что я ищу. Но примерно он представляет, что я покупал. И из того, что я покупал, вот, допустим, ну, я не знаю, как он рандомно сейчас это убожество показывает. Обычно он показывает не убожество из разряда того, что ты искал. В горячих товарах, вот он, допустим, висит. У вас не получится зайти сразу, бах, горячий товар. У меня, кстати, был на... Видите, здесь другие горячие товары уже. То есть они интереснее. Во-первых, телевизор за 18, за 38, довольно неплохой пылесос и все остальное. Черт с ним, вы выбрали пылик. Вот пылик нормальный вариант. Вы видите, 11 числа он будет стоить 9700. Только что, по-моему, 9400 или 9700. Очень странно. В зависимости от того, какой вы купон выцепите. И вы начинаете вот так цеплять купоны. То есть вы набираете эти купоны до упора, опять же, в программе, потому что на компе это делать не получается. Добавляете это дело в корзину, переходите в корзину. Если вы не добавили купоны до этого момента, есть еще вот такой вариант. Просто до упора берете все купоны, это бедная молния, там просто все купоны надо брать. Если Poco Store, то здесь чуть-чуть меньше, видите их? Но они тоже не берутся, если ты не в телефоне. Вот, не забываем прожать лайк, надеюсь, что эта информация кому-то вообще полезна, потому что не первый раз, наверное, кто-то первый раз покупает. Короче, вот так проходитесь по корзине своей и набираете купоны. Почему я так советую? Я, конечно, выкидывал магазины с купонами. Можно отдельно открывать магазины и там набирать купоны. Сейчас покажу как. Допустим, DJI Store. Вот, видите? То есть я захожу и благополучным образом набираю эти бедные купоны. Ну, есть. Получил, но они ни о чемные. Во-первых, во-вторых, ты будешь на этом деле завязан. То есть ты такой купишь, наберешь купонов и будешь бежать в этот магазин. Лучше набрать, чем не набрать, но трястись по поводу этого не стоит. Вот по поводу, кстати, умных часов Galaxy Watch 4. Вот они висят, никаких купонов не надо. Будет просто промокоду супердил 2500, цена в 17 990 рублей, я его планирую купить, если успею. Смотрим, какие варианты у нас. У нас здесь купон магазина, которого у меня нет. Вы его вставляете, если вы его успели взять. Спецкупон, которых прямо ультра мало и, по-моему, даже на сейле их не будет. И купон AliExpress. Он, получается, суммируется со скидкой купона магазина. В моем случае это, по-моему, 4 купона, 500 рублей от 20 тысяч. Или, да, по-моему, от 20, 2000 от 20 тысяч, 3 купона мне надавал сам Али, я не выигрывал их ни в каких играх. И сюда вы вбиваете промокод. Притом вбиваете обязательно вы должны вот здесь использовать большие буквы, допустим, Super Deal 2500. И вы также большими буквами Super Deal 2500. Ну, понятно, что он сейчас не сработает. И он будет у вас работать, соответственно, когда? Правильно, во время сейла.
Следующий момент, счастливый. Окей, вы включили, нажали оформить заказ. До этого вы обязательно выбираете способ оплаты. Допустим, если у меня есть кэшбэк по MasterCard, вот именно по этой, я ее выбираю. Понятно, выбираете адрес, здесь доставка, и есть еще вариант, это левый адрес, что если что. Вот, здесь вариант еще почты есть. И третий момент, обязательно смотрите стоимость доставки. Очень много китайцев на дешевых особенно товарах не указывают стоимость. То есть, допустим, здесь бесплатная доставка курьера 15 числа. Это очень-очень важная тема. Не перепутайте, не пропустите. Следующий момент. Очень уважаю я магазины какие, в которых нет купонов. Вот видите? То есть, допустим, амбушюра без купонов, наушники. Здесь только сейловская цена. И это хорошо. То есть, вот, допустим, Nubia, она, по-моему, еще дороже сейчас, чем стоила до этого. Вот сейчас, видите, активировал, и промокоды уже ловятся. Пока пуховики, все, что я покупал, это второй аккаунт. Видите, хочу купить бедный все-таки аккумулятор для Huawei, который мне не особо и нужен. Лежит у меня Find X3 Pro. И это не все, что запланировано мной к покупке, но это из разряда, вот это, допустим, я докидываю все время. Про эту бедную расческу уже месяца 3 не могу сделать обзор. Промокоды самые жесткие в плане молнии. То есть, если вы на Тмоле набираете промики, вы очумеете в них тыкать. Прямо очумеете. И по большому счету это все премудрости. То есть, никаких особо диких лайфхаков нету. Если брать телегу, вот, допустим, телега, чтобы, вы подписались на телеграм-канал. Вы берете и нажимаете «Применить промик». Вот здесь 2 раза кликаете, либо копи текст, либо если телефон у вас, то у вас получается копипастнуть. Вот здесь добавляете в корзинку, открывается сразу корзинка, и промокод уже используется. Если я нахожу какой-то товар не только с промиком, но и с купоном, там об этом написано будет. То есть берем купон продавца и применяем промик. Все, это дело, я надеюсь, вы запомнили. Следующий момент. Давайте включу все-таки основную сцену. Деактивация, активация. Все, надеюсь, меня видно. Надеюсь, у кого какие-то вопросы еще остались, вы сейчас сможете задать их, потому что я их жду, и это разумно. Через 20 минут 11 Pro выгружу на канал, потому что это интересно. Так, сейчас я отвечу на вопросы, пока последние посмотрю, какие остались. Так, выбираю ТВС наушники для Poco X3 NFC. Предпочтение Xiaomi Flip Buds Pro, Xiaomi Buds 3 Pro, OneMo Comfort Buds Pro. OneMo Comfort Buds Pro для звука. Однозначно, даже не думайте. Цвет не имеет значения. Все цвета хороши. Дальше, Димыч. OnePlus 9R или Samsung 9S FE? В диапазоне 30-35 я советую добавить 2000, купить OnePlus 9 Pro. Это совсем другая история. В диапазоне до 35 добавить 2000, купить OnePlus 9 Pro. Это совсем другая история. А если серьезно, то, наверное, Xiaomi Mi 11i, Samsung SE20 FE я не стал бы брать. Мне кто-то скидывал какой-то Samsung лютый на процессоре Snapy 720 за 26 тысяч во время распродажи. Я не знаю, что это с людьми происходит, но это не яблоко. У них не лучшие процессоры. Я не знаю, с чего вы решили, что нужно Samsung переплачивать за воздух, за то, что это Samsung. Это не такой, не супер-мега бренд. Вот, не забываем прожать лайк, пишем, у кого какие вопросы, советы, обязательно я буду скидывать, что вам интересно, и может быть что-то. 11T Pro жарить будешь? А я не знаю, есть смысл к Nissan. Вот 11T Pro, он и так весь жаркий, 800. Может завтра с Poco M4, как вам такой вариант? С Poco M4, линзы ночью заказываюсь на Али. Еще раз, у меня трое очков. И все эти очки, они мне исключительно для того, чтобы защищать от либо шума, либо света. То есть, допустим, сейчас я снимаю, на меня 3 лампы светят. Плюс большой экран. У меня нет какой-то дикого желания, чтобы у меня зрение испортилось от экранов. А в экраны я пялюсь постоянно, к сожалению. У меня единичка. Это очень забавно, кстати. Когда я с кем-то ругался раньше, был такой момент очень часто, когда мне говорили: ты вообще тупой очкарик. Да, только я очки не ношу. Не для зрения. Да, дальше. Посоветуйте накладные наушники с aptX за 5000 рублей. Я советую вам посмотреть топ-10 наушников, которые в описании к видео. Там есть накладные, которые вам нужны. Спойлер. Можете посмотреть первое место сразу.
Следующее. Привет, Саня. Вы не бегите за PTX, бегите за качеством. Посоветую уши с активным шумоподавлением. Еще раз, топ-10 наушников с активным шумоподавлением есть в топах. Третья ссылка, самый полезный плейлист, 52 топа. Так там топ беспроводных наушников с активным шумоподавлением и топ беспроводных наушников лучших по звуку для айфона. Подскажи, стоит ли менять Samsung S21e на Samsung S10e на S21? Наверное, да. Ну, то есть пора бы уже. Будет обзор и на Phil CG Pro, и на Phil CG обычный, и на Phil CG Limited Edition, и на Phil T2. Вот. Все на руках, все тестируется. Обложку вчера видели из топ-10 наушников, правильно? Дальше до 20 тысяч смарт в Genshin и фоткать можно без бенда второго. Если не скажу. Ну вот фоткать, опять же, фоткать все что угодно за 20 тысяч будет нормально. У вас фоткать вот нормально, не топово. В Genshin играть, вы сами понимаете, будет только либо Poco F3 какой-нибудь, либо Realme GT Neo 2. Я бы GT Neo 2 взял. Розыгрыш сегодня, Игорь Смирнов. Ну, сделай, вы же старый подписчик, вы прям такой матерый. Нет, розыгрыш завтра. Розыгрыш 20 Mi бендов. Я рассказал, какие условия. Чтобы выполнить эти условия, достаточно посмотреть топ-10 смартфонов. Там написать кое-что. Но спойлер, нужно просто подписаться на телеграм-канал скидок, и там дальше уже все розыгрыши, какие бы ни были, вам только копипастить останется все. А как в прошлый раз Mi Band мы разыгрывали, вы помните, что я из 600 комментариев кликал, наверное, раз 30, чтобы найти эти бедные 5 человек, которые просто подписаны. То есть люди даже не подписаны, список подписок закрыт и все. А еще я повторяю, что ну ладно, все это лирика. Это все лирика, не будем ныть, будем ставить лайки, не забываем поставить лайк. Может быть наберем 10, сколько у нас? Давайте лимит 2000 лайков сегодня наберем по жесткому, а потом завтра на стриме 3. Вообще ломанем по беспределу. Galaxy Buds Pro на айфоне норм будет, я их заказал в Эльдорадо. Нет. А зачем спрашивать, если вы уже заказали? Ну вот зачем? Тем более в Эльдорадо. Вы знаете, каких категорий там продается техника? А я не буду вам рассказывать. Может быть, у вас будет желание, посмотрите на YouTube, по-моему, тоже про это есть. К сожалению, у меня там знакомые работают. Дальше. Весь день ломаю голову насчет OnePlus 9 Pro. Переживаю, устанут ли глаза. Тогда, ну без сарказма, тогда покупайте кнопочный. Вот серьезно. Если устанут, однозначно лучше кнопочный телефон и все. Или IPS-экран, любой. То есть 11T с IPS-экраном на деменции. Это сарказм был, если что. OnePlus 9 RT или OnePlus 9 Pro. Еще раз, RT я не тестировал. То, что он сейчас есть, он сырой. И если вы сравниваете с флагманом, с субфлагманом, ну не знаю, вам решать. То есть я его еще не гонял. Глобалки его, как я знаю, нет. Есть только китайская версия. Welcome. Как я понимаю, он тогда на ColorOS, а не на Oxygen. Хотите GT, я остановился на Q3 Pro. Q3 Pro я обозревал хороший смарт китайский. Oppo Enco Free 2 или с Redmi Buds 3 Pro. Топ-10 наушников. 3 ссылки. Вот я так и знал, что будут именно эти вопросы. Топ-10 наушников, вторая ссылка. И третья ссылка. Топ-10 смартфонов. А если что-то специфичное, топов, 52 топа. Третья ссылка. Четвертая получается. Четвертая. В описании. Realme Master Edition или OnePlus 9R. 9R, если вы смотрите канал мой, я не покупал, потому что это индийский вариант смартфона. У меня OnePlus 9 Pro был и есть, и OnePlus 9. И все остальные OnePlus. Я не собираюсь тестировать штуку, которая сделана была для индийского рынка, которая там не зашла. Почему не зашла, это спрашивать не у наших блогеров. Наши блогеры вот так вот хлопают. Мы бежим у индусов покупать. Вот примерно так это и происходит, к сожалению. Вполне возможно, супер-мега топовый девайс. Может быть, на селе я за 27 тысяч его куплю, чтобы просто у меня не спрашивали. Потому что, я еще раз повторяю, мне кажется, там точнее, мне не кажется, я кое-что о нем знаю, но я не собираюсь об этом говорить голословно, у меня на руках его нет. Вот. Еще раз по поводу того, как многие пишут, ты выбираешь там 10 телефонов из тех телефонов, только что я обозревал. Напоминаю, я обозревал 82 телефона за последний год. Это раз. Два. Помимо этих 82 телефонов у меня всегда выбор есть.
что купить. То есть я приходил в магазин, я эти бедные фолды трогал, думаю, я даже об этом рассказывать не хочу, но это мракобесие. То есть, ну, как бы есть люди, которые готовы за это отдать деньги, я не готов. То есть, вот, ну, как бы я ставлю всегда, я есть покупатель, мне не надо ставить себя на место покупателя, я это дело покупаю. Вот, и я всегда оцениваю, смогу ли я это дело продать, доставит ли мне это удовольствие использовать. Да, возможно, вам доставит удовольствие соневский там супер телефон за 2500 евро использовать и потом не продать его. Возможно, у вас есть удовольствие юзать Meizu без поддержки. Возможно, у вас есть фетиш прислушиваться по Моторолам, TCL, Infix и остальному. Но тогда, я говорю, я не знаю, что можно узнать на моем канале. Я не люблю фейки. Для меня черное это черное, белое это белое. Это, наверное, самое... Ну, глупое, что может быть, но это факт. У меня OnePlus 9 Pro за 30 с лишним минут заряжается, не 2 часа. У меня Kirin не тротлит, он тротлит, но можно на него тыкать. И тротлить он не будет, он потому что умный. И потому что я читаю, опять же, ваши комментарии. То есть, опять же, это все благодаря подписчикам. Спасибо большое, что смотрите обзоры. Я читаю комменты и узнаю у вас самое важное. Сейчас буду отвечать без проблем. У нас много времени. У вас много, у нас времени много. Саня, какой взять хороший, с хорошим экраном за 10 не взять? Ну, то есть, можно взять с потребным. За 10 тысяч рублей ничего... Я могу посоветовать. Окей, Narza 30, Narza 50i, Realme 8i. Все. Но это ну, экран будет работать. Вот. Экран будет работать и в смарте. Ну, это за свои деньги это хорошие аппараты. Вот. Формулирую так. Давайте так. Подождите, а Realme 8i, по-моему, у меня был недавно на него промик какой-то лютый. И он прям был очень выгодный. Недавно. Можно 9 Pro вообще взять за 12600. Если вы не боитесь большой аппарат. У меня он, кстати, есть 9 Pro. Сейчас покажу его. Я его даже юзаю. Не буду говорить для чего. Нет, не гвозди забивать. Вот он. 9 Pro. Великолепный смарт. 5 секунд. А Realme 8i, я не знаю, почему так сильно упорно вместо Narza 50-го пиарят. Ну окей. То есть кому-то больше заходит именно он. Poco X3 GT, опять же, для людей, которые не боятся Dimensity. Отличный смарт, если он будет продаваться в России. Мне он зашел. Ну вот мне, не знаю, мне он вот просто физически зашел. Какой-то тонкая красная линия по цена-качество. Но опять же, самые топовые аппараты, я вам еще раз повторяю, давайте по круговороту странного. Realme Neo 2 и 2T, 21-22 тысячи рублей, Touch 600 Гц. 600 Гц, не мегагерц, Герц. Следующий классный смарт за выгодно. Это опять же корпорация BBK. OnePlus 9 Pro 37 тысяч. Урвете, вы молодцы. Просто схлопать стоя буду. Я, наверное, сам попытаюсь. Следующий классный смарт за 20 тысяч. Я надеюсь, что датчики приближения в сером варианте, серый вариант у Poco F3 появился. Как раз он будет новый, 20 тысяч рублей. Ровно 20 тысяч 3 рубля. Это меньше $300. Опять же, в баксах тоже указано в телеге, можете посмотреть. Кстати, ссылки на телегу тоже есть. Narza 50i, 50A, точнее. Вот, 10 450 из России. И из веселого еще, из лоукоста я не успел сделать обзор. Это Redmi 9A, Redmi 9A. Многие топовые миллионники получили, я там понимаю, каким подходом. Ну, классный телефон за 6 тысяч. Из дорогих, из супер дорогих, но не все потянут чисто психологически, потому что Master Explorer Edition, к сожалению, он является китайской версией. И глобалки пока нет. Если у двойки Realme GT Neo 2 есть, у этой нет. А Realme Master Edition или Poco F3? Вы серьезно? Вы сравниваете Master Edition, нереально крутой топ, и Poco F3, там цена другая. И я не знаю. За 20 тысяч лучше сначала... Если вам вот прям сразу и в кайф, то Realme. Но вы должны понимать, что это китайская версия. Если пойдет и просто хороший смарт со своими косяками, это Poco F3 за 20-ку.
Про Realme GT 2 Neo 2T я не буду рассказывать, я его не тестировал. Но он не хуже двойки точно. По спекам плюс-минус. Сань, OnePlus 9 Pro или X3 GT. А вот здесь уже OnePlus 9R, который я не тестировал, индийский, даже с его косяками. Вот, цена критична, но стоит ли 9R? Я не знаю, стоит ли переплачивать, я его не тестировал еще. Я не знаю, я знаю, кто вас магнитил по 9R. Друзья, у этого человека, который хлопал в ладоши, у него OnePlus 9R заряжается 2 часа. 2 часа. И у него великолепный и ужасный Huawei P50 Pro, у которого чуть ли не самый оптимизированный процессор в мире, тротлит. То есть у него мозгов не хватило комментарий, хотя бы чужие прочитать, чтобы пальчиком тыкать, или хотя бы чужие обзоры посмотреть. В моем обзоре просто это было, не так много обзоров на YouTube. Либо человек специально засирал, то есть он посмотрел обзоры в X2, там их 5, все об этом говорили, и он такой, тут процессор такой, чтобы нужно было тыкать в экран. Вместо того, чтобы стебаться, что он умный, я лучше его захейчу. Вот этот человек пиарил 9R. Вот к нему и обращайтесь, потому что я это дело не тестировал. Опять же, по определенным причинам, не потому что у меня денег нет. Видел обзор твой на Yopin H-High Plus. Не планируешь ли обзор на Yopin Hype? Может быть, но вообще лучше для осанки, чем спорт, ЛФК и массаж, ничего не придумано, к сожалению. Neo 2 или OnePlus 9 Pro? OnePlus 8T. 9 Pro, конечно. Однозначно. Сколько телефонов, даже названий не знаю. Еще раз, чтобы ориентироваться в названиях, в описании к ролику есть ссылки на, кстати, лучшие, по моему мнению, предложения по телефонам, по ноутбукам, по проекторам, по бритвам, по телекам, а по телефонам вы можете кликнуть на топ-10 смартфонов и благополучным образом узнать. Не забываем подписываться на телеграм-канал со скидками, ссылка наверху в описании. И, соответственно, участвовать в чертовой туче розыгрышей. Самый интересный завтра 20 Mi Band 6 серии. И спойлер, ладно, вот лень вам смотреть этот бедный обзор топ-10 телефонов. Там достаточно быть подписан на телеграм-канал со скидками, написать в комментарии к ролику название своей телеги, либо в описании канала своего. То есть вы под каналом же сидите, чтобы комментарии писать. Название в телеге может написать на русском языке, там, через пробелы, еще как-нибудь. У людей получается. И подписанным быть на телеграм-канал Live. И все. И завтра в онлайне я все это дело буду разыгрывать 20 Mi Band среди тех, кто прокомментировал топ-10 смартфонов. Там не так много комментов, вот прям серьезно. Прям очень высока вероятность. Не миллионник я и не буду. Саня, я смотрел твои топы по ушам. В том-то и дело, что из того посоветуешь для Apple. Для Apple есть отдельный топ «Убей меня нежно» UA. Вот топ отдельный для iOS систем. Не буду с тобой вообще больше разговаривать. Дальше. Ну, такое, умный проц, который нужно тукануть. Нет, SMO, вот именно он умный, что его тукануть не надо. Он как бы понимает, что его троллят. Не тротлинг проверяют, а троллят. Типа его грузят бессмысленно. Он там валяется и что-то делает. Это не рендер, это не съемка. Снимает он непрерывно 2 часа свободно. Единственное, если на улице в холод снимать, у меня есть пример съемки Huawei P50 Pro, он будет не фонтан снимать. Не фонтан, потому что у него оптостаб как бы навернулся у меня. Ну, он восстановился, но на тот момент навернулся. 9 Pro камера ошибается по ББ постоянно. Сменил его на 13 Pro и кайфую. Ну, Dex, ты сравниваешь смарт за 110 тысяч и на данный момент 37 тысяч. И даже если брать, окей, ты купишь, как и я, в США 13-й iPhone, который тоже снимает не хуже, чем OnePlus 9 Pro, 37 тысяч и 70. Ты же понимаешь, да, о чем я? Но объективно, он не в 2 раза лучше снимает. И какими-то моментами OnePlus 9 Pro снимает лучше, чем iPhone. Но, еще раз, на данный момент для съемок, не думая, лучше iPhone 13 и 13 Pro я не видел. Ничего. Huawei P50 Pro лучше в руках оператора. То есть, если ты шаришь, если ты разбираешься, то да. Не забываем прожать лайк, написать в комментариях, что еще вас интересует и по поводу чего мы здесь все собрались. Motorola Edge S.
Берите смарт без поддержки, берите смарт, который никому не нужен, кроме тех, кто посмотрел обзоры, а потом будет с лютыми пешками сбрасывать все это дело, потому что все магазины забиты предложениями с распродажной ценой. Берите Motorola, берите TCL, берите Meizu, помните, что я этого дела не советовал, берите еще Infix и потом подписывайтесь на мой канал через месяца 3 после того, как разобьете их об стену. Или попытаетесь продать. Потому что вы поймете, что лучше горькая правда, чем когда вам тефтели с макаронами на уши вешают. Я думаю, вы поняли, о чем я, да? TCL. Серьезно? TCL? Хоть в глаза. Все божья роса. Black Shark 4 стоит ли брать за 25 тысяч? Вот это самый интересный вопрос. Вот смотрите, по поводу игровых телефонов. Их нет в моем топе последнем. И это объективно. Почему? Потому что, еще раз, у вас есть желание, допустим, этих механических триггеров, которые все равно рано сдохнут. Их можно повредить, которые можно заменить обычными триггерами, которые вы отдельно купите. И какой там тач? Вот объективно. Какой там тач? На 600 Гц? Серьезно? А у магического и ужасного Realme GT Neo 2 тач на 600 Гц. Следующий момент, вот у этого телефона тач на 600 Гц. Следующий момент магический какой? Вы реально покупаете окей телефон для игр. Вы понимаете, что там есть по большому счету только Asus, Black Shark и Nubia, это ZTE-шечка. И все это я обозревал, кроме Asus. И все это вы очумеете потом продавать, это раз. Два, все это очень габаритно. И три, по большому счету, у них та же самая начинка. То есть их пиарят миллионники, с них сумасшедшая маржа. Я так подозреваю, что Nubia аж чуть ли не танцуют вокруг. Они мне, по-моему, посылали когда-то давно смартфон. Это я не троллю их. То есть просто-напросто это такая категория, в которой у вас или. У вас 3 смарта на выбор. По поводу любого из них можно фейерверки пускать и кричать: Asus, беги покупай. Nubia, беги покупай. Или Black Shark, беги покупай. Все плюс-минус одинаково. Что кому прислали, тот это и пиарит. То есть прислали 3 варианта, пиарят 3 варианта. Прислали, оставили один, пиарят. Ну, это как бы объективно. По факту у меня был только Black Shark. Что я про него могу сказать? Норм. Нет, у меня был ZTE Nubia. Тоже норм. Но это игровые телефоны, это прям вот узкая штука, прям жесть. И, наверное, хотите, купите. У меня есть в телеге за 25 штук, кстати, да, как раз ссыль. Спасибо тебе, не успел прочитать. Какой телефон взять на ближайшие 3-4 года, чтобы не париться? Про пуховики скажи, который купил, что понравилось. Если бы что-то понравилось, я бы уже сделал обзор. Обзор будет, но, скорее всего, он будет слегка хейтерский. И, может быть, даже на лайв-канале. По поводу телефона за 37 тысяч, чтобы не париться. Лучше 870-й брать, Qualcomm-овский Snap. Но если объективно, вот из новинок я реально пошел бы, если вас не бесит Xiaomi, купил бы 11T Pro за 37 тысяч. Либо второй вариант, чтобы я купил, и однозначно это неплохой выбор, это великий и ужасный OnePlus 9R. Ну и третий вариант это Explorer Edition Realme. OnePlus 9 Pro без Pro или Mi 11i по камере плюс-минус одинаково. Давайте я 11T все-таки выгружу обзор, по-моему, более-менее пора уже. За идеальный субфлагман. Как назовем? (11T Pro идеальный субфлагман или нет, друзья? На ваших глазах рождается обзор. Ну, точнее, не обзора, попытка его к Xiaomi 11T Pro. Понравился мне прошка, хотя, говорю, 11 мне не понравился, 11. И что бы я еще добавил? Да, наверное, ничего, потому что сейчас мы с вами благополучным образом все это дело еще 10 тысяч раз обсудим. Почему? Потому что покупать здесь. У кого еще какие вопросы остались, давайте я потихонечку буду отвечать, пока я запостю этот бедный ролик, или я его никогда не запостю просто. Купить 9R или переплатить чуть-чуть за 9. Смотрите еще раз, вот давайте коллективный разум, вот все, кто умеют пользоваться Гуглом.
Я понимаю, что, ну, как бы это сложно, это без сарказма, наверное, сложно попользоваться Гуглом. Какие есть косяки у 9 Pro? Напишите мне, пожалуйста. Или мне написать. Друзья, вот, ну, там много у нас сейчас людей. Я уверен, что есть не просто пользователи, а у 9R увидят какие-то недостатки. Хотя на маркете у него, опять же, 3 голоса. Заметьте, 3 голоса на Яндекс.Маркете. Что это значит? Это значит, что его не так люди бегут покупать. А не бегут его покупать люди по одной ужасной прекрасной причине. Потому что ничего в нем суперфееричного нету. То есть, ну, это обычный смарт. Я бы взял 9. Ну, то есть, там особо разницы-то нету. Может быть, я куплю, но я говорю, плюс-минус... Ладно, не хочу, завтра, может быть, меня прорвет, и я вам скажу. Это неплохой смартфон. Так, Nord 2 или OnePlus 9? Однозначно OnePlus 9. Безапелляционно, потому что смарт топовый. И я бы его взял. Так. Купон. Купон и промик сейчас добавлю и открываю обзор. Так, что еще интересного? Подождите 5 секунд. Можно рассказать вам про... С OnePlus'ами все очень просто. Мне кажется, что их сметут. Вот, я не уверен, потому что Xiaomi обычно сметают. Вы помните, как мы пытались 11T и 11T Pro купить? У меня тогда получилось купить только 11T Pro, и спойлер, мне его так и не послали. То есть, вопреки всему, несмотря ни на что, я остался без смартфона. Фактически мне пришлось его потом покупать у тех, кому послали. Вот, печально, но факт. Ну, как бы... До 30, до 40, до 35. До 35 тысяч будем считать, что лучший смарт. И да ладно, можно открывать в принципе, да? Сейчас импортирую конечные заставки для, опять же, обзора. Давайте еще на что-нибудь отвечу, пока мы вместе сидим. Дальше, Саш, вопрос, какие наушники стоит взять? Anker Liberty Neo или P2 Mini? Мне кажется, они более универсальные. Следующий вопрос. Кстати, заметил, по твоим ссылкам не всегда адекватный ценник, и магазин бывает цена вкуснее. Вячеслав Николаевич, во-первых, я смотрю для России. Во-вторых, да, бывает, вот, допустим, сегодня я выгрузил ценник на 11T за 32, потом нашел за 28, поменял в телеге как раз это дело. Напоминаю, что основная тема это в плане того, что мы сейчас дискутируем по поводу цен. В телеграм-канале по ссылке в описании к видео, верхняя ссылка, и там вы можете посмотреть 11T 28, T Pro 36. На T Pro вот конкретно сейчас я дооформляю обзор. До оформления у меня заключается, если честно, только в том, что сейчас я там расставлю подсказки. Как правильно говорят, ты говоришь подсказки одно, а в подсказке этой нет. Вы извините, 23 минуты я его мучил, в прямом смысле прям мучил. Обычно у меня... Такие длинные обзоры на телефоны не бывают, но мне он понравился. То есть это редкость для того, чтобы мне Xiaomi понравился. Ну, редко бывает, когда я там прям тащусь от Xiaomi. Вы сами прекрасно это знаете. Ну, те, кто меня смотрит. И так. И, в общем, я открываю обзор 11T Pro. Надеюсь, что он вам зайдет в плане концептуальном, потому что 36 тысяч рублей... Ну, это хороший такой ценник для него. Не скажу, что он прям мега-мега супер, но я бы его взял. Я бы его взял. Хотя я его уже и так взял, только на 7 тысяч дороже. Вот, и даже 40 он, по-моему, стоит. Но опять же, если брать OnePlus 9 Pro за 37 и его, я даже не знаю, что бы я выбрал. Но из-за оболочки однозначно OnePlus 9. Сейчас я, единственное, поскидываю во все... соцсети благополучно этот обзор на 11T Pro, и мы запостим это дело, и дальше уже сможем общаться. Пиную его.
Кстати, не забываем, что есть телеграм-канал взаимопомощи, там нет мата, хамства и рекламы, и очень советую его посетить, потому что, ну, пусть там даже иногда и такие темы не всем интересные, но там не только техника, скажем, там много всего веселого, лично по мне. Надеюсь, что вам зайдет это дело. Еще раз напоминаю, завтра стрим будет в 9 утра, и там будет не все так хаотично, как сейчас. Следующий момент. Не забываем прожать лайк, может быть 1000 мы с вами наберем, и продолжаем общаться по поводу того, кому что больше заходит. Сейчас я прочитаю. Спасибо большое, Владимир Бакалов. Замена Redmi Note 10 понеслась. 77 лет, на 4 года. Важны эргономика, размер для Poco F3, звук Band 20, бюджет 20+, ничего ж себе. Xiaomi Lite 5G NE прям будет круто. Прям круто. Если брать между Poco F3 именно маме, то я бы и точно брал. Или это несколько вопросов. Ну, Lite 5G NE, она будет прям радоваться такой, ничего ж себе, какой тоненький, красивый. Anker Motion Plus, идеальная колонка. Стоит у меня на кухне, дома. То есть бежим ее утрированно и покупаем. За, по-моему, 5500 она будет, вообще нормально. Что скажешь про Vivo TVS 2? Я скажу, что обзор на канале, цены все вкусные. Топ-10 наушников, которые я конкретно подобрал под покупку 11.11, что я считаю выгодным, я выгрузил. Что считаю лучшим в категории, там обозначил. Вам может нравиться что-то другое, ничего в этом такого нет. Вот на что можно поменять Xiaomi Mi 9 Lite? На все из представленного в топ-10 телефонов по ссылке в описании. Какие очки посоветуете для защиты зрения от экранов? Любые очки Redmi. На канале посмотрите, у меня 6 обзоров на очки. Они все быстрые, по 4 минуты. Но, как вы видите в обзорах, я всеми ими пользуюсь. Во-первых, они как аксессуар норм, а во-вторых, не только. Вот такие, кстати, уши я разыграю. Может быть, эти уши, может быть, в упаковке. Я подумаю. Но, скорее всего, в упаковке так приятнее победителю будет. Надеюсь, он напишет в ВК, в группу фидбэков. Не забываем прожать лайк. Я так понимаю, что многие просто пошли мой обзор смотреть. Надеюсь, что люди вернутся. Вот он, если что. На T11 Pro он 23 минуты, поэтому вряд ли я вас долго увижу. Не скоро я вас увижу, точнее, да? Если я буду сейчас постить. Потому что, по большому счету, основная масса людей на стриме, она как раз смотрит мой канал, а сейчас на канале появился новый ролик. И, разумеется, что я сейчас размываю трафик, но мне это интересно. Почему? Потому что смарт норм. По мне вообще, по мне за 36 тысяч он огонь. А если, брать объективно, то лучше, конечно, брать за эти деньги OnePlus. Опять же, это мое мнение. У вас может быть оно абсолютно другим. Вот. 28 лайков мы набрали там. Ей, шучу. К чему это все? К тому, что дальше. Anker Soundcore Liberty 2 Pro в тяжелой музыке как себя ведут? Хорошо. Как я, да? Вам тяжело реально, да, наверное, обзор смотреть? Андрей Гудочкин, спасибо большое за бонус. Huawei Watch GT 2 или Misfit GTR 2 для повседневки и немного спорта, пробежки, ходьба. Есть альтернатива с классическим видом и физ-памятью. Нет. Но топ-10 часов будет завтра, и те другие часы там будут. Я бы единственное Honor Watch 2 побрал за 7000 рублей, и все. И не особо забивал себе голову. Я смотрел твой топ ушей. Отлично. Отлично. И что? И как я для тебя выберу? Я их уже выбрал. То есть тут разговор Прометей из разряда «я выбрал уши», и ты такой «может, другие?» Может. Какие тебе больше понравятся по цвету? Подскажи беспроводные наушники на iPhone в пределах 15 тысяч. Топ-10 наушников для iPhone на канале. И там все практически до 15 тысяч рублей. Там только, по-моему, 2 пары дороже. Там до 5 даже есть. Привет, посоветуй телефон за 35 с 20-м бендом. 37 OnePlus 9 Pro с 20-м бендом на сейле завтра. В телеге смотрим скидку. Телега с верхняя ссылка в описании. Можете не подписываться даже на нее. Но самое главное что? Самое главное посмотреть цену и посмотреть, где это все будет.
А дальше и не забыть взять купоны к тому, что вы купили. Вообще, в принципе, если вы что-то планируете покупать, делайте как я, накидывайте корзинку. Это самое разумное. Но я говорю, я сегодня еще буду это делать. Саня, привет. На твой взгляд лучше OnePlus 9 RT или OnePlus 9 Pro? А вот теперь объективно. У меня нет на руках 9 RT. 9 RT является на данный момент сырым продуктом по-любому. OnePlus в последнее время не сырые не выгружают. А ближайшие 2 месяца однозначно, как можно сказать, что RT лучше. Но я вообще не могу сейчас сравнивать. Не хочу. У меня нет этого телефона. Я уверен, что OnePlus сразу все допиленным не сделал. И взять из ТВСок OnePlus Buds Pro лучше, конечно же. Однозначно. OnePlus 9 Pro или Xiaomi 11T Pro, если брать камеру. Я бы 9 Pro взял. Все-таки, потому что она лучше. По мне. Привет, у тебя такого топа нет. Подскажи, смартфоны с лучшей автономностью. Realme 8 подойдет? А любой с IPS экраном? Да, наверное, подойдет. Посмотри, у меня все тесты одинаковые. Я везде всех PC-марки гоняю. Сейчас объясню как. Отвечу Франеру. Здравствуйте, OnePlus 9R можно взять с Авито за 30-ник. Не за 30-ник, а за 32. И вы понимаете, да? Ну, если вы не боитесь с Авито, а боитесь с Алика, берите на Авито. Вот. Как бы вам ответить еще. Я видел на 9R за 32 самую низкую цену. Если за 30-ник, ну окей. 9R будет на сейле 27. Если для вас безопаснее брать у физика без гарантии вообще, что спор не открыть, ничего. Это не сарказм. Я говорю, я стараюсь не покупать. Я стараюсь покупать там, где хоть как... Ну, на Али... Кстати, по поводу гарантии. Гарантии на Али тоже можно покупать дополнительно, без проблем, на любой девайс. И она будет международной. Возвращаясь, кстати, все-таки к вопросу по поводу автономности. Все телефоны я гоняю в одной и той же программе. Это PCMark. И вы должны понимать, что я говорю, допустим, первое, я вставлю яркость всегда на максималку, герцовку на максималку, и помимо этого, та автономность, что я говорю, это 80%, то есть у телефона еще остается 20%. Поэтому смотрите обзоры и сравнивайте, я-то, по-моему, в топах везде говорю, где самый лучший. Смысл мне топ делать, потому что выиграет какой-нибудь дешманский телефон за 7000 рублей, а OnePlus 9 Pro, это самый ушлепский телефон будет. Ну, забавно же, согласитесь. Плюс можно выставить везде, то есть для этого надо везде выставить 60 Гц, среднюю яркость, как большинство людей, кому нужна автономность, используют. Серьезно? Ну, у меня хватает контента. Дальше, Саня Шалом, что скажешь про Vivo TVS 2? Еще раз, Шалом, Игорь, мне придется вас забанить, потому что вы уже спрашивали, я вам ответил, что благополучно у меня есть обзор на канале. Напрягитесь, посмотрите, почитайте комментарии. Очень давно эти наушники продаются. В топе у меня их нет. Того, что я советую 11.11. Мой топ, мои критерии. OnePlus 9 Pro на 8128 норм, говорят, выгружает приложение. Какие он приложения выгружает? Я вас умоляю, ну окей, покупайте телефоны только на 12 гектар. У меня на 8 гигабайт. То есть я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Сейчас я покажу вам. Но это прям забавнее некуда. У меня 8256. Ничего нигде не выгружает. Вы имеете в виду из-за объема памяти, то, что у вас 256 гигабайт, он будет у вас выгружать приложение? Какая зависимость? Дальше OnePlus 9 Pro 8128 на Алике всего 50 штук. Геф Эст и да, в этом и магия. В этом и магия Алишки. Что успеешь, успеешь. И еще на Т, если они кончатся, то я советую посмотреть Xiaomi 11T Pro. Вот. Не забываем прожать лайк, написать, кстати, как вам обзор на 11T Pro. Надеюсь, он вам как-то зайдет. Там прям все по беспределу было сделано. В плане от души старался. Но народ не особо, кстати, и смотрит. Все дело в чем? Правильно. В том, что у меня сейчас идет стрим. И основная масса людей на стриме, за что вам огромное спасибо. И черт с ним, с этим обзором. Дальше, привет. Стоит ли брать Stratos 3 для спорта, велик, зал, лыжи? Stratos 3, да. Почему нет? Сейчас 5 секунд, я их покажу вам. Нет, это GT, это не они. Ну, плюс-минус, ладно. Отличные часики.
Стратосы вторые или третьи берите. Я бы вторые взял, учитывая их ценник. 10-10. О, 11-го, 10-10 уже у меня пошло. Хотя вроде сидим всего ничего, да? Всего 1,5 часа сидим. Не забываем прожать лайк, за 1,5 часа 1000 так и не набрали. Какая-то печаль, да? Печаль, не заходит стрим. Нет ничего полезного, я с сарказмом все это. Как понять и где посмотреть, у какого продавца я забирал красный купон? В приложении. Сейчас 5 секунд. Будем вместе с вами искать. Вот смотрите. Вы открываете приложение AliExpress на телефоне. Так, посоветуйте телефон ребенку 10 лет, более-менее компактный, легкий, чтобы на пару лет хватило. Компактный, легкий, за ценник. Хорошо, iPhone 13 mini. Офигенный телефон для ребенка. У меня сын ходит с Pixel 4. Тоже очуменный, маленький. Можно купить Pixel 3. Как смарт, чисто для звонков. Нет маленьких дешевых телефонов. Нету просто. Просто их нет. Так, зашли мы все вместе на Алишку. Сейчас я расскажу. Зашли на Али. После этого вы заходите в профиль. Правая нижняя вкладка. Профиль. После этого, вот зашли в профиль. Вот он так выглядит. Сейчас. Ей! После профиля вы заходите купоны. Под фамилией у вас есть купоны. Вот они. Видите, вот у меня 2 купона от 22 тысяч рублей 2000. И у вас не может быть красных купонов у продавца. То есть у вас красные купоны могут быть только универсальные. Если у вас есть какие-то красные купоны продавца, то вы там увидите их. Вот. Все. И дальше есть, кстати, вкладка там «Получить купоны». Сейчас покажу ее. Но это дичь. Дичь очень долго. Вот смотрите, видите внизу «Получить купоны». Вы, если на нее нажмете, то будете долго и упорно их получать. Потом догонять и опять получать. Чувствуете юмор, да? Попытка юморить. Не забываем подписываться на телеграм-канал Скидок. Верхняя ссылка в описании, чтобы примерно посмотреть или не подписываться, а посмотреть, какие там скидки вообще будут, и посмотреть промокоды. Мои личные и, в принципе, на Алишку на 11.11. Кстати, скоро я их обновлю, потому что на всю Алишку нет. Как на 2000 схватил? Никак. Мне просто Али их дал. Я просто заходил и все. Кстати, у меня сейчас на 13 Pro другой аккаунт. Я сейчас смотрю, есть ли у меня здесь купоны. Мне кажется, здесь мне купонов никаких не дали. Не за что мне здесь купоны. А нет, 1500 от 1,5. Ой, 150 рублей от 1500. Видите? Тоже не знаю, как дали. Но дали. Потом догнали и еще раз дали. Дальше, привет, Саня. У меня Honor Earbuds 2 Lite. Отлично, по микрофону устраивает. Стоит ли менять на Honor FreeBuds Pro? Намного. Стоит. Сам, не сомневаюсь, что уже отвечал, но еще раз. Mi Band 6 с NFC в России работать будет? Конечно, будет, если вы его в России купите. Вы имеете в виду NFC с Китая? Нет, по-моему, нет. Я не знаю, чтобы он работал. Я как раз узнавал, я знаю, что не работает. Может, у кого-то сейчас другая информация. Вот. Чем плохо IQ 7? Он великолепен, просто он бесполезен. То есть вы его не продадите потом. Вы его купите, и все, и он у вас мертвым грузом так и будет. Опять же, это мой экспириенс, у вас может быть другой опыт. Может, вы можете кирпичи как телевизоры продавать. Ну, я не могу. То есть для меня это бесполезная штука. Дэн, привет. Всем привет, кто первый раз зашел. Кто местный, тем более привет. Не забываем прожать лайк. И обязательно смотрим конкурсы, потому что завтра 20 Mi Band'ов мы с вами будем разыгрывать. Во сколько, не знаю, я обязательно, как всегда, списком сделаю, кто выиграет. И все. И завтра будем разбираться, кто что купил, успел урвать. Я думаю, OnePlus 9 Pro кто-нибудь да и купит, может быть. А по поводу вылетов, в приложении на OnePlus 9 Pro есть пост на официальном сайте. Дело в сервисах камеры. При запуске приложений выгружаются из ОП, из оперативки. Ясно? Такая только при 8 гектарах у меня не вылетает. Саня, голову сломал, пока не остановился на Poco X3 GT. Игры редкость, интересует больше камера, но и остальное игнорировать не хочется. Подскажи средняк до 25 тысяч, но с упором на камеру. Большое спасибо за творчество. Razer Rip, спасибо тебе за подгон. По поводу камеры до 25 тысяч, понимаешь, здесь тонкая красная линия. Я бы взял за 29 OnePlus 9R тогда, либо поискал Xiaomi Mi 11i подешевле,
либо за 25 тысяч рублей, тут тонкая, вот реально, вот эта вот штука, Mi 11i стоит 32. Мне кажется, что реально за тридцатник найти. По камере она просто мега крутая, можешь посмотреть вот обзор Mi 11i, я сравнивал с Nord 2. И вот тут либо до двадцатки что, все примерно одинаковое, либо какие-нибудь старые варианты, либо у Realme нет хороших камер до 30, у них вообще нет супер камер, у них они хорошие. Саша, можно использовать при покупке купон и промокод? Да, в этом и смысл, то есть ты используешь купон продавца, купон Али и еще и промокод можешь использовать. Это опять же локально для одной покупки. Можно компоновать 10 покупок в одну. У меня купон, допустим, на 2000, набираю 10 товаров по 2000 и трачу купон и промокод на эту двадцатку. Вот, но все это надо будет без выделываний. Успеете быстро все сделать, по красоте купите. Так вот, да, за 25 тысяч рублей все-таки, аж должен тебе ответить. Я бы за 27 OnePlus 9R купил, либо постарался OnePlus 9 найти, либо постарался бы купить чуть-чуть, но дороже, к сожалению, либо Mi 11i, либо что-то такое. Примеры съемки на канале я не могу назвать тебе за 25 тысяч какой-то супер телефон. Realme X3 Super Zoom, но они уже старенькие, смысла, мне кажется, нет. Что взять до 18? Финчек, за 14400 купи X3 Pro и не думай. Или докинь 2000 рублей, купи Poco F3. Опять же, в телеге есть все ссылки. А разве у Nord 2 камера не лучше, чем в 9R? Кто тебе такое сказал, что она лучше? Еще раз, в этом-то и проблема. Я не покупал 9R индийский телефон. Убейте меня нежно. Я Nord 2 сравнивал с Mi 11i. Mi 11i в разы круче снимает. Можете посмотреть обзор на канале. Там все топорно. Взял два телефона, выгрузил на YouTube, все. Там по-другому, и прям там видно, до какой степени все-таки Nord 2 хуже снимает. Очки для защиты от шума мониторов помогают, все-таки от всего помогают они, лично мне. У вас может быть какая-то другая штука, вам он может быть не заходит это дело. Самый худший заход ролика на YouTube, который у меня был, но соляви. Скажем так, это плата за стрим, правда? Дальше. Сколько там таможенный налог процентов свыше 200 евро? 15%. То есть ты за 26 тысяч, если не из доставки из России, то есть, допустим, OnePlus 9 Pro будет доставляться из России. Вот. Я, кстати, даже если в 37 тысяч с доставкой из Китая покупал бы. Я его вообще покупал за 70 с копейками. Дальше, что думаешь про Motorola Edge S Pro? Я советую вам списаться с теми, кто вам советует Motorola, TLC и Infix. И написать прямым текстом: человек, ты ответишь зубами, если это дело окажется хуже бюджетника Xiaomi, либо хуже Realme по поддержке и по всему остальному и ППО. Поверьте мне, он посоветует вам Realme, Xiaomi, Oppo, даже Oppo посоветует, но только не этот шлакоблок. Поддержки 0. Это такой же труп, как и Meizu. Это пихают так же, как TCL, это пихают так же, как Infix и подобные бренды, и также пихают Motorola. Можно до упора их снимать. Она может снимать камеру у Motorola отлично. Туда могут топовое железо запихать. Но ПО там шлакоблок. Там не может быть ни шлакоблока ПО, это мертвый бренд. Вот, welcome. Но это мое субъективное мнение. Вы все можете покупать Motorola, TCL. И еще раз повторяю, я очень надеюсь, что все это вы купите, а потом вернетесь ко мне на канал через месяца 3, будете как-то conversation, у нас будет общение, и вы будете чуть-чуть доверять моему мнению. А дальше, Саня, привет. Большая ли задержка в играх на Realme Buds Air 2 для Realme GT Master? Особой разницы нет с чем, посмотри обзор на Realme Buds Air 2, потому что каждый раз, когда я тестирую наушники, я тестирую их и с iPhone, и с Android устройствами. Вот и все. То есть там плюс-минус одно и то же. В играх всегда задержка на ТВС приличная. Стоит ли сейчас брать смарт-часы за 5000? Да, завтра будет у меня топ, как раз там будет много смарт-часов за 5000. Как нынче обстоят дела с прошивками у OnePlus? Так же. Как понять, с перепрошивками или с прошивками? Я не перепрошиваю телефоны, я говорю, ладно. Кто не получал в жизни кирпич вместо смарта, либо не получал глючное нечто после перепрошивки, либо начал замечать микролаги, хотя вроде все в огне, ну ладно, перепрошивайте, покупайте китайцев до упора, ваш выбор.
Цена 40 тысяч, 57, не жирно. Дмитрий Петров, я не знаю, где у вас цена 40 тысяч. Еще раз, цена OnePlus 9 Pro на распродаже будет 37 тысяч. Сколько они штук продадут, неизвестно. Об этом, наверное, не сказал на YouTube только ленивый. Почему? Потому что это супер топовый смартфон. И ценник, даже если это 40, прямо норм. А за сколько, по-твоему, он должен продаваться? За какие деньги? За 500 рублей? Я покупал за 70 с копейками. Вот он лежит. На старте продаж. И я скажу еще дальше по-другому. Если бы он сейчас полтинник стоил, я бы его и за 50 советовал. То есть, хороший смартфон. Потому что, опять же, его можно очень легко охарактеризовать с той точки зрения, что понятно, что его блогеры, ну вот я покупал, кому-то там присылали, но народ все равно с ним ходит. А знаете почему? Потому что он огонь. Да, он перегревается, да, у него там какие-то косяки, но он, блин, классный. То есть от него кайфуешь, от его оболочки кайфуешь, от его съемки кайфуешь, от всего. У него есть недостатки, это у любого устройства так. Вот сейчас я, кстати, очень интересную штуку перепостил, это Honor Watch GS Pro. Завтра будет топ наушников, часов, и я очень советую на них обратить внимание, потому что за 7000 рублей, 6990, это прям супер-мега крутой вариант. РТшка, кстати, будет 33 тысячи рублей, еще раз тоже запостю в телегу. И еще раз запостю OnePlus 9 Pro, давно его не перепостивал. РТ, понятно, 33. Ну, не получится 9 Pro купить, купите РТ. Мне кажется, что более чем тоже хороший вариант. Нет пока у OnePlus плохих моделей. Другой вопрос, что от них каких-то супер съемки от OnePlus нет топовых серий, ни 9 и 9 Pro ожидать, ну вот Nord 2 и все остальное. Но оно хуже, чем примерно такие же смарты у Xiaomi снимает. Опять же, это мое наблюдение, у вас может быть абсолютно другое наблюдение, у вас могут быть какие-то другие моменты. Вот, допустим, колонку я тоже перепостил. Anker Soundcore Motion Plus за 5800, просто тоже супер крутой вариант. Mi 11i не буду, давайте Mi 11i за 30, получается 2000 рублей. Не идеальный вариант, возможно, я найду дешевле, но пока только так. И OnePlus 9 Pro почему-то не могу найти. Сейчас 5 секунд. 8T. Вот он. Да, он будет, получается, сейчас посмотрим, в каком количестве у них он лежит. Потому что, по-моему, тоже у нескольких продавцов я видел. Нет, там 50 отзывов стандарт. Смотрим. 78 штук, 250. Кто написал, что 50 штук всего? Там не написано сколько. То есть официально у OnePlus Official пока стоит из России 78, 256, 199, 248, 167, 160 и 169. То есть там больше 1000 телефонов. Другой вам вопрос, как много уйдет. Так, понеслась. Сейчас пропустил много интересных сообщений. Привет, есть ли шанс завтра купить ноутбук по скидке? Какой лучше брать в пределе 120 тысяч для игр анимации? Еще раз, если для анимаций создания, то лучше брать яблоко. Яблоко вот Apple AirBook за 122 по ссылке в описании. Вот здесь сейчас у меня есть топ ноутбуков. Если брать что-то из лоукоста, это Huawei MateBook, но там лютые засветы. Если брать для игр это точно не они, это нужно брать либо какой-нибудь там ленововский, я тоже их постил, сейчас скажу, игровой. Сейчас запостю. И что еще интересного? Ну, наверное, в принципе... Да нет там супер предложений. То есть все либо Asus, вот я иногда периодически их выкидываю, но их умудряются купить до даже распродажи. То есть Asus скупают до сейла. Пройдитесь глазами, если не сложно, по моей телеге. Я там выкидывал несколько предложений. Сходу не назову. Давайте сейчас поищу ноутбук, потому что вопрос, в принципе, интересный и мне. Ноутбук. Вот, ноутбук. Потому что недавно был очень крутой ноут. Asus ROG Flow. Сейчас я вам даже скину. Прямо сюда. Если вы досидели.
Asus ROG Phone. Так. Да, Flow. Дальше, сейчас 5 секунд поотвечаю на вопросы по поводу обзора. Ты просто говорил, зависит от устройства. Ну, всегда зависит от устройства. Ты имеешь в виду, что мастер... Могус. Ну да. Но все равно при любом раскладе в играх там задержка со всеми устройствами. И она заметна. Сань, купил Oppo Enco Free 2 для OnePlus 9 Pro. Тут выходит OnePlus Buds Pro. Оба обзора смотрел, но интересно все же есть. Да, есть сильная разница, потому что это OnePlus с OnePlus. Опять же, как понять сильная? По звуку ты не особо ее ощутишь. По удобству вполне возможно, по микрофонам то же самое. 9RT и 9R разительная разница, понятия не имею, не тестировал. Дальше, Вася Пупкин. Привет, есть ли сейчас актуальные смартфоны с суперзумом, как у Huawei P40 Pro? Нет, не встречал. По-моему, какой-то там Honor был у кого-то, но там чисто китайская версия с космическим каким-то ценником, просто наилютейшим. И, ну не знаю, может быть его посмотреть. Но я бы покупать не стал. А не забываем прожать лайк, может быть 1000 лайков наберем, будет круто. Привет, в наличии iPhone и iPhone Watch и Apple Watch. Стоит ли тратиться на AirPods Pro 13 или сэкономить, приобрести Oppo Enco Free? Если у тебя такие гаджеты, то стоит. То есть потеряешь ли ты в звуке? Нет. Ну, приобретешь ли, если ты купишь прошки. По поводу всего остального выиграешь. Ты во всяком случае всегда будешь задавать себе вопрос, а если бы я купил прошки? Они же лучше бы были. Саня, ты часто снимаешь обзоры в Кудрово. Хочу подать тебе руку. Подали друг другу, считай. Близкие, привет еще раз. Заходил, но вскоре ушел ролик. Срендерился, выгружал. Поздравляю. У меня 11T Pro вышел, но как-то он такой велосмотрящий, потому что все на стриме. Ну, лучше, когда все на стриме, чем не на стриме, правильно? Дальше не забываем прожать лайк. Стоит ли менять iPhone 11 на OnePlus 9 Pro? Тебя iOS достало? Ну, это прямой текст. То есть зачем? Что не так? Что не так с твоим iPhone 11? Стоит брать Roborock S7 за 32, да? Великолепный пылесос. Возможно, где-то когда-то будет дешевле, но опять же, это нужно ловить до упора. Дальше, как работают прыжки за деньги, если уже накопил $10? Понятия не имею. Не играл в игры в этот раз. У меня, видите, сколько обзоров, топов. Завтра будет топ-10 часов. И, наверное, для меня это самое важное, чтобы по сейл есть все. Ну, то есть, единственное, я там не выгрузил какие-нибудь топы пылесосов или еще чего-то подобного. Но вы сейчас можете в описании все это дело посмотреть благополучно. Топ смартфонов, кроме Xiaomi, до 18-20 тысяч рублей. Напрягитесь, посмотрите в описании. А так, 30 тысяч раз повторял. Кроме Xiaomi, это Realme GT Neo Master Edition и Realme GT Neo 2. Что лучше взять с уклоном на спорт? Женя Федяев. Stratos 3 или Honor Magic 2? Конечно, Stratos 3. Топ-3 5 затычек без отвалов Bluetooth по звуку для Норда. Huawei FreeBuds Pro, Oppo Enco Free 2. И, конечно, Huawei FreeBuds 4. То есть из вкладышей. Все. Можно OneMo ComfoBuds Pro. Посоветую вкладыши. И опять же, по поводу отвалов. Если вы встанете под силовыми линиями, будете прыгать по трамваю, по крыше, еще что-нибудь. При любом раскладе везде и все будет подглючивать. Владимир Баушин, спасибо за подгон. Саня, привет. Подскажи, какой телефон взять, чтобы камера была на уровне Samsung S20. Стоит ли брать Galaxy S21 FE? Сижу на Honor 10. Нет, ну я бы не стал брать Samsung. Но это оверпрайс. Сколько у вас денег? 30? Купите OnePlus 9. 35-36 купите Xiaomi 11T Pro. Ну серьезно. Топ-наушники для iPhone до 3000. В описании есть 4-я ссылка. Топы. 52 топа. Там есть топы для iPhone. Вы серьезно? Я как калькулятор буду до 3, до 5, до 2, до 1000, до 4. Ну серьезно? А народу интересно? У всех там айфоны. У меня очень мало людей, которые смотрят канал, у которых айфоны, а еще у них когнитивный диссонанс. Вы покупаете смарт за 130 тысяч рублей, там 120, 110, и такие, и наушники мне за 3. У тебя чехол стоит 6, а ты ищешь уши до 3.
Убей меня нежно. Ну, серьезно. Больно. Хороший чехол. 5 секунд. Не забываем прожать лайк за труды. Надеюсь, меня не будут резать на эти гифки. Саня, будешь ли делать топ смартфонов по камере? Очень интересно. Мой топ. Наверное. Кстати, идея норм. А вам интересно? У меня довольно топорно все. Я отношусь к смартам как к рабочему инструменту. То есть у всех остальных это попытка выжать из них что-нибудь. Меня интересует авторежим, меня интересует, как многие говорят, достал из кармана и снимаешь. Все. Любые условия. Снег, дождь, ветер, там руки трясутся, тремор у тебя от того, что ты не выспался. Вот примерно так. В принципе, у меня было сравнение iPhone 13, когда я делал, но народу не понравилось почему-то. Потому что если я видел мыло, а люди не видели, если я видел фокус, люди не видели. Ну, это такая специфичная штука, это доказывать слепому, что он не видит очень часто. А так идея норм, да, наверное, сделаю. Потому что как бы, ну, на опыте. Больше 1000 обзоров на канале и практически все снято на мобильнике. И на Redmi Note 7 я снимал, и снимал, на чего только не снимал. Всем привет, что-нибудь интересное пропустила? 13-й, конечно, нет, это же стрим. Дальше скажите, почему в топе лучших ТВС нет Xiaomi Buds 3 Pro? Денис, а давайте мы с вами, я сейчас еще 500 моделей наушников назову, которых там нет, которые у меня были обзоры, на которые. Может быть, это довольно банальный ответ из разряда «это мой топ». Я выбираю по критериям выгодно, качественно, интересно сейчас. У вас может быть абсолютно другой. У вас могут быть какие-нибудь мониторы, допустим, и вы вообще затычки не воспринимаете. Или вы смотрите, как и я, все время, вот это меня убивает. Я теперь понял, почему маршалы спрашивают. Потому что они просто захватили YouTube. У них тулят рекламу везде. Хотя шлакоблочные ТВСки, я их слушал. Ну, то есть они неудобные в первую очередь. На стандартного мужика 120 сантиметров, 78. Вот я как раз средний рост, средний вес. То есть те, кто думают, что средний вес это 100 килограмм и 190 сантиметров рост, я вам раскрою страшную тайну. Когда вы откроете Google, вы узнаете, что средний рост это 178, 182. Средний вес это 75-80. И уши у меня средние. И мозг, наверное, средний. И поэтому ко всему я отношусь усредняя. В том числе к наушникам. Что-то среднее я выбрал. Топ-10 средних для меня. Дальше не забываем прожать лайк. Будет ли топ недорогих, но хороших фитнес-часов? Завтра приходите. Во время того, как у меня будет стрим, я выгружу топ-10 часов. Написал, потому что в топе уши дорогие. Пользуюсь iPhone X за 24 тысячи. Серьезно? То есть 24 тысячи рублей. Это новый Realme GT Neo 2. Человек у меня спрашивал, к Poco X3 Pro за 14 тысяч рублей, наушники за 10 тысяч. Ты ищешь к смартфону за 24 тысячи рублей, у меня аж заикаюсь. Уши за 3 тысячи рублей. Любые, QCY, все. Все, вот магия. Надо было так, наверное, ответить. Дальше. Саня, есть шанс, что допилят камеру на 11Т, а то все очень печально. Мне не понравилось. Шансы всегда есть, главное надеяться. Но вы видели, какая разница между 11Т Pro, вот я сейчас выгрузил реально обзорчик на него, и худший, кстати, заход. Худший заход на YouTube у меня. Все магия. Магия YouTube. Дело даже не в оптимизации, а дело в том, что... Сейчас я 5 секунд проверю. Да, дело в том, что все мы на стриме, да и черт с ним. А что выбрать, Poco X3 Pro или Realme 8 Pro? Я бы выбрал Realme 8 Pro. Спасибо, Артем Грошев, за подгон. Дальше, Саня, подскажи, на отдых на природу Soundcore Motion Plus хватит по громкости? Думаю, да. Не придется к уху прикладывать. Мужики, почему... Еще раз, по поводу всех доставок из России. Наших площадок. ВБ, Озон, на котором я не смог ничего купить вчера. Я сейчас буду все по поводу него банить. Потому что вчера распродажа, и у них ничего не было вообще. Вот к распродаже за полчаса до начала нет ничего. Все, что у них заказываю, минимум идет 3 месяца. Ну, то есть через Joybuy и т.д. и т.п. Я уже на Авито 4 раза эти девайсы покупаю. Короче, у меня свое отношение к ним. А как тебе аппарат 11 Pro? Стоит ли брать за свою цену? Ян, я сейчас отвечу тебе. Я думаю, максимально
ярко и просто. И это будет однозначно в чате. Вот, Ян, вопрос по поводу ответ на 11 Pro. Showface, так как это не мат, Showface написал, что Озон это плохо, если что. Я его не я удалил. Но другими словами. Mi Max 3 лучше него нет. Чего? Хорошо. Лучше у кого-то 3310 нету. У всех свое мнение. Привет, Сань, что можешь сказать? One Mac of AirBuds Pro. Нет конкурентов. Huawei FreeBuds Pro. Давай. Привет, свежий смарт до 20-ки. Приоритет автономность, а не камера. Ты ответил на свой вопрос. Привет, подскажи, пожалуйста, стоит ли брать Vivo X50? Если ты морально готов покупать смарт, который ты потом не сможешь продать, да. Норм идея. Как тебе OnePlus 9R? OnePlus не знаю, на всех ли есть. У меня глобалка, у меня есть. У меня нет китайской версии. Саня, Realme GT Neo 2 12256 за сколько можно взять? Понятия не имею. Я знаю, что за 21 можно купить минимальная комплектация. Там же посмотри 12256 плюс-минус. Это одни и те же магазины. Устанавливал ли Google камеру на OnePlus 9 Pro? Нет. Ищу смартфон до 25 тысяч. Критерии как у тебя? Достал и снимаю в любое время. Что посоветуешь? Ничего. Потому что все эти смартфоны достал и снимаю в любое время, они дороже 25, к сожалению. Никита, спасибо за подгон. За 27, еще раз повторяю, можешь посмотреть 9R, но я его не тестил по камере вообще никак. Все, что я могу советовать по камере, начинается от 30-ки, поэтому как бы так. Все остальное, я говорю, все обзоры на все телефоны смотрите и считайте, что вам будет потребно. Потому что при любом раскладе, что бы я сейчас не посоветовал, не из перечня вот этого телефона OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Huawei по 50 Pro, Huawei по 40 Pro, по 30 Pro, по 20 Pro, любой iPhone советовать также по камере. Realme вообще никаких, к сожалению, не могу. Master Explorer Edition снимает ничего, но не супер. По Nord 2 тоже не могу. Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, 11T Pro точнее. Все это супер. 11 Ultra, хлам там большой и большие проблемы, но у Xiaomi дороже 30-ки, вот эти вот смарты, они снимают плюс-минус одинаково. И это прям очень круто. Они реально хорошо снимают. Операционка меня реально не устраивает. Меня, как пользователя, вас она может устраивать. Материалы не всегда ценообразование. Но вот все остальное даже очень. Не забываем прожать лайк, может быть наберем 1000. Не забываем, что через телеграм-канал скидок по ссылке в описании мы разыгрываем много чего. А если кратко, разыгрывается 2 часов за 17 и 25 тысяч рублей. Разыгрывается дальше. Кстати, вот сейчас я по поводу ноута скину, еще человек спрашивал. Очень выгодное предложение, я понятия не имею, будет ли возможность купить. Понятно, что это no-name, черт знает, какой у него. Ну, то есть no-name, его во всяком случае покупал народ уже. Можете поделиться, кстати, мнением сейчас в чате, потому что я как-то сам задумываюсь купить какой-нибудь такой трэш. Так, стоп, я что-то не то скопировал. Сейчас 5 секунд. Просто про ноутбук спрашивали, это прям супер-мега эконом. И я не уверен, правда, что это будет идеальным выбором для человека, у которого есть сотка. Но все равно. Матчи Nike, притом когда-то они со мной даже связывались. Я их покупать, ну, не знаю, мне по фану попробовать, потому что отзывы, понятно, какие-то странные. Вот, но там такие спеки какие-то нереальные, и Wi-Fi 6, и RTX 3050, и 144 Гц у экрана, ну какой-то такой, что? Они видеокарту отдельно продают? Ну потому что я вчера хотел купить видеокарту за стоимость этого ноутбука, поэтому мне прям очень интересно. Кресло комп до 5000 реально, табуреточка из Икеи, шучу, но бэушное икеевское кресло, вот икеевское. Спасибо за подгон, Василий. Руслан Ивлеев по поводу продавцов, как понять, они нормы или плохие? Сейчас расскажу. Саня, Master Edition хватит на 3 года или лучше OnePlus 9 Pro? Лучше OnePlus 9 Pro. Либо Master Explorer, но это только Китай. Это Китай. Наверное, хватит, но это Китай. Лучше, конечно, OnePlus 9 Pro. По поводу продавцов, хорошие они или плохие? Вот смотрите, мне миллионник не отправлял 11T Pro. Но у него самые низкие ценники. То есть вы смотрите количество продаж.
вы смотрите отзывы на данный лот, то есть если, допустим, он не отправляет этот лот, либо в каком-то цвете его нет, и оцениваете свои нервы и ценник. То есть желательно, конечно, продавец с большим количеством подписчиков, но с одной стороны. С другой стороны, я покупаю всегда у маленьких, потому что у них ниже цены, то есть им нужно привлекать покупателей. Никогда не покупаю у продавцов из Турции, стараюсь покупать у продавцов из России, так как я сам из России. Так быстрее. А так лайфхака стопроцентного нет. Обязательно по конкретному лоту читайте описание. У него может быть все хорошо, и какой-нибудь отдельный лот, он закупил плохую партию, обязательно смотреть. Все, Руслан. То есть это все равно пальцем в небо, к сожалению. Дмитрий, как после Realme GT Neo 2 и Poco F3 будет ощущаться топовый OnePlus? Как топовый телефон. Я не знаю, как флагман. Ну, поюзай флагман, и потом поймешь. Это не сарказм, это из разряда, но это флагманы. То есть ты понимаешь, что там косяки, но понимаешь, что лучшего просто нет. Ну, нету. Окей, я говорю, вот чем плюс носить iPhone 13 Pro? Лучшего у яблока нету. Нету. OnePlus, допустим, таскать. Лучше у OnePlus тоже нет 9 Pro. Там Samsung последние S21, 21 Ultra и все подобное. Нету у них. У Xiaomi нет кайфа таскать, мне кажется, топы. У Explorer Edition мне кайфово. Вот прям меня радует. А чего у меня с телефоном случилось? Ага, все нормально. А дальше, какие еще у нас вопросы? Не забываем прожать лайк, не забываем написать, у кого какие вопросики остались. Никита, имею Poco X3, покупаю OnePlus 9 или RT, или Nord 2. Нужна камера и запись разговоров. Не играю в игры, какой лучше? Девятка. Но опять же, это мое мнение, я тестировал девятку. Вот. Вы можете протестировать что-то другое и рассказать мне, как у вас получилось. Это не сарказм, это из разряда все-таки... Дальше, 5 секунд. По-моему, я не то нажал. Чат исчез. Прошу прощения. Так. Угу. Интересные сообщения. Дальше. Снова я. 9R дороговато все же. Poco X3 GT или Realme GT Neo 2 не T. Насколько Realme плох по камере в сравнении? Если вот сижу с 7 Pro, фотки топ. Бери. Если 7 Pro фотки топ, бери. Poco X3, лучше Realme GT Neo 2 брать. Но опять же, желательно глобалку. А видите, Никита пишет, что 9R. Привет, какой? GT Neo 2 или Master Realme на 778? Подскажи спасибо. Realme GT Neo 2. Я не знаю, наверное, 2. Двоечка. Саня, подскажи, насколько хороший Робокор? Это все Xiaomi-шные конторы, плюс-минус одинаково. Здравствуйте, как OnePlus 8T не тестировал? А смысл покупать старый смарт? Вот объясните мне, вот логика людей, которые желают сэкономить 10% стоимости, купить старый смартфон. Дальше, близкие. После автофокуса Canon не думали на Sony? Не думал на Sony перейти. А что, сейчас плохой автофокус? Это я стримлю с него. Плохо? Посоветуй, стоит ли брать Nord 2 из-за камеры или лучше GT Neo 2. Лучше GT Neo 2, черт с ним, с камерой. Я говорю, вот когда я рассказываю все эти камеры и вам вообще все это рассказывают, вы понимаете, что не все это видят. Ну не все это видят. Посмотрите мои обзоры раньше, там, год назад. Я на такой шлак снимал, вообще не важно. Половина народа смотрит это все на маленьких телефонах с плохими экранами. То есть не все сидят на флагманах с сумасшедшим разрешением, с 450 ppi плотностью пикселей, с яркостью в 1300 нит и вглядываются. Все намного банальней. Мы не все смотрим на 60-дюймовых мониторах. Я, конечно, вот сейчас, как это называется, подвержен вашим вопросам, но объективно everybody lies, то есть все лгут. Это маркетинг, вам не всегда надо что-то супер дорогое. Точнее, вам это не надо по факту. То есть вам это не надо. Как-то я разошелся, ладно. Realme Watch S или Honor Watch GS Pro? Honor Watch GS Pro.
Подскажи, пожалуйста, какой легкий Леон Бухтеев, какой легкий смартфон взять, чтобы игрушки играть вообще без глюков и лагов до 30 тысяч? Чтобы вообще без глюков и лагов, купите стационарный компьютер. Если игрушки до 30-ки, то либо Black Shark 4, Black Shark 4, кстати, надо запостить. Опять же, вы заметите, я очень редко вспоминаю игровые телефоны. Вот. И к чему это все? Сейчас я запостю в телеге его. К тому, что как он должен выглядеть. Если как игровой телефон, то Black Shark 4, пожалуйста, за 25 тысяч. Если нет, то возьмите что-нибудь с высоким откликом сенсорного слоя, большим. То есть 600 Гц в Realme GT Neo 2. 21-22 тысячи рублей на селе. Реально купить там за 19 с купонами. Но это жир. Но это реально жир. То есть если вы успеете это дело купить, то это цвет, блеск, красота. Я бы сказал, на месте всех я бы тащился с этого дела. Вот. Так. По-моему, меня человек сейчас достал один. Много пишет. В личку. Еще раз, все, кто добавляется в телеграм-канал взаимопомощи, в описании к видео есть ссылка, так же как телеграм-канал скидок. Не забывайте, что великолепным образом всегда у меня открыто там для общения 5 с лишним тысяч человек. Пишите там вопросы, не пишите мне, пожалуйста, в личку. Я читаю 2000-3000 комментариев в день, чертову тучу писем. У меня реально, если я делаю обзоры, нет времени отвечать на те вопросы, на которых в обзорах я уже ответил. А если даже не ответил, вы реально можете всегда спросить в телеге. Я читаю все. Если я могу ответить, я отвечу. Если вы старый, там Лера, Вячеслав, Model Party и еще чертова туча людей, которых я знаю лично, которые мне привлекали, вот зло абсолютное может мне круглыми сутками хоть на личный телефон писать, я ему отвечу. Но, друзья, если мы друг друга давно знаем, это один вопрос. Другой вопрос как бы нет. Если я же не консультант в магазине. У меня обзоры и так максимально подробно. Мне наоборот пишут, зачем столько информации. Так, почему ты хейтишь OnePlus 9R на 870-м, чем твой любимый Realme, ты ругаешься почему-то? Потому что у меня есть 9 и 9 Pro. Я не понимаю смысл, ну окей, зачем 9R, если есть 9 на пальцах? Вот сейчас можете мне написать, там лучше камера по спекам. Я даже в диалог в этот лютый готов войти. Роборок, я не хейчу, я говорю, что это индийский девайс. Его сделали для Индии. Эрочка. Альтернатива 9, которую сделали для Европы. Чем он лучше, чем 9 при той же стоимости? Плюс-минус. Там небольшая разница. А дальше Realme GT Neo 2 на 8 гигабайт зеленого нет. Почему нет у меня? Кто ответил спасибо за 9? Понятно. Саша, у тебя в телеге ссылка на GT Neo 2. Это глобалка. Я не знаю, сейчас проверим. Я уже не помню. Там есть Т, а есть 2. И там был период, когда я искал самый дешевый ценник. Там написано Global Version или нет. И плюс вы еще всегда можете написать продавцу Neo 2. То есть вы пишете продавцу, он вам пишет глобалка или нет. И если он вам посылает не глобалку, вы благополучным образом берете его за жабры, и он вам выплачивает очень много денег потом. Потому что он вам будет должен. Так, русская версия смартфона, да, должна быть глобалочка. Сейчас я еще раз репостну его. Туда же. Последняя ссылка, сейчас Realme GT 2 Neo. Что-то я его часто вспоминаю. И Black Shark 4, пожалуйста, за 30-ник. Что-то за 25 я его пока не нашел. Найду, заменю ссылку. Но опять же, в 5 секунд. Вроде бы нашел за $339. Сейчас еще поищу. Пока так. Но я его видел за 25. Почему-то я его не запостил. Следующий вопрос. Для телефона... Так, давайте сначала поступательно. Xiaomi Redmi Buds 3. Hello Moripods. Hello Moripods. Дальше. Для телефона модели ТВС бренды, к примеру, TRN, KZ Anker по звуку не лучше будут условно Oppo, Huawei.
Huawei FreeBuds Pro будет лучше, чем любой ТРН и любой анкер. И, ну, почти любые анкера. То есть у них есть топовые все равно лучше. Именно FreeBuds Pro. А ТРНки не такие стабильные. Вот. А дальше, народ, я может быть тупой, но в телеге Realme GT2 написано 22, по ссылке 39. А вы не тупой, у вас нулевой экспириенс. Это значит что? Что вы кликаете по ссылке. Допустим, вот сейчас я закинул. Кликаем, закидываем в корзинки. Вы видите цену 35,50. Видите акционную цену 24,35. И здесь на странице товара, на основной, есть большими буквами ссылка Russian Code Руни 2700, скидка 2700 рублей с 25 тысяч рублей. Если аппарат будет стоить, допустим, 24 794, вы добавляете на 300 рублей, там, не знаю, обложку, чехол, еще что-нибудь, и покупаете его за 22 300. Вот, это вполне возможно будет так. А в принципе можно порыться и найти еще дешевле. Вот я сейчас вижу за, ну, как-то в рублях выросло. А что у нас с курсом? 5 секунд? И либо курс доллара пополз, либо курс доллара, потому что в долларах то же самое вроде бы. А я... Вот почему я ненавижу ссылки в рублях. Курс доллара. А нет. Наоборот упал. А нет, 71 уже. Но он растет, если видите, сегодня. 71.03. В идеале должен опуститься, но пока он растет. 71.03 на продажу. Не знаю, плюс-минус одно и то же. Так что я надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. Либо вам надо это все показать прям так, ручками. Говори в долларах, рубли никому не... К сожалению, большинство моих соотечественников получают зарплату в рублях, они нужны. Realme Narzo 4G для бабушки отлично подойдет. Я бы 50-й Narzo, ну да, бабушке что угодно, мне кажется, подойдет. Не забываем прожать лайк и написать, что еще вам интересно. Не забываем закидать в корзинку все, что вам интересно, а потом оттуда, из этой корзинки, вы уже будете выбирать. А самое главное, вы сейчас должны, как я показывал, купоны собрать из этой корзиночки по удобству у всех. И потом так, за 20 минут, правда, надо покурить, попить кофе. Я не курю, не пью и, кстати, никому не советую. И, как вы видите, пью водичку даже. Я не зожевец, просто мне уже много лет и как-то хочется быть активным. Я понимаю, что практически все, кто может выпить там 2 литра водки и выкурить 4 пачки сигарет, с ракету могут бегать с ракет. Но я не из таких, к сожалению. Лучший телефон до 38 тысяч, кроме 9 Pro. 11T Pro Xiaomi, если у вас душа лежит к Xiaomi, за 36 тысяч. Либо еще великолепный вариант, это Realme GT Master Edition Explorer. Master Explorer Edition, но у него только китайская версия. Топовый смарт, просто бомба. Что лучше, Narzo 50i или C21Y? У меня был Narzo 50A на обзоре, и Y не было. Не скажу. Добрый вечер. Можно использовать, Олег Вильчик, разные промокоды несколько раз или в целом промокод используется раз? Один промокод один раз. У меня 2 аккаунта. Вот. И... как бы так. Дальше. 5 секунд. Угу. Мне только что супруга скинула, что нужно купить вот такой обогреватель на распродаже. Вот только что. Спасибо. Дальше, Александр, посоветуйте Realme 8 Pro или Narzo 30A. Я 8 Pro взял бы. Добрый вечер. Какие лучше выбрать телефоны? Край 40 тысяч с IPS. Серьезно? Нет топовых телефонов с IPS? Я не знаю. Можете написать в чат. Мне прям интересно, кто напишет что. Я не знаю топовых телефонов с IPS, кроме какого-нибудь 11T, по-моему, с IPS. Нет, по-моему, не с IPS. Какой-то недавно был смарт на IPS, и меня еще троллили. Не GTR ли? Ладно, не знаю топовых телефонов на IPS. Смущает размер Neo 2. Намного больше ли он, чем GT? А мы сейчас увидите. То есть вот, если брать нижнюю границу...
Меня уже клинит как-то. Нет, не хочет. Ну, короче, примерно одно и то же. Так, стоп, а этот в чехле. Ага, сравнил, да? Гениально. Гений чистой красоты. Ну, вот так. Вот. Вот так. И по фронту вот так. Ну, шире. Шире, толще. Вот они. Дальше iPhone 13, серьезно, iPhone 11 IPS, Xiaomi 11T Pro. 10T Pro это не новинка ничуть, к сожалению. Дальше я купил Halo Moripod за 1200, использовал промокод, но у меня понеслась. Плеер покупать к ТВС наушникам не стоит. Дальше муки выбора Дмитрий Тимохин. OnePlus 9 Pro либо 11T Pro, приоритет фото и автономность. А вы закатайте все, что раскатали, как и я, и приоритет у вас будет простой, что вы успеете купить, то и купите. Сравните автономность можете в PC-марке, у меня что на один, что на другой телефон есть обзоры, и тесты одинаковые. Слышали, Poco хочет сделать свою экосистему, что думаете об этом? Экосистему хочет? Ну пусть устраивает экосистему какую-нибудь. Я буду только рад, если они что-нибудь придумают. Это ж те же Xiaomi, это тут же MIUI будет. Вот убейте меня нежно. Дальше, Евгений, подскажи, пожалуйста, какие минусы в Mi 11i? Вроде его хвалишь, но советуешь 11T. А я не советую 11T. Вот так вы меня слушаете. Я советую 11T Pro. Я не советую 11T. Я 11T могу советовать только за 28 тысяч. Вот, а Mi 11i, к слову, стоит на 4000 дороже. Я советую больше Mi 11i, чем 11T Pro. Нет, чем 11T. 11i круче. Вот. Посоветуйте проводные наушники для Realme GT Master Explorer Edition. Топ-10 наушников на канале. Вторая ссылка сейчас в описании. Любые берите. OnePlus 9 RT я куплю для обзора. Стоит ли вам покупать сырой смартфон? Притом он точно не китайской версии. Я вот не уверен. Сейчас посмотрю. OnePlus 9 RT продают уже глобалку или нет? Подскажите. Я его, кстати, буду брать. То есть я его писал, что я его планирую купить. Он у меня в телеге. И... Так, это 11T Pro. OnePlus 9R. 9RT 33 тысячи будет стоить. И... Мне кажется, что это китайская версия. Там нет, 20-й бенд есть, но у меня смутное ощущение, здесь не написано, что это глобалка. Я не вижу, что это глобалка. Возможно, это глобалка. Global Shopping Festival, то есть это глобальный фестиваль, но не указано, китайская это версия или нет. Сейчас посмотрим. Фронталка, задняя камера, аккумулятор, процессор, система. Система в настоящее время поддерживает китайский, английский, русский язык и так далее. То есть система... Но они не пишут, глобалка это или нет. Но если она будет на ColorOS, на чем она будет? Не указано тоже. Кто видит в характеристиках, на чем она будет? ColorOS. Welcome. Серьезно? Берите телефон китайский. Не 9 Pro. Я-то куплю. То есть это не вопрос из разряда того, что я не куплю. Мне для обзора. Но для жизни я бы не стал брать китайскую версию. Может, заодно попытаюсь перепрошить, может, расскажу. Дальше. Алексей Кунин, привет. Стас Корень, Китай. Welcome. Ну и ты когда оплачиваешь пошлину? И когда оплачиваешь пошлину из Китая? Юра Худ. Так вот, пошлина из Китая, вот, допустим, у тебя смарт стоит 33, ты на 16 тысяч, это 200 евро, ты не оплачиваешь пошлину, а на остальные 15 в России ты оплачиваешь 15%, то есть это где-то 1,5 плюс 750, 2300 выйдет. То есть приплюсовывая к 33, еще 2300, в итоге выйдет смарт в тебе в 35 с таможней. Это если доставка не из России. 9RT только китайская версия. Ну и смысл бежать за... Вы понимаете, когда будет не китайская, а глобальная, это тоже будет представление, это тоже будет начало распродажи и тоже будет более-менее ценник.
Вот. Realme GT 2 Neo или K40 Game Edition? Я не знаю. Я бы взял Neo 2. Neo 2 будет ли ссыль на глобалку? Это вроде и есть глобалка, то что там ссыль в телеге. Будут ли еще обзоры на мониторы, желательно игровые? Алекс, да нет, у меня как бы не зашел он. То есть у меня мониторы, посмотрела, два монитора у меня, Xiaomi-шный и Huawei-овский. Сейчас я сижу за Huawei-овским. 11 тысяч человек, и как бы значит зрителям моего канала особо это не интересно. То есть если я расскажу про наушники или про телефон, намного больше людей посмотрит. Вот на Huawei обзор. Не забываем прожать лайк, может 1000 лайков наберем, будет круто. И не забываем подписываться на телеграм-канал скидок или хотя бы его смотреть. Если вы, допустим, не понимаете, что и почем будет продаваться, по каким ценам, возможно, все еще будет, еще найдется дешевле, то обязательно смотрите в телеге. Вот. И нас там уже 5867 человек в телеграм-канале взаимопомощи и в телеграм-канале скидок 30 с лишним тысяч добровольных участников. Как думаешь, жени добровольных? Там, наверное, 1003 подписалось из-за розыгрышей. Посоветуй, пожалуйста, планшет для просмотра Netflix. Я, в принципе, не могу для просмотра чего-либо советовать. Я могу посоветовать, что какие я планшеты вообще рассматриваю с точки зрения комфорта. Это Huawei, Samsung и Яблоко. Все мои планшеты это Яблоко. Я могу также, если у вас эконом-класс, посоветовать Mi Band, Mi Pad. При том, что, неплохие планшеты, неплохие. И если вы не стеснены, а если у вас есть двадцатник и вы хотите планшет на андроиде, берите его, не пожалеете, аналога нету за эти деньги просто. Либо, если есть деньги, то, разумеется, брать что-то вот такое. Никуда не деться. Некуда деваться, скажем так. Пошлина куда приходит? Либо вы отслеживаете через почту программу и оплачиваете таможню там, либо оплачиваете через ссылку, которая придет вам на email, либо оплачиваете при получении на самой почте. Так, видел у вас Oppo Find X3 Pro в корзине. Это проверенный продавец. Это корзина, вы не заметили, я туда в телегу, по-моему, не кидал. А может и кидал. Я не покупаю пока X3 Pro, я думаю. Я не думаю, что я его смогу перепродать. Лечение аллергии. Насчет пылесосов все есть в описании. Не в описании, в телеге будет топ пылесосов сейчас. Буквально, наверное, через минуты 5. Я сейчас его скину. Топ пыликов. Потому что я его сделал уже и чего-то не выгрузил. 5 секунд. И роборок любой. Можете сразу в телеге посмотреть. Смотря какая баланс. Redmi или S7. Да, одинаково, плюс-минус. Одна и та же контора, одно и то же ПО, плюс-минус. Я бы себе роборок брал бы. Дальше Mi 11 Lite 5G NE. Что скажешь? Скажу, посмотри обзор. Маленький, тонкий, классный телефончик с проблемным экраном. Не идеальным, но что делать? Не забываем прожать лайк. Может быть 1000 наберем, будет круто. Осталось 11 штучек. Саня, извини, опоздал на стрим. KickX, все бывает, так сказать, мимо может... Мимо я могу не пролетать. Дальше... Что еще интересного? Интересное у нас самое веселое. Завтра у нас будет стрим. Кто придет на стрим? Плюсики поставим. Или не делать с утра. Смысла нет. Саня, с кроссовками ты завязал? 4 пары новых кроссовок у меня. Понимаете? Ничего вот из разряда там Midge Sneaker 4, каких-то супертопов нет. Я хочу сам сделать. Одни нормальные трейловые, уже они мне, наверное, месяцев 5. Купил, не 5, ладно, 3. Купил и чего-то не рассказываю. Какой очиститель воздуха лучше всего борется с пылью в воздухе? С пылью в воздухе мойка воздуха борется только. И все, обзор на канале Humifielder 2, по-моему. Не планируешь обозревать портативные ЦАПы для телефона? Стас Корень, у меня был обзор на портативный ЦАП для телефона, посмотри. Кстати, у меня их в принципе много. То есть, вот, ЦАПик лежит. И таких прям эгегей. И есть БТРовский. Посмотри, БТР 5.05. Вообще тема. Вроде хочется на стрим, но утро такое утро. Да, Апоссум. А что делать? Видишь, если ты не... Апоссум, огромное спасибо, что зашла.
наша красавица, и Вячеслав Николаевич наш красавец. Саня, скажи сейчас два приложения Али. Я на одном сижу. Я не знаю, какое там второе. Я удалил. У меня просто приложение Али. AliExpress New какое-то. К чему это все? Подожди, Ольга, стоит ли менять Xiaomi Mi 11 Mi Note 10 на Poco F3? Зачем? Шим достал? Наверное. Если хочется у вас, есть куда деть 10-й. Так, если придет народ, так вот, по поводу завтрашнего дня, это актуально для тех, кто будет покупать. А мне прям интересно, что мы успеем урвать. То есть реально, будут ли на стриме люди, которые успели купить OnePlus 9 Pro? Все равно, мне кажется, где-то 1000 штук они будут продавать. Опять же, мы с вами рассуждаем из разряда продают там немного. Но это российский склад. То есть будут логично люди заказывать в Россию. Все локально. То есть Казахстан не будет, Украина не будет заказывать OnePlus. Если брать Realme, то да, там будут заказывать все. Тяжелее всего, наверное, все-таки будет купить какие-то дешевые, мне кажется, девайсы. Хотя, черт его знает, посмотрим. Они очень долго копили все, поэтому, я думаю, рано или поздно будет все в огне. Huawei Watch GT 2 Pro стоит ли брать в 2021? Huawei Watch GT 2 Pro в 2021 брать? А почему нет? Стоит. Думаю поменять Realme GT Neo на OnePlus Nord 2. Думаю, что ты рановато решил менять телефон, у тебя хороший смарт. Мне кажется, OnePlus 9 Pro не успею купить, главное верить. Муки выбора в подарок маме Realme 8 8i или вообще Poco X3 Pro. Пока склоняюсь к Realme. Ну Realme 8 или Poco X3 Pro. А что ей понравится? Покажи ей. Просто так, ненароком. Мама, какие тебе смарты нравятся? Все. Спасибо, что услышал новое приложение, новые аккаунты стата получается. Нет, нет, нет. Стата вообще та же. Подожди. Ты меня прям испугал. С чего стата другая? У меня новое приложение и стата вся та же. Бриллиантовый уровень. А хотя, подожди. Как-то странно, да. А где мои там безумное количество баллов? Ну и черт с ним. То есть, как бы, мне не важно, если честно, все это. Дальше, OnePlus 9 Pro, они же все равно аккаунт переносят. У тебя все равно доверие от Али тебе, оно не меняется. Мне кажется, все равно цены максимальные. Nord 2 горит, 4 случая было уже. Понятно, вы, наверное, сами видели. Саша советует 2-3 варианта часиков до $100 и трубку отцу до 200. Тоже парочку вариантов для выбора. Короче, 220 баксов, это у тебя 800. 16 тысяч, Poco X3 Pro 16. Дальше там где-то близко Redmi Note 10 Pro. Кстати, за 17 я бы взял. Вообще топ. Это по телефону. Redmi 10 Pro или, ну опять же на сейле, или Realme-вский какой аппарат. Да Realme я не знаю таких. Realme 8 Pro. Что захочешь. А 2-3 варианта часиков до 100 баксов. Это... А что отцу надо? Honor Magic Watch 2 или лучше все еще Honor GS Pro. Вот эти противоударные. Их за 6990 будут продавать. А как думаешь, нет, про наушники, топ-10 наушников, вот там в описании посмотрите, пожалуйста. Дальше, чем именно GT Neo 2 от GT Master отличается? Реально тяжело в гугле вбить. Вот эти вопросы меня больше всего убивают. Вы пишете GT Neo 2 vs GT Master и видите спеки, разницу. Саня, скажи, пожалуйста, вот по твоему ощущению, Anker P2 сильно отстает от Oppo Enco Free? Нет, там плюс-минус, ну, как бы понятно, что лучше для меня. Вот получается два аккаунта у меня так, не знаю, правильно это или нет. Нет, у меня один аккаунт. Здравствуйте, какой взять телефон, несмотря на цену? Понятно? Здравствуйте, какой бы Mi Pad выбрали? 5 Pro китайской версии или 5 глобалки, чтобы вы выбрали для себя? Я бы прошку взял помощнее. Может быть, стоит даже подождать, и может быть они выгружат 5 Pro в глобалке, но пока ее нет. Стоит ли менять OnePlus 7 на OnePlus 9? Решать 9 Pro? Конечно, да. Да, если у вас не 7 Pro, у меня 7 Pro, и он огонь. 9 Pro Global ROM, есть 7 и 20 бенды. А с чего нет?
Дальше скажите, пожалуйста, стоит ли брать MSFit GTS за 57 баксов? Да. Завтра топ-10 часов, и там они будут. Подскажи, пожалуйста, если не получится взять Xiaomi 11i, что купить взамен? Приоритет камера. Xiaomi 11T Pro обзор только что выгрузил на канал. Брать китайский Realme GT, какие неудобства? GT какой? Explorer Edition, там нет кроме глобалки ничего. Обычно бендов не хватает. То есть, смотря про что вы сейчас хотите спросить. Вот. Надеюсь, что все после стрима все-таки сходят и посмотрят на 11T Pro, потому что это какой-то самый ужасный обзор на канале получился. Обидно. Но он хороший. И обзор хороший, и телефон. Дальше. Oppo NK Free в метро нормально слышно? Шумодав норм отрабатывает. Злобный дюк. Обзор на канале. Там я сказал все. То есть здесь стрим не для того, чтобы я такие все, лень смотреть обзоры, лучше у него спрошу, ему делать нечего. Здесь специфичные вопросы. Так, привет, OnePlus 9 Pro стоит брать? Он ведь тоже китайской версии на Али. Просто перепрошит. Плюс будет ли такая девятка нормально ловить сеть в РФ? Ловить будет нормально, если они сами перепрошивают, какие проблемы? Вообще плевать. Ну как бы вы сможете спор открыть. Все в огне будет. За такие деньги, да. Сходим, посмотрим обязательно. Neo T, понятно. Какие наушники выбрать? OnePlus Buds Z. Кстати, вторые у меня Z тоже на руках. Телефон 9R. У меня нет телефона 9R. Ла-ла. Выберите любые из топ-10 наушников в описании. Вторая ссылка. Посмотрю обзор, подумаю. Lonsec Moto. Ну не смотри. Дальше. Что лучше взять, Realme Narza 30 или Xiaomi Redmi Note 10S? Вам решать. 1000 лайков получено, да. Спасибо большое всем, кто поставил. Кому не лень, опять пихаем. Сильно ли помогли улучшения на 9 Pro с момента покупки? Я вам скажу так. OnePlus это как религия. Я не знаю, я даже без выделывания скажу, что... Видите, в чем вопрос? Что у большинства блогеров, кому их выслали или кто сам купил, они с ними ходят. Потому что он кайфовый. Под него чехлы кайфовые, он сам по себе приятный, он радует. То есть он радует. Да, в повседневе бывают глюки, бывает перегревается, бывает камера вылетает, еще что-то. Но он, классный. И это не зомбирование, это вот ты получаешь какую-то вещь, и ты от нее прешься. Вот я от нее прусь. В хорошем смысле. Вот. Плюс, будет ли такая нормальная версия ловить, уже ответил. Будет. Дальше, привет. Про OnePlus 9 RT уже говорили. Если нет, стоит ли брать? Китайская версия нет. То есть не такой там жир. Я бы подождал глобалку. Мне кажется, что ценник будет примерно на старте такой же. GT Neo и GT Neo 2T такой же смартфон, понятия не имею. Я знаю, что GT Neo 2 не такой. Вот, а 2T я еще не покупал. Актуальный ли Realme Neo на сегодняшний день? А почему нет? Ну лучше Neo 2 взять. Ты меня все манишь менять мобилу на OnePlus. Force ты можешь не менять. Вообще можете ничего не покупать. Я говорю, распродажа на той распродаже. Сейчас каждый месяц сейл. Просто другое дело, что здесь прямо такие, уж жир такие предложения, как собрали много предложений в один момент, и все. И плюс есть красные промики. Вот у меня, говорю, много очень всякого бодрячка из разряда 2000, купона от 22, это прям, да ладно, ощущение. Ну реально классное, когда есть возможность купить какие-то вещи прям супер выгодно. iPhone топ, ведро и в Африке ведро. Михаил, это типа, ты рассказываешь вот про это днище, которое греется до 50 градусов, лагает даже при смс-ках, и царапается у него экран на раз-два, и ты купил его за 110 штук. Ну да, гениально, конечно, супер телефон. Только ладно, все это мелочи жизни. Я не знаю, зачем подход такой странный у людей. Скажи топ ТВС с качественным микро и басами. Топ ТВС с качественным микро. Еще и с басами. Топ 100 наушников с микрофонами есть на лайв-канале. Примеров море. Ну, 100 наушников. Топ 100 это по наушникам. По всему остальному топ 10 наушников вот там второй ссылкой. Я устану вам перечислять.
Подскажи, недорогие смарты с рабочим NFC в Украине. Понятия не имею, какие есть, во-первых, смарты в продаже в Украине, какие цены и какие там работают NFC-шки. А дальше на 11 таких проблем нет. Как посоветовать? Конечно нет, Михаил, вообще никаких. Вообще, вот тот смартфон, который конкретно в твоих руках, он лучший. Твои друзья всегда лучшие. Там, не знаю, вот в этом-то и магия, когда у тебя много всего, вот у меня, допустим, нет, интересно, что-то дико. У всего есть минусы. Наверное, это и как мантра моего канала. У всего есть минусы. Либо ты это принимаешь, либо ты не принимаешь. Либо эти минусы перевешивают плюсы, либо нет. Мне очень приятно наблюдать над тем, как воюют бренды. BBK воюет с Xiaomi, они реально воюют. Huawei пытается вклиниться. Яблоко пытается каким-то образом что-то там все равно отжать. И все равно делать что-то особенное. И это клево, это классно. Просто, говорю, есть объективные вещи, я повторяю, есть 4,5 человек. Если вам кто-то советует TCL, Motorola, Infix или подобные девайсы, от себя я не советую. Но я очень надеюсь, что вы запомните этот момент, запомните этих людей, купите эти смарты и придете сюда через 3 месяца, когда вы их разобьете об стену, или раньше. И мы с вами будем разговаривать на одном языке. Напишите, пожалуйста, в сообщениях, у кого есть такие смартфоны, и кто считает, что эти бренды реально лучше за свои деньги, включая, кстати, Meizu, и включая Meizu, чем то, что сейчас продается. Заметьте, я не сказал ничего про LG, потому что мне кажется, что... Как сформулировать? Что для проводных наушников лучше ничего не придумали. И не вспоминаю Sony, потому что это для очень странных людей. Sony для Sony. Sony сами у себя все покупают. Они молодцы. Не считаю наушников. То есть их накладные у меня в постоянном использовании, затычки в постоянном использовании. И как бы так. Сколько будет длиться стрим? Я не знаю, Виаш. Тебя напрягает стрим? Можешь написать типа: Саня, заканчивай, замучил уже. Сколько можно общаться? Саня, ответь, Poco M4 Pro для школьника стоит брать завтра день X? Я скажу, завтра вечером я буду делать прожарку Poco M4 Pro. Вот, на этом же канале. Если придешь, то мы с тобой обязательно решим, стоит ли это дело покупать или нет. А как считаешь, есть ли смысл менять свой Mi 10 на 11 Pro? Наверное, да, если горит. Если не горит, жди следующего 11. LG, к сожалению, RIP. Так же, как и Meizu, так же, как и Motorola, так же, как и все остальное подобное. GT Neo 2T Dimensity 1200. Вот поэтому Adexei я советую всем GT Neo 2 не T. Dimensity это нехорошо. В плане процессоров и всего остального тоже. Саня, подскажи твой выбор про наушники. Не могу решить, Anker Q30 или Meizu HD. Ну ты не можешь решить Aspen из-за цены же, правильно? Купи Anker Q30, не мучай себя. Не забудьте прожать лайк, может быть наберем 1100. Следующая ступень наших лайков это 1100. Напоминаю, что в описании есть мой телеграм-канал со скидками. Чтобы понять, о чем мы говорим, вам необходимо туда зайти хотя бы и посмотреть. А потом, чтобы участвовать во всяких розыгрышах, посмотреть в описании, подписаться на этот канал со стримами. Основной канал и телеграм-канал скидок. И выполнить условия. Там их завтра 20 мибендов разыгрываем, кстати. Будет весело, мне кажется. Саша, посоветуй телефон, не лопату. Pixel 5a, Samsung S21, либо что-то подобное. В принципе, iPhone 13, не 13 Pro, он 13 Pro тяжелый и 13 mini. Вот, к сожалению, пока только так. Дальше, Саня, подскажи, пожалуйста, что взять, 11T или OnePlus 9? OnePlus 9. Игровой смартфон до 15 тысяч на Али. Могу. Happy 14420, ищи в телеге. Poco X3 Pro. Саня, Poco F3. Хороший телефон. Эли Райан. Нет, не всех. Не для всех. Дальше, какую электрическую зубную щетку взять для взрослого? Любую. Любую из тех, что, кстати, у меня, по-моему, были скидки, ссылки на них. Любую, Сукас. Это тоже Xiaomi. В телеге есть ссылка, по-моему, за 2000. Можно и за 1000 покупать. Smile Gaming, спасибо. Realme GT 2 Neo 2. По твоей ссылке есть только 8128 и 12256. А хотелось бы 8256. Стоит купить оригинальный Китай Smart 8256. Будут ли проблемы?
Может быть, может быть будут, может не будет бендов у тебя хватать, которые, может быть, тебе не нужны, если ты в большом городе. Да и, в принципе, китайцы потом тяжелее перепродавать, потому что всем нужны не китайцы. Мне интересно, если OnePlus официально был бы в российском ритейле, то сколько бы они стоили? Мне кажется, достаточно посмотреть на Realme, чтобы понять, что ненормально они бы стоили. Весь вечер слушаю твой стрим, не так скучно даже. Ангелус, надеюсь. Надеюсь, хотя однотипные вопросы, но все-таки они есть. Дмитрий разный. Мне интересно, если OnePlus официально были бы в российском, уже ответил. Как думаешь, будет ли актуален? Не успел. OnePlus 8 до 11.22. Да ты можешь и до 27-го ходить с ним. Как понять, актуален? Для кого? Для тебя тебе нужен телефон, звонить, смотреть видео, играть в игры. Что тебе еще надо? Ну, чуть-чуть поменьше настройки в новых игрушках сделаешь. Все. Сдохнет батарея, поменяешь. Не захочешь, новый купим. Купим. Купишь. OnePlus Buds Z вообще стоит своих денег. Топ-10 наушников на канале. В описании ссылка на них. Специально вчера выгрузил. Дальше, какие умные часы посоветуешь до 16 тысяч? Завтра будет топ-10 умных часов. Это с 16 тысяч там тоже будет. Опять же, Армин, я баню не успел тебя забанить по поводу 5G. Никому не нужен 5G. Но знаете, что нужно? Нужно великолепным образом обвес этих новых процессоров. То есть все новые процессоры идут с поддержкой 5G, исключая не нового Кирина на бедном Huawei P50 Pro, где он у меня тут лежит. Бедный, потому что он стоит космос, просто космос каких-то безумных денег. И народ, в принципе, от него прется. Я их понимаю. Я уже показывал, куда я его спрятал. Надеюсь, он не упал. Люблю Huawei P50 Pro. Mi Mix 4 валяется, GT Neo 2, да. А куда-то я его дел. Ну и ладно. Короче, у меня есть Huawei P50 Pro беленький, вот он. И магия в том, что он не поддерживает 5G сети. А стоит он соточку. Ну хорошо, окей. В Китае он стоит 70. Кстати, насчет тех, кто видел его где-то еще, в Китае даже его довольно сложно купить. На глобальном рынке до 16 тысяч завтра будет топ. Be Happy. Я знаю, что Poco X3 Pro есть еще альтернатива. Не знаю, Realme 8 Pro. Смотри сам, добавь 2000, купи Redmi 10 Pro. Я тебе должен весь список до 16 тысяч рублей перечислить. Я все-таки здесь для того, чтобы советовать, что я советую, правильно? Ты можешь выбрать Infix. Давайте я всех буду посылать к чуваку, который до $200 советовал... TCL. Я думаю, все, кто искали телефоны, под 11.11 смотрели этот топ. И до $200 не я советую TCL. Обязательно купите, напишите мне потом, через месяца 2. И придите потом на стрим, пообщаемся. Ну вот другой совет, не мой. TCL, не мой. Дальше, Саша, хочу Pixel 3 с Али, боюсь восторгов. Возьми на eBay. Иван Денисов, а вы из Питера? Я могу свой Pixel 3 продать. Я не знаю, но я говорю, я не понимаю, как вы надеетесь, что это не будет рандома. Не-не-не, спасибо большое, хорошего стрима. Be happy, да все норм. Это у меня сарказм прет, потому что я говорю, мне же самому интересно, что народ советует, потому что вроде бы я все скупил. Я думаю, да что ж там такое суперское? Мне пишут все, ну посмотри. Я вообще выпал. Когда сказали до $200 беги покупай там TCL, у чувака, у которого за мульт далеко, ну это вообще жесть. Ну это просто уровень бог. Вот я не знаю, там, наверное, реально 3 вагона пришло чего-нибудь, плюшек, потому что, ну дичь. Может я далек от какого-то там супер понимания, у меня было 100 смартов за этот год. А не 10 тысяч, но фиг его знает. Притом я говорю, я от этих смартов, от TCL, от Infix отказываюсь. То есть я вчера специально искал у себя переписки, что мне там обещали за это дело. Чтобы я только рассказал. Без там фанфар, без фейерверков. То есть я мог его там раздолбать молотком. Но в общем я не стал. Ты говорил игровой экран, ты говорил не игровой экран. Это как? Данил, потому что у экрана две есть характеристики. Это частота обновления экрана и
Частота обновления сенсорного слоя, когда ты тыкаешь, как он быстро считывает. Посмотри внимательно обзор, обрати внимание на эти циферки. И обрати внимание на этот зеленый смартфончик. У него частота обновления сенсорного слоя, считывания твоих тапов 600 Гц. Я больше не встречал. Может, где-то 700 у каких-то смартов есть. Напишите. Камерафон до 20 тысяч не существует в природе. Посоветовал. Дальше... Телефон до 40 тысяч с отличной камерой, Xiaomi 11T Pro, OnePlus 9 Pro на распродаже 37, Xiaomi Mi 11i. Mi Pad 5 или 5 Pro, я бы взял 5 Pro, но он только китаец, может подождите глобалку. Нужен совет, что лучше до 25 тысяч с IPS? Нулевая вероятность того, что я вам подскажу, ничего нет с IPS, нету. Есть там вот эти вот бедные GTR, по-моему, да, этот, все. GT Neo процессор мощнее, чем GT Neo 2, как минимум графика. Ретро. Мы пойдем другой дорогой. Google тебе в помощь. Welcome. Дальше. У меня был обзор на тот и на другой смартфон, можешь посмотреть. Если ты это утверждаешь, хорошо. Удачи тебе в пути. Вот. Дальше. Будут ли проблемы с OnePlus 9 Pro China Global Room? А какие? Что там написано China, но вам тяжело будет продать. Но я не буду пиарить, вы не хотите, не берите смарт. Понимаете, это уровень, вот у меня состояние как будто, ну я себя чувствую мрачным идиотом. Я покупал смарт за 75 тысяч рублей. Вам говорю, что он сейчас стоит 37, нереальная дичь, я не знаю, кто успеет купить, это круто. Вы говорите, ну он же китаец. Я говорю, не берите его. 11T Pro берите, который вам не вышлет, этот Xiaomi подлый Xiaomi, который не вышлет. Какие варианты? Не берите. Потому что он китайский. Вдруг вам придется его, не знаю, приедете в Китай, спросят, где вы его взяли. Или придется продавать, и на Авито также вас будут мучить вопросом, а чем он отличается? Вы такие, а чем он отличается? Где мне узнать, чем он отличается? ColorOS там стоит? Или Oxygen? А сказать, что перепрошит? Ну, серьезно, за 37 тысяч, я за 37 тысяч на досе бы его купил. Случайно попал на твой канал, ты крутой, ты молодец. Артик, Китра, так обычно и бывает. Спасибо большое, что зашли. iPhone, OnePlus 9 или iPhone 11? Серьезно? Зунди. Ну, как я могу сравнивать? iOS против Android? Даже не буду. Не хочу. Конечно, OnePlus. Что посоветуешь до 10 тысяч? За 10 450... Глаза ли от шима AMOLED? Болят? У меня не болят кейшида глаза от шима. У меня. И мало у кого болят. Но они могут болеть. Теоретически. Сходи в магазин, посмотри на экран с шимом большим. Вот там Samsung у них большой шим. Сделай максимальную яркость. Постой 10 минут. Напряги себя и узнаешь, нужен тебе вообще эта характеристика, нужна или нет. Вот. Рамин, продай мне свой Pixel 3. Если ты в Питере, напиши. Саня, хватит, я ржу, громко, люди пугаются. Посум, окей. Я не знаю, это про что, но окей. Так, может подождать Черную пятницу, выйдет что-то интереснее за эти 2 недели. Конечно, да, за 2 недели они выпустят еще море девайсов, обязательно ждите. Это не сарказм, они всегда что-то выпускают. Всегда нужно ждать. Почему нет? 10T Pro за 40 тысяч, что скажешь? Скажу... Матное слово, вы странный. Дальше, Михаил Янкушкин. Юзал Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9T, Xiaomi Poco X3 Pro NFC. X3 NFC больше понравился, хоть и лагает больше, чем Pro. Но когда 860 Dragon лагает, перестаешь верить в Xiaomi. А на iPhone мне не нравится только Суперстаба. Если есть деньги на iPhone, покупайте iPhone. Ну какие вопросы? То есть тут, понимаете, это у меня спрашивают из разряда, я аж 1000 раз говорил, есть деньги, покупайте айфоны. Айфоны, макбуки, планшеты, стационары, чтобы играть наконец-то, потому что на маке особо не поиграешь. И да, Михаил, я согласен с тобой, есть деньги, однозначно яблоко. Все яблоко. Планшеты яблоко, ноутбуки яблоко. Ну вот планшет, кстати, у меня и Минька тоже очень мне нравится. Хотя у него железные экраны, об этом я даже не говорил, потому что, ну а чего вы хотели от яблочных? Это не Минька, это 11 Pro. Тащусь от него, прям тащусь. Я от клавы тащусь, и от планшета. The best of the best. Я, кстати, сделаю, если хотите, обзор сравнения клавиатур. Клавиатур и пенсилов. У меня есть пенсилы для того и для другого смарта, планшета. Напишите, если интересно. Потому что мне интересно, интересно ли вам. Такой вот каламбур.
странный. Дальше пишем. Саня, привет. Стоит ли брать Realme Buds 2 в качестве первых наушников ТВС? Заранее спасибо. А почему нет? Да. Все. Выбрать Oppo Enco Free 2 или Huawei FreeBuds Pro. Huawei FreeBuds Pro. Можно я GT Explorer куплю? Ну не стоит, ну не стоит. Василий, бери Explorer топ. Я говорю, вот у Explorer такая особенность. Все, кто его купили, мне никто не написал хейтерские вещи. Все прям тащатся, все пишут: у него же идеальные фото, у него идеальные видео. Чего ты доколупался, что он только китайский? Ты вообще ничего не понимаешь. Я от него тащусь, я говорю, это просто нереально очуменный смартфон. И мне все равно написывают, что зачем я вспоминаю про Китай. Надеюсь, не разбил. Дальше. Короче, норм. Мистер Оливер, топы на канале. Да, еще раз напоминаю, что 4-я ссылка в описании. Это 52, внимание, 52 топа. Наушников, телефонов, планшетов там нет, кстати. Тач может сделать, кстати. Вот, притом там телефоны до 15, до 20, до 30, до 25, до 30, до 35 и свыше 50 тысяч рублей. 6 топов телефонов. И еще по 11. Бедлам, здорово. Интересно продолжение стрима и классных завтра покупок. Надеюсь, завтра мы с тобой увидимся на стриме. Либо на прожарке Poco M4 хотя бы. А какие, Александр, посоветовал бы амбушюры для Oppo Enco Free 2? Удачных покупок завтра. Я бы посоветовал... Не забываем прожать лайк. Неужели 1100 даже не наберем? Други, первый раз что ли? Давайте я напомню, подождите, по поводу амбушюр. Не по поводу амбушюр, по поводу конкурсов. Завтра я разыгрываю 20 Mi Band 6 серии во время стрима. Условия в ролике про 10 смартфонов. 3-я ссылка в описании. Завтра больше ничего не разыгрываю. Но 30 ноября я разыгрываю еще 100% уже 2 часов. Условия выполнены. Это Amazfit GTR 3 Pro. Это TicWatch 3 Pro Ultra. Возможно, разыграю Pixel 5a, что вряд ли, условия еще не выполнены, народу смотрит мало. Потом Pixel Buds A разыграю, по-моему, там уже условия выполнены вами. И Narza 50i тоже разыграю, если будут условия выполнены вами. Ну, часы точно и 5 Mi Band 30 ноября. Такой вот мини-спойлер. Максим Рожков от души, прям от души. Спасибо. Привет, будешь продавать Poco X3 GTR с обзора я бы купил. Сагит, ну давай вот сейчас. Сколько? Сколько и где ты находишься? Привет, помоги, пожалуйста. Хочу взять Neo 2 вместо Poco X3 NFC. Такая же лопата, еще больше. Огромный. Давай я сейчас покажу. Это GT Neo 2. Мне, кстати, надо за штангель-циркулем, мне кажется, сходить, чтобы вам показывать все-таки более наглядно. Да? Саня, будешь делать обзор на MacBook Air M1? Я на MacBook Pro свой сделаю сначала обзор, хорошо? Вот, это X3... Нет, X3 Pro еще больше. Очуметь. Он прям больше и толще. И он даже шире. То есть вот так высота отличается. Так, ширина. Ну, не особо, но прям ощутимо. И толще намного. Зло абсолютно. Пишите свой скайп. И страйк будет богом меня взамен. Ничего не понял. Саня, подскажи нормальные часы на Android с рабочим NFC. Соотношение цена-качество стиль. Завтра топ-10 часов на канале. Вот. Никаких там нет супер часов. Нет идеальных часов. Есть Apple Watch, которые подло постоянно садятся. И все. Есть Samsung Active Watch 2 топовые тоже. Есть Stratos 2 и 3 для спорта. Есть те, у кого железные нервы, кто может пользоваться Zep'ом и ходит с GTR 3 2.1 Pro без разницы. И все. Нет идеальных часов. Нет. Смарты идеальные примерно есть. Часов нет. В Питере сколько, это вопрос тебе. Ну тогда Сагин нисколько не продаю. Дальше у тебя можно купить гаджет, если вдруг понравится что-то. Да нет, конечно, я шучу. На Авито я выкладываю свои гаджеты, продаю их спокойно и все. Потому что у меня канал, а не рынок.
Ну, он похож, может, на рынок из-за количества девайсов, но нет. Not today. Не сегодня. Что скажете по поводу OnePlus Buds Z 2? Скажу честно, что они у меня есть. А еще у меня есть Phil CC. CG, точнее, Phil CG Pro, Phil CG Pro особое издание, Phil CC и Phil 2T. А еще что-то есть. Много еще чего есть. Сколько тебе лет, Халина? А сколько вы мне дадите? И я старше, чем вы думаете. Ладно, Саня, среди спонсоров будет что-нибудь? Ичи? Да. 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 Слово даю, да. Что-нибудь вообще хорошее. Давайте пройдет вот эта вот череда трэша. Саня, привет. Купил перехваленный бюджетник, убийцу бюджетников C3, сенсорный экран, дрянь. Матрица. Я сейчас прям убью себя нежно и узнаю. У меня ощущение, что я не делал обзор на C3. Я даже не знаю, что это. Ну и к чему? Это все к чему вопрос про C3 ко мне. Нет, я его не покупал. Какой-то странный дешевый телефон. Подозрительно дешевый телефон. А подожди, по спекам. По спекам. Прям мне интересно. 3,64, серьезно? Там 3 гектара оперативы, еще и днищенский экран 1600-720. Серьезно? За сколько ты его купил? Признавайся. Признавайся и не стесняйся. Дальше... Максим Тульский, P50 Pro, цена космосу. Он понимаю, что глупо тратить такие деньги на аппарат без гугла, но, наверное, все-таки рискну. У тебя есть Watch 3 Pro и уже есть Watch 3 Pro, MatePad 11, интересно попробовать гармонию в полном составе. Мне пиши, я тебе свой продам. Я шучу. Что скажите, может и продам. Мне он не нужен, честно. Я не понимаю без гуглов, сейчас уже не могу, а с P40 Pro навеселился. Хотя не, наверное, надо все-таки потестить с чем-то. Так. OnePlus 9 RT 600 Touch, понятия не имею, не тестировал его. Еще раз, OnePlus 9 RT, китайская версия аппарата, черт знает что там, на ColorOS. Александр, что насчет амбушюр на Oppo NK Free? Амбушюры можно купить, нужно купить. Лучше переставить с чего-то топового из проводных. Нет, не 35. Куда ни глянь, только инфа про ТВС. А у меня все очень просто про проводные. У меня есть обзоры. Любые КЗшки, любые ТРНки. Там, не знаю. Ну, у меня же есть обзоры. Посмотрите, если вам интересен мой опыт. Ну и там какие-то супер дорогие топовые уши тоже я тестировал. Realme GT Neo 2T на медиатеке это плохо? Да. Дименция это плохо. Дименция всегда плохо. Но это для меня. Можете написать, есть ли свидетели Dimensity и кто считает, что Dimensity это лучше, чем Qualcomm. Подскажи, пожалуйста, почему OnePlus 9, а не Xiaomi 11T? Дименция? По-моему. Подожди, 11T, по-моему, на Дименции. Я же недавно его тестил. Мракобесие это. Ну, во-первых, ценник у него конский. Его, если брать, то за 1028. Ёшки, я посмотрел, сколько он стоит здесь, в России. Dimensity 1200U. Welcome. Я против. Ну, я говорю, я ж все-таки помню, не так давно было. Саня, я видел обзоры на тот и другой смартфон. Я изменяюсь, перепутал. Poco F3 и Realme GT Neo Gaming Test. А Realme GT лучше по FPS. Ну, да. Да. И в чем вопрос? Привет, Realme GT Master Edition хороший, но батарейка слабая. Никогда не бывает ничего идеального, к сожалению. Дальше, привет, что насчет Oppo X3? Oppo в Oppo. У меня Oppo Reno 6 лежит. Купил за 34, за 23 продать не могу никак. Слов нет, букв нет, больше Oppo не куплю. Ну это глупо. Это нужно быть вот как я, остолопом, чтобы покупать этот телефон. Либо вы уверены, что вы с ним и умрете, потому что вы его не продадите. Ну вы, может, продадите, я не смог. Дальше, Саня, получается, бесит шим и нужен IPS. И то хотя бы Xiaomi 11T.
Не понял. И вас уже удалили. Дальше возьми RY4S Plus. Советую не для обзора, а для себя. 5 секунд. Мне прям интересно, что это такое. Что вы советуете? Не шутя. Люблю вкладыши. Это проводные вкладыши. Проводные вкладыши, притом... Я их не вижу на Али. Я их не вижу на Али почему-то. Спасибо. Отметил, написал. Михаил, за подгон. Саня, будешь делать обзор на MacBook Air 2? Еще раз, я сначала сделаю на MacBook Air Pro, потому что вот для примера, девайс стоит 100 тысяч рублей, 10 тысяч просмотров. Девайс стоит, ну, вместе с Клавой, там 28 тысяч рублей, 70 тысяч просмотров. Ну, вы понимаете, насколько мне выгодно рассказывать про яблоко. Я же их не хвалю. То есть, чтобы яблоко тебя смотрело, там, ну, есть фанаты iOS. Они должны включать и там, боже, какая радость ощущать прикосновение к этому телефону или планшету. Я просто тащусь, это до такой степени крутой девайс, я с ним сплю, ем, плаваю, живу, я смотрю на него, не могу насмотреть. Вот такой формат нужен для того, чтобы рассказывать про iOS-системы. По-другому не заходит. Вот это как с пылесосами. То есть, если ты не начинаешь с того, что беги покупай, то все. Ну, это, как бы, я понимаю, людей, они не хотят тратить время на правду. Никому не нужна правда с iOS. Если ты решил что-то купить из яблока, ты это купишь. Вот я купил прошку, я не понимаю, зачем, если честно, она нужна. Это вообще абсолютно бесполезный девайс для меня. То есть я, ну как бы, для меня, окей, он для меня не абсолютно бесполезен, потому что я могу на нем монтировать. Но в целом, ну экран хороший. 1500. Экран хороший. 1500. Тачбар нравится. Кстати, мне нравится. 1500. Вот. Саня, Александр, Neo 2 стоит брать за 23. Стоит брать за 22-21. У тебя по-любому будет какой-то купон или промокод. Стоит. По поводу Oppo ответил. Спасибо, Oppo X3G стоит. Саня, будешь делать обзор? Радик, как мне приятно будет тебя заблочить, потому что мне кажется, что это уже... Мне кажется, что ты не физик. Не забываем прожать лайк и пишем, кому что интересно. Что-то прет тебя сегодня. Юрий, нет, это просто 3-й час стрима. Скузи, если кому-то не нравится такой формат, напиши. Да, наверное, но не тебе, потому что это будет уже... Я же сказал, я потом выгружу. На Авито. Саня, Realme на Dimensity 1 метр GPS на снапе 3 метра. Окей. И от этого этот процессор становится лучше. Дальше попробуй робот-пылесос до 20-ки. Топ пылесосов еще не на канале, но сейчас будет. В ближайшее время. Вот. Сейчас выгрузится. Дальше, какие еще вопросы? Саня, привет, я решил продать 12 Pro Max яблоко и взять что-то... Зачем? Зачем? Ну да, то что из-за игр. Из-за андроида. Греется все. У андроида так же, как у айфона, в играх греется все. Если тебе нужен игровой смартфон, к сожалению, мне придется либо Asus тебе советовать, либо Black Shark последний. Там Black Shark, допустим, 4-й. Вот он 30-ку у меня висит, но я где-то видел за 25, может еще выгружу. Дальше, следующий момент. Если тебе надо играть и ты готов купить флагманы, из флагманов OnePlus 9 Pro, но будет греться 3 восьмерки. Из флагманов Mi 11T Pro будет греться, но не так сильно. Только что было на канале 36 тысяч. Из Samsung что угодно, греться все равно будет. То есть, но яркость OnePlus не сбрасывал у меня. И можешь рискнуть купить Realme, что-нибудь подешевле. Но я говорю, идеальный вариант это, конечно, если играть прям игровой смартфон, к сожалению. А так я бы купил на твоем месте Realme GT2 Neo и все. Neo 2. Дальше. OnePlus 9 стоит брать за 31? Да. Просто я не понимаю Global ROM, Global Version. Чем они отличаются в России в плане функций. Понятия не имею, о чем вы говорите.
Global ROM это глобальная прошивка. Global Version это глобальная версия. То есть у вас может не быть глобальной версии, а будет глобальная прошивка. Это хитреца называется у продавца. 9 Pro или RT, если важен шим, камера, производительность или просто посмотреть. Pro, конечно, если успеете купить. Дальше смарт на 870 снэпе. Топ-10 смартфонов. Третья ссылка в описании. Дальше, Саша, давай по телекам. TCL, я так понимаю, хлам. А вот телеки у TCL не хлам, Вячеслав. Это матрица. Телеки это то, что на чем они собаку съели, они матрицы производят. Матрица. Короче, TCL и телеки это good. Вот. Странно, правда? TCL Smart это дно. TCL телеки это good, потому что они этим и занимаются очень давно. То есть, если дешево и сердито, мне очень нравилось их. Дальше, Саня, привет. Oppo Enco Free 2 или Huawei FreeBuds 4? 4i. Равноценно. Что больше нравится? Плюс-минус. Реально будет взять 2 Neo за первый час распродажи? Flat Line 7, думаю, да. Потому что на 2 Neo 2, хотя топят, но вы понимаете, что не все разбираются. Некоторые боятся Realme. То есть это хорошо для покупки Realme, тех, кто решит купить. Саня, подскажи, пожалуйста, что лучше взять, iPhone 11 Pro или Xiaomi Mi Note 11 Pro? Еще раз, Xiaomi Mi Note 11 или 11 Pro сразу я буду покупать, но это китайская версия. Вы ее потом не сбагрите, они потом выгрузят, скорее всего, под сейл 26-го глобалку, и, ну, может, она стоить будет примерно так же. После того, как обкатают китайку. Каспер, ну как достучаться? Ну вот видите, вы написали, я прочитал. Глобалка Ром, это китайцы накатывают глобалку на китайскую версию. Да, да. Так, привет, нужен смарт до 18, главные критерии. Вы можете написать всегда продавцу, глобальная эта версия или они сами накатывают прошивку. Nord 2 или девятка? Девятка, добрый вечер, 2 вопросика. Что можно использовать из планшетов для хорошего записи лекций? Вот как понять хорошей записи лекций? Для чего? Видео? Вы имеете в виду видео или что вы имеете в виду? Что вы имеете, то и ведете. Что вы имеете в виду, друг? Не забываем, что верхняя ссылка это телеграм-канал с промокодами, и он полезный. Не от меня, спасибо. Привет, если ТВС с шумоподавлением лучше OnePlus Buds Pro до $100? Нет. Есть ТВС, топ ТВС наушников. 4-я ссылка внизу, 52 топа. Там есть топ ТВС наушников по активному шумодаву. Посмотрите, пожалуйста. Xiaomi Miu, что это такое? Я не знаю, что это. Маршмеллоу. Это прикол такой? Маршмеллоу. Это точно Xiaomi? Ну, Вих, не знаю, что это такое. Neo 2 лучше по камере, чем Master Edition. Смотри, у меня и там есть примеры камеры. По мне те же тапки, только в профиль. Планируешь брать Galaxy Watch 4? Да. Galaxy Watch 4 за 17 тысяч я прям дико планирую взять. Надеюсь, у меня получится. AirPods 2 за 10 тысяч. Хорошая цена? Обычная, стандартная, плюс-минус, да. Ну, хорошая. Необычная, стандартная, хорошая. Сань, Neo 2T будет с глобалки? Не знаю. Не знаю. Ну, покупать я точно буду, чтобы тестировать. А так... Точный тачскрин, чтобы не в бумажных тетрадях писать. Яблоко любой. Huawei любой. Samsung любой. Можете Xiaomi. Ну, подождите моего обзора сравнения ручки Xiaomi и клавы. И, собственно... Яблоко. Дальше, Стас Корень, спасибо за подгон. Дальше, что у нас еще интересное? Xbox в пределах 30 тысяч не посоветую, потому что все должно быть, к сожалению, дороже. Очень много у меня негативных комментариев, что люди советовали плохие телеки под Xbox и плойки, а у меня нет Xbox и плойки, и поэтому я не скажу. Подскажи, как правильно получать посылки, на почте или курьером? Я правильно получаю на почте. Единственное, я все распаковываю на видео. И даже когда не делаю обзора, я все всегда распаковываю на видео. Саня, что с датчиком приближения с Poco X3 GT? У меня не было проблем. Они же сказали, они поменяли, как его называют? Поставщика датчиков приближения.
Саня, подскажи, пожалуйста, Nitron, стоит ли покупать Redmi Buds 3 Pro за 33? У меня есть из топа что-то. Да, 3 Pro тоже можно купить. Очки от Xiaomi хочу, а то свет плющит глаза. Купи. Дальше OnePlus Buds Z2. Стоит ли брать? У меня нет на них обзора, они у меня на руках. Что стоит брать из наушников? В описании вторая ссылка, топ наушников. Не забываем прожать лайк, может быть наберем 1200. Зачем, не знаю, а почему бы и нет. Правильно? Почему бы нам не набрать 1200 лайков? И смотрим еще обязательно обзор на Xiaomi 11T Pro на канале. Мне смарт очень зашел. Публике не зашел, хуже зашел, чем даже Honor Band 6, который я уже тестировал. Саня, в двух словах, Feel CG Pro в сравнении с Feel Free 2. Обзор будет на канале. В двух словах. Ничего ж себе вы хотите, чтобы я прям рассказал сейчас, и потом вы не смотрели обзор. Нет, это так не работает. Только по поводу, советую, только по поводу того, что у меня сейчас есть. Дальше. Так долго с нами, удивительно хорошо, OnePlus наушники топчик. Знакомый купил, визжал, что они шикарны. Не пробовал, но верю. Масма, так оно и есть, и Huawei FreeBuds Pro не хуже по качеству звука. Однозначно, и их советую тоже. Так, Poco F3 датчик починили? Нет. Ну, там его можно настроить, надо сидеть на 4 PDA, и идеально он работать все равно не будет. Но в Poco F3 в серой версии, мне кажется, будет другой датчик. Ну, я надеюсь на это. Можно даже написать продавану, но мне кажется, он не ответит ничего. Они же сейчас типа в новом цвете выгружают его. Телефон плюс-минус $600, топ-камера, топ-экран, 8256. 6 на 7, 42 тысячи. OnePlus 9 Pro. OnePlus 9 Pro. Realme Explorer Edition. И Xiaomi 11T Pro. Почему бы нет? Посоветуй, пожалуйста, еще отцу телефон на замену Redmi Note 7 Pro, как вариант Realme 8 Pro, плюс-минус 15 тысяч. Добавь 2000, купить за 17 Realme Redmi Note 10 Pro. Или если у тебя реально пятнашка, Poco X3 Pro 14600. Что взять вместо OnePlus 8T, поменьше габаритами? iPhone. Ну а чего? Вот что маленького есть? Пиксель последний, 6-й купи. Как покупать промики? Никак. Никак, Алеша. Я не покупаю промики. Купоны так раздаются в телеграм-канале у меня. Они есть, допустим. Промики покупать. Кто-то покупает. Я не рискую. Мне кажется, это разводилово. Ну, в основном это разводилово. Приветствую. Надеюсь купить OnePlus 9 Pro, но сомневаюсь, что получится. Вот так ближе уже. По камере и процессу за 25 Realme GT Neo 2. За 20-ник также Poco F3. Master Edition еще можно. Иван, напиши в телеге. Насколько для тебя важен стереозвук в смартфоне? Не важен. Я использую ТВС наушники, а дома использую колонку, если с телефоном. Там все равно плюс-минус одинаково. Промокоды ограничены, да, Гэв. Количество использований и самые жирные. То есть, если сейчас брать телегу, сейчас я посмотрю насчет промиков самых жирных. Первое, кстати, кто спрашивал про пылесосы, в телеге только что я выкинул список пылесосов, так что можете выбирать. По поводу промиков. 5 секунд я обновлю, кстати. Промокоды на 11. Так. Это мои были. Самый жирный будет 5000 от 60, поэтому 4200 от 4500 и 2600 от 25 это самый-самый шик, как вы понимаете. То есть в процентном соотношении это как раз самые такие смартфоны. Сейчас только что репостнул эти промики. Самое интересное, да, и 1900 от 18500. Плюс 1700 от 16 тоже в принципе жир. Но, в принципе, на Атомоле, допустим, есть еще свои отдельные промокоды, поэтому обязательно смотрим и оцениваем, насколько вам одни или другие важны. Вот. Вечер добрый. Подскажи, пожалуйста, как быстро сметут OnePlus 9 Pro на Али, что лучше брать OnePlus 9 Pro или OnePlus 9 Pro, однозначно не Red Magic 6s.
Думаю быстро, но там 1000 экземпляров, и то, что большинство, скорее всего, будет думать, что их не купят. Там думать, вот, китайская версия, еще что-то, еще что-то. Мне кажется, это решит момент, так, притом конкретно. И не знаю, но это норм. То есть вариант купить есть. Вячеслав, спасибо за совет с наушниками в личку. Вот. Пыликроидами, кстати, тоже можно отдельно сейчас вам скинуть. Пыликов много хороших, прям очень много. Но пылики обычно часто так и продаются. То есть не бывает такого, что прям их мало. Напоминаю, что завтра будет розыгрыш 20 ми-бендов, так что приходим и тусим. Дальше Red Hood, вот суета вроде стихла. Саня, телевизора до 15 тысяч включительно, до 40 дюймов, какие посоветуешь? Я советую открыть тебе описание, и там есть TCL-очка такая за 23 на 50 дюймов. И если ты туда перейдешь, в принципе, у этих TCL-ок есть поменьше размера. Либо вот Xiaomi за, получается, ну Xiaomi за 25 ты потянешь я или нет, не знаю. За 25 тысяч будет круто, если потянешь. Сейчас посмотрю, до какого промокода работают. Да, работает промик. Купоны точнее. Берешь купон и покупаешь. За 27 тысяч прямо топ цвет, блеск, красота. Еще можно промокод использовать помимо купона. Вот. Суета. Суета будет завтра. Завтра будет вообще лютое безумие просто, мне кажется. Но опять же, может быть, нет. Может быть, всем будет все равно. Имеет ли... Как участвовать в розыгрыше? Костя, все довольно сложно. Нужно открыть описание и прочитать. Там есть перечень розыгрышей. Там написано розыгрыш Pixel A, Amazfit Watch 3, TicWatch 3 Pro и Ultra и Pixel Buds A. И условия по 20 ми-бендам. Там, где написано условия по 20 ми-бендов, ты можешь посмотреть ролик. И если ты его реально посмотришь, ты узнаешь, как там участвовать. Спойлер! Там надо подписаться на мой телеграм-канал скидок по ссылке верхней в комментарии и написать в обзоре под топом 10 телефонов свой никнейм. Все. Ну и быть подписанным на основной канал со скидками. Ой, лайв-канал. Но это все завтра будет мной разжевано. И я думаю, будет весело. Думаю, завтра нас будет много, мы будем в тельняшках. Ноутбук норм есть, конечно, да. В описании то же самое. Есть перечень ноутов, какие... по мне, с хорошими выгодными ценами. Опять же, у всего есть свои минусы. То есть, если вы покупаете Huawei за 30-ник, за 40, при любом раскладе, понимаете, что у него будут засветы. Вот, 1100 лайков, да, ей! Мир, трудмая жвачка покемона. Можем и 1200 набрать, кстати, при желании. Так что, кому не жалко, палец вверх. Как ты заработал свой первый 1 000 000 рублей? На работе. Это не тот формат у меня. У меня же не влог, друзья. Я, может быть, и пру сарказм вот этот, но, опять же, кто чем занимается, я еще раз повторяю, я работал грузчиком долго, я работал долго охранником, мне не лень даже сейчас пойти помыть полы, если мне надо будет, я пойду, не знаю, дворником работать. Вообще, мне все равно, реально. И кто как деньги зарабатывает, это личное дело каждого. Единственное, я вам честно скажу, что если вам рассказывают, как заработать много, знайте, вас обманывают. То есть это замануха куда-то. Это как дерево трейдеров. Дерево трейдеров — это когда ты 10 человек берешь, 7 обнуляешь, 3 делаешь x5. Они рассказывают еще 10. И вот так это работает. А потом тебя где-нибудь убивают на острове, но это уже потом. А так, если ты разбираешься, язык подвешен, можно делать много всего. Я такую грязь не делал, но я знаю много людей, к сожалению, которым в жизни приходилось делать выбор, делать большие деньги. Вот. Но это лирика все. А к чему это все? К тому, что девайсов будет много, девайсы будут интересные, спрашиваем, что кому интересно. Привет, это опять я. Что взять? OnePlus 8T? Нет. OnePlus Buds Pro? Да. Huawei FreeBuds Pro? Да. Или слышал что-нибудь о OnePlus Z2 на руках? К OnePlus 9T, 8T, OnePlus Buds Pro. Дальше.
Александр Волгин. Light 11 5G NE за $265 или GT Neo за 310? GT Neo 2 за 310. Главное иметь пассивный доход, Ичи. Главное иметь доход. Какой самый продаваемый смарт на распродаже, твое мнение? Poco M4 5G. Ой, Poco M4 Pro. Будет вообще бомба. Естественно, глянул твои подборки. Вопрос именно в цене. Ограниченный бюджет. Red Hood, а я уже забыл, что ты спрашивал. Ты повтори лучше. Привет, посоветуй, пожалуйста, OnePlus Nord 2, Realme GT. Другие не идут в Литву из Ёшки и Гагошки. Я бы GT взял тогда. Добрый вечер, хороший смарт IPS. Нет на IPS ничего. Кроме Poco GT, получается Poco X3 GT. Вот только его X3 GT у нас идет на IPS. Что-то я, по сути, разбил все часы, как-то я шучу. Надеюсь, не разбил. Вот он. Poco X3 GT. Дальше GT Neo самый продаваемый, на мой взгляд. Не знаю, я надеюсь, что да. Потому что мне кажется, что Realme все-таки сейчас нагнет. Нет, Poco M4 в нашей стране, мне кажется, будет много людей продавать. Хотя сейчас, опять же, объективно, под Новый год надо покупать. Надо покупать перед всеми этими рождественскими праздниками, кто в Европе живет, для тех важно. Нужно покупать перед, в принципе, не знаю, у всех ощущение трындеца. Если у вас его нет, хорошо. Вот, я себе возьму завтра бритву, отвертки и куртку. Ей! Дальше, когда обзор на Z2. Дроздер скоро. Tomorrow never dies. Сейчас пройдет вот этот вот сумасшедший дом с 11.11, и между 11.11 и 25 получается числом, когда будет Black Friday, я напихаю и Filsi CG S, CG, и CG Pro, и 2T, и Honor Choice X у меня тоже давно, уже, наверное, недели 3. И еще много всего. Кто мне там говорит, что ты в тот же день делаешь? У меня 3 недели Honor X, допустим. Не-не-не, это не так работает. Все одновременно мучается просто и долго. Ну, допустим, LPP Watch в 7. Видите, я же не стал выгружать его, даже сейчас еще актуально, но нет. Oppo Enco Free 2 или Huawei Watch 4i. Huawei FreeBuds 4i. Равноценно. Я бы Free 2 взял. Саш, как тебе в телегу выкладывать вещи, которые ты продаешь после обзоров? Мы можем покупать то, что будучи уверенным в качестве. Нет, Мили, мне будут выносить мозг. Мне даже на Авито умудряются выносить мозг. А как ты там? А вот там посмотри, а это еще что? Нет, не, у меня нет на это времени. Вот серьезно, нет на это времени. Ну, как бы вот все, что я хочу сказать, я говорю в обзорах. Дальше копать, это уже вот кирку там и форумы до упора просто. Дальше, Сань, какие бюджетные наушники взять? Топ-10 наушников внизу в описании, там есть бюджетки. Свеженькие, под 11.11. Дальше, Roborock S7 стоит переплата по сравнению с S5 Max? Честно? Нет, можно S5 Max брать. Не критично. Добрый вечер, присматриваю наушники ПК, хочется играть и музыку послушать. Бюджет 8-10. Я не знаю, Black Shark V2 я не тестил. Я использую проводные наушники. У меня есть топ-10 накладных наушников, полноразмерных, точнее, наушников на канале. И половина из них можно использовать по проводу. Посмотрите, по мне там хорошие варианты. Вот. Сань, промокод на Али можно один раз применить. Каждый промокод один раз, и они кончатся. Догружать, скорее всего, будут. Но завтра будет дурдом. Я вот миллиард процентов уверен. Я прошлое 11.11 помню. Все повиснет, все вот самое жирное, о чем мы сейчас говорим, будет гореть просто. Али будет не есть промики, там какие-то будут отказы у кого-то, еще что-то. Почему? Потому что нет идиотов, все хотят купить выгодно. Вот, спасибо за неответ. Пожалуйста, если бы вы сейчас написали, я бы ответил, наверное. Можешь что-нибудь сказать? КЗ не тестировал, не могу. Было бы интересно посмотреть гайд по продаже на Авито. Я продаю дешевле всех. У меня нет гайда. И я хамлю. То есть поэтому. То есть мне надо вот отдал. У меня человек один приезжал, я ему 7 телефонов сразу отдал. То есть у меня стоял один, я говорю, у меня есть еще там. Он вынеси какие-нибудь. Я выбрал вот то, что мне и продал, и норм.
Но что-то я его контакт потерял. Ну, у меня несколько таких было. Добрый вечер. С топ-флагманами все понятно. А что в твоем понимании флагман на андроиде? Спасибо. OnePlus 9 Pro, Mi 11 Ultra. К сожалению, с ужасной оболочкой. Не считаю, что он норм. Realme GT однозначно. Флагман. Samsung S21 Ultra. Даже S21 я считаю флагманом. Разумеется, Pixel 6 Pro флагманы. Разумеется, это Oppo, линейка и Vivo, вот эти вот супер флагманы, но они для меня не актуальны, потому что это Китай, и нам они не нужны. Мне они не нужны, их никто не смотрит. И вот все. Что-то я пропустил? Какой смарт лучше подойдет для Бойко? Ну, вот тебя, серьезно, зачем ты так делаешь? У нас нет наглости, хамства и тем более расизма на канале. Не забываем прожать лайк. Всем добра, спасибо, что пришли. Нас мало, но мы в тельняшках, шучу, нас много. Спасибо всем, что дошли. Думаю, на все вопросы у меня уже получилось ответить. Привет, как думаешь, Huawei FreeBuds 3 за 3700? Отличное предложение. Подскажи, пожалуйста, выйдет ли глобальная версия Note 10 Pro? Чего? Она же так есть. Вова, если ты попробуешь Realme UI и потом MIUI, ты поймешь. Это глючная лагающая штука с чертовой тучей рекламы, которую нужно реально настраивать. Опять же, мое субъективное мнение. То есть вот opinion такой. А имеет ли смысл брать 9RT или забить и взять 9R дешевле точно на 10+? Еще не понимаю. RT будет китайский. Раз. Два. Я не понимаю, почему 9R будет дешевле, дороже на 10 тысяч, если 9R, OnePlus 9R стоит 27 тысяч рублей по ссылке в телеграм-канале, верхняя ссылка в описании. Зачем покупать дороже? Он дешевле OnePlus 9. Или ты имеешь в виду 9 Pro? Конечно, лучше 9 Pro. Думаю, тогда сегодня зарядку заказать на Note 2, тогда завтра 11.11 зависнет весь Алик. Да я шучу. Это к тому, что, скорее всего, будет самый трэш, это даже вечером. Я уверен, что опять все будут такие, я куплю ноутбук. Я вот прошлый сейл помню, 2 ноута я хотел купить, один успел, второй нет, хуавеевский. Но я сейчас пока не уверен, буду ли я брать ноутбуки. Вот я скинул этот Мюнхен, что-то там, дичь какая-то. 3050. Мне интересно, что это за штука. Ты меня немного запугал. То есть для OnePlus 8 T брать OnePlus Buds Pro, да. Почему запугал? Александр. Саня, привет. Посоветую взять Honor Earbuds 2 Lite или Huawei FreeBuds 4i. Huawei FreeBuds 4i. Добрый вечер. Что скажете про Huawei Nova 9? Я скажу, что это Huawei без гуглов и вот это вот выброшенные деньги по 50 Pro. Только ради камеры и ради вас. Вот. Ну и чтобы народу еще давать обзоры делать. Шучу. А Explorer Edition и OnePlus 9 Pro на одном уровне? Нет, 9 Pro круче. Но какое-то удовольствие от использования Explorer, я не знаю, то ли сбалансирован будет. Опять же, я не могу говорить, что, понимаете, если Explorer брать в стоке, то есть я его брал за 34. Если брать OnePlus, я его брал за 75. Конечно, Explorer в этом случае. Сейчас, если у вас появится возможность купить за тот же 40, за 40 тысяч, и за 32 Explorer, я тоже бы подумал, кстати. Но OnePlus круче. Здравствуйте, будет ли глобалка на Realme GT Master Explorer Edition? Я не знаю. Я не амбассадор, я вот это все дело покупаю, понимаете? То есть это нужно спрашивать у тех, кто вам TCL советует до $200. Я не знаю, раз 30 сегодня вспомнил, но для меня это просто когнитивный диссонанс. Мне никто ничего не пишет. Как бы кто будет TCL покупать смартфон? Мне интересно, не хочу посмотреть на этих людей. Саня, по Reno 6 хоть гляну, что ты на Авито продаешь, а то модеры у тебя прям модеры. Да, модеры прям зло, молодцы. Не распространяюсь, как бы нет. Ну, спросили, дал. Дальше. Не считаю плохими обзорами. Очень интересный обзор у чувака на сравнение камеры. Explorer стабильный. Хотя я с ними не согласен со многими. Но, видите, у всех свои задачи. У меня задача замучить аппарат. То есть я девайс все время
кошмарю. Ну, я считаю, что я кошмарю. Вы послушайте просто любой мой обзор. Будь то часы. Вот сравните хорошо. Чтобы понять, чем отличаются блогеры, возьмите TicWatch 3 Pro Ultra. Притом я их не хейтил. То есть удивительно, я их реально не хейтил. И посмотрите все обзоры на TicWatch 3 Pro Ultra. И посмотрите, кто как преподносил информацию, какую конкретно вам ее преподносили. Я думаю, у вас вопросы отпадут. Вот то же самое по поводу смартов. Мне не важно, что продается в России, что не продается, мне плевать на эти локальные магазины. Я считаю, что это хорошо. Почему? Потому что хорошо. Потому что на Али продается все. Там цены самые адекватные. Если в России продается что-то дороже, значит это не продается вообще. То есть это что-то, что даже на Али не стоит покупать. А к чему это? Шалом, Александр. Как вам Mi Note 11 Pro? Mi 11T Pro. Или что? Я не понял. Redmi, который будет на китайской прошивке. Кстати, завтра еще раз Poco M4 мы с вами будем пытаться прожарить. Не забываем проставить... А кто советовал Smart TCL? Хочу глянуть ради смеха. Не скажу тогда. Значит, не скажу. Потом, давайте после сейла. Раскручу чужой канал. Дальше Каспер, что решил Explorer или 9 Pro? Андрюша, ладно. Спойлер, Андрюша. К 11.11 многие сделали топы. Мне интересно было, что кто-то куда запихал. Потому что категория $200, она самая забитая, как вы понимаете. То есть, большинство людей реально 15-16 тысяч. И там все довольно просто. Просто Poco X3 Pro. Все. Ну, реально, Realme, окей. И Realme 8 Pro, если кто-то добавит 2000, но это уже не $200 и не 200 евро, то это... При любом раскладе Redmi Note 10 Pro вообще мне нравится. Ну, там много чего. Говорю, посмотрите мой топ. Но там нет вот этих Infix TCL и вот этого вот мрака. Я просто никогда не думал, что на таком левеле человек будет... такой у него опыт странный. Потому что у меня вроде уже опыт совсем другой. Как тебе бренд Green в плане ушей? Рандом. Юрий Федя, ждать чего? Здравствуйте, Black Shark 4 или Redmi K40 Game Edition? У меня был и тот, и другой. Для игр я бы все-таки взял Black Shark. Как вы успеваете опробовать все обзоры делать? Я не успел смотреть, а вы их мучите, тестируете. У вас в сутках 35 часов. Многие очень сильно удивляются, как я что-то быстро делаю. Я реально очень многие вещи делаю быстро. Вот, поэтому я считаю, что 19 лет моей работы, которую я делаю быстро... Ну, я считаю, что если ты делаешь быстро, а остальные люди делают медленно, то ты все остальное время отдыхаешь. КПД. То есть ты сделал единичку, кто-то пока делает единичку, вот у тебя свободное время. И то же самое считайте по опыту. То есть мне, допустим, в PC-марке гоняю телефоны 4 штуки. Потом они валяются. После того, как они валяются в геншинге, чего? Мне час поиграть. Вот смотрите, объективно, мне один раз разрядить смарт, это все тесты прогнать. Часов 7-8. Помимо этого, зарядить смарт, засечь, за сколько заряжается. После этого прогнать в PC-марке. Все, база уже есть. То есть есть понимание энергоемкости, энергоэффективности относительно других смартфонов. Следующий шаг. Сколько и как скачиваются по Wi-Fi 6, допустим, Mi 11T Pro, вот у меня были вопросы, вроде я его настроил. Я в обзоре, правда, про это не сказал, про работу с Wi-Fi 6. Как-то мне не понравилось, как он качает. Ну, черт с ним, потом он вроде разогрелся. Качаются игры, самые тяжелые это Genshin. Ну вот попробуйте скачать просто Genshin Impact, обновить, скачать танки, скачать PUBG, вот это все и обновите. Потом еще поиграть по часу везде. То есть по часу играется, потом смотрится видео, сколько он кушает. И самое главное, для меня лично самое главное, это то, как он вообще работает во время вот этих всех тестов. То есть не лагает, не вылетает, как на него ставят прошивка долго, быстро. Есть такая штука, как послевкусие. Не знаю, как объяснить. Тестировать реально два смарта одновременно. Вот. И еще раз повторяю, что я же не один. То есть у меня и есть человек, с которым мы консультируемся, он мне помогает писать топы. Вот, у меня есть Игорь, оператор, с которым мы делаем обзоры. То есть это все-таки два человека. И помимо этого у него там кто-то помогает, у меня кто-то помогает, логично. Вот. То есть, если вы думаете, наушники один человек слушает, нет. И даже не два, и даже не три. Если смарт, то же самое, его щупает. И плюс опыт. Видите, в чем дело? Когда ты покупаешь
за свои деньги все это, оно по-другому ощущается. То есть вот смотрите, по идее, я сейчас должен был бы хейтить, у меня не зашел вообще обзор Xiaomi 11T Pro. Он висит прям дно, 3300 просмотров. Хуже не было у меня ничего за последние полгода. Но он реально нормальный. То есть мне без разницы, ну как бы не без разницы, обидно, что не смотрят. Но у меня нет такого чувства, что вот что за хлам. Не забываем прожать лайк. Я, наверное, с вами уже начну прощаться, потому что мы уже общаемся 3 часа, все устали. Да, Иван Денисов, команда это круто. И особенно, когда это все этапы проходят. То есть я, потом еще кто-то, потом опять я. И вот это каша, можно сказать, каша. Вот. Если брать М4 Pro, наверное, я все буду делать в течение 2 суток. То есть я на него буду нападать и все. Если что-то у меня, допустим, бюджетников много валяется, смартфонов. Из разряда я гоняю. То есть есть настроение, погонял этот, есть настроение, погонял это. Единственное, много очень сильно времени, почему у меня мало стримов, занимают стримы. И после них тяжело отходить. Но мы с вами это дело не зря проводим. Я думаю, что завтра кому-то будет полезно то, что я сказал. Если что-то из того, что я вам говорил, полезно, поставьте, не пожалейте лайк, напишите в комментарии, там, Саня, окей, делай такую лабутень, потому что от этого зависит, будем ли мы в Черную пятницу такой же экшен устраивать. Может быть, и там реально разыграю какие-нибудь 20 ми-бендов. Мне по фану. Мне вот реально по фану. Могу, а почему нет? Александр, подскажи смарт с реально работающим DC-димингом. Любой Xiaomi практически. Обзоры смотрите. Спасибо. Стас Корень. 30-34 дюйма. Либо Xiaomi без смарта. TCL. Любой TCL смотри. То есть открывай их на Тмоле магазин и выбирай себе под прайс. Хотя может быть он и будет смарт. Но обучишь. А чего там обучать? У меня мама 82 года. Смарт ТВ без проблем. 2 дня. Дал пульт, показал 2 кнопки, все. Дальше все сама разобралась. Тем более 2 головы больше, чем всегда лучше, чем одна. Саня, как мне найти твой Авито? Секрет. Мужики, умер Pixel 2. Какой аппарат порекомендуете? Pixel 6, Pixel 7 Pro. Вот, вы же уже привыкли к нему. Nord 2, 31 тысяча. Если на игры наплевать, он мне только для... Тебе только Дименция не нравится? Да. Вы платите за воздух, но это мое отношение. ТВС до 4000 рублей. Топ-10. Второе, ссылка идет в наушниках. Короче, напоминаю, что завтра приходим в 9 утра, кому не сложно, и начинаем общаться по поводу сейла. Я расскажу, что я куплю, покажу, что я куплю. Решим, что будем покупать первыми, будем делиться, кто что успел, и будем разыгрывать потом, я думаю, к часу где-то 20 ми-бендов. А может быть вообще разыграем, когда будет Poco M4 Pro у меня на руках вечером. А вечером я сделаю стрим прожарку Poco M4 Pro. Плюс завтра будет топ-10 часов. OnePlus 9 Pro американский по цене $978, это дорого. Вы понимаете, что сейчас я рассуждаю по поводу OnePlus, который выйдет вам в $500. 5 на 7, 35, да, 520 где-то. А вы говорите 978. 520, 978. Вы хотите купить смарт, как я его покупал? Дорого. Poco F3 нет DC-диминга, к сожалению, хотя и Xiaomi. Это очень странно, я вам раскрою страшный факт. Poco пытается дистанцироваться от того, что они Xiaomi. Вот. Universal Rus, ты выиграл Mi Band, я на тебя зол, ты мне не пишешь. Человеку написал в инсту, написал, что он ленивец, он написал, что я ленивец, и мне не пишет ВКонтакте. Напиши мне ВКонтакте, потому что ты выиграл Mi Band, и мне надо его тебе будет заказать. Вот. Вот. Сейчас 5 секунд. Смотрим. Приду, думаю, розыгрыш завтра вечером будет лучше, народу больше будет. Хорошо, посмотрим. Но с утра будет все равно у нас 11.11. Стоит ли менять OnePlus 6T на 9 или 9 Pro? Однозначно да. Будет просто бомба у тебя вместо... Да ладно, как так может быть? Привет, дядь Саш, как тебе новый Honor 50? Дорого или не стоит своих денег, что скажешь? Странно, ну я же гоняю сейчас по 50 Pro. То есть, мне кажется, что они где-то там встали вчера. По камерам нет, по остальному да. То есть у них до такой степени идет борьба за маркетинг. Мне очень не нравится Huawei и Honor. Чем? То есть я с ними пытаюсь общаться. Пытаюсь, неудачно. У Huawei стала политика, как у Samsung. То есть они хотят, чтобы с YouTube вам втирали дичь.
прямым текстом. То есть вот как бы не говорили, что нет. Вот, допустим, вышел у меня обзор на Watch 3 Huawei. Вы заметили, что я сказал, что проблема с оплатой, проблема с банками, проблема с чем-то, проблема с eSIM. В итоге, я при том их вынес в мозг их службе поддержки, у них появилась инструкция, как подключать к eSIM и какие операторы поддерживаются. То есть они до такой степени оборзевшие, что они всем говорят, не говорите, что не со всеми у нас контракты, то есть не все могут поддерживаться операторы, не говорите, что не все банки поддерживаются, что там оплата через одно место. Меня так это бесит, то есть такой огромный гигант занимается реально прямым текстом очковтирательством через YouTube. И народ это не то, что ест, там, он лопатами просто потребляет. Потому что народ делает обзоры, ничего об этом не говорит, ну как бы все окей. Потом люди любятся в прямом смысле. Девайсы отличные, косяков море, к сожалению, из-за вот этих вот проблем с Гуглом и с америкосами. Здорово, Руслан, дошел. Александр, пожалуйста, OnePlus 9 Pro сильно греется? Да! Спасибо большое, Саня, не так давно смотрю, ты крут, удачи и процветания. Петрович, спасибо большое, что смотришь. Не забываем прожать лайк и давайте говорить друг другу до свидания. Huawei P40 против Pixel 6. Нет у меня P40, не было P40 Pro, только был Pixel 6 не на руках, но я бы взял его. Или OnePlus 9 Pro, если успеете за 37 тысяч купить. Вот. Базео суши бы не рассматривал, у меня есть топ ушей, смотрите, вторая ссылка. Хотите поддержать производителей кабелей и всего остального, покупайте у Базеуса, у Грина и подобного. Зато вернули Google сервисы и Play Market. А куда вернули? В Honor. Саня, какое кресло для компа? У меня Xiaomi-шное обычное. То есть, видите, будет обзоры на ноуты, ультра ноутбуки. У меня самое интересное MateBook есть. Но мне не нравятся там засветы. То есть у меня такое ощущение, ну окей, я сделаю обзор. Покажу эти засветы и скажу: идите покупайте MacBook, на котором нереально играть. Или Asus, или еще что-то. Ну точно не его. До завтра. Спасибо за трансляцию. Дмитрий, завтра где будешь брать OnePlus Pro? Еще раз, ссылка в телеграм-канале, верхняя ссылка, телеграм-канал, там есть ссылка на 9 Pro. Про кроссы ничего не сказал. А чего кроссы? Идите в магазин, примеряйте. Ничего не поменялось. У меня топ на канале 5 кроссовок, все то же самое. Samsung точно бы не брал. Оверпрайснутые, оборзевшие, запихивающие старое железо в новые смарты, люди, которые продают смартфоны за копейки своим, а нам, дурачкам, конкретно мне тоже продают вот это все за оверпрайс. Вот, Realme GT Master Edition или китайский Realme GT Neo 2T. Только не Dimensity. 2 просто. Саня, привет. X3 Pro на будущее для игр норм. Мир, Трудмай, покемоны. Наверное. Давайте, огромное спасибо. Промики, да, для Украины тоже есть и для России. Для России больше, к сожалению. Ну вот так, вообще в страны СНГ очень плохо Али дает промокоды. Не знаю почему. С их отделом маркетинга я списывался, почему у них нет промокодов на другие страны. Меня, ну, вам мягко, наверное, у меня же нет мата и рекламы. Короче, послали меня на все буквы алфавита, что это не мое клоповье дело, и, в общем, не будет, к сожалению, никаких новых промиков. Может, будет, появится. Близкие, ничего ж себе, ты сидел. Я тебе обязательно все отправлю. Ты прости, у меня было 2-недельное просто выпадание. Сейчас ты сам понимаешь, что это безумное время. Безумное время кончится, и между 13 и 25, хоть там даже Sony накладные захочешь, я тебе пошлю. Вот. То есть все, что хочешь. Даже Pixel 5a пока не разыграл, могу тебе послать. Поюзать. Только если в течение 2 недель отдашь. Потому что мне его надо разыграть. Киркус, вам огромное, что зашли. Рабин, счастливо. Дальше Саня, счастливо. Model Party, удачи. Ичи, удачи. Sony Buds, Sony 1000, конечно. Лучший смартфон до 40. OnePlus Pro, да. Греется сильно, стоит брать. Все, всем добра. Давайте заканчивать наш conversation. Огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, что есть телеграм-канал взаимопомощи по ссылке в описании. Телеграм-канал для скидок, верхняя ссылка. 5 розыгрышей. Участвуйте. И завтра 20 Mi Band 6 серии я разыграю на канале для на этом канале с утра. А вечером мы погоняем Poco M4 Pro. После того, как вы их купите, его купите или не купите. Я думаю, их будет много еще. Все, завершаю.
Дмитрий, в описании какие есть бритвы из того, что я советую. Поко NK Free 2. Спасибо вам за стрим. Спасибо, Вячеслав, что зашел, кстати. Спорт Сипа, Василий, Счастливо, Артем, Дистенити, Максим, Илья. Еще раз извиняюсь, кого забанивают в телеге. Исключительно вот там 2000, ну не 2, но 1000 человек, наверное, забанено. Почему? Потому что никто не хочет правила читать. Читайте правила, если приходите к нам. Ролик смотреть про Mi 11T Pro, да, прошу, посмотрите, потому что там совсем дно со статистикой. Всем